Я есть. Итак, всем доброе утро. Доброго времени суток. У вас крестный уже поправили меня тоже. Пятый стримчик. Докатились, короче. Пятый. И так, микрофон врубаем. Ну, собеседник есть у нас сегодня опять-таки. Кто соскучился, можете поздороваться. Чеканок, Здорово. поздоровайся. Здорово. Здорово всем, ребят. Всем здорово, всем отличного настроения, Вот позитива, добра в ваши дома. Вот он здесь с нами. Так, ну, я сейчас пока звук... О, чатику привет, Сергей, здравствуйте. Так, Сережа, здравствуй. Сергей Резидент. Так, мне надо камера. Вот моя камера. Вот так вот бывает, когда неделю не включаешь ютубчик и начинаются какие-то эти... Первым делом у нас было сегодня прям обновление АБС. Прям не забыли о нас. Секундочку. Просто сработает. Алиночка, иди спокойненько с работы. Что за кипиш, а меня нет? Чекан, привет. Здорово, зомбачок. Здорово, зомбачок. Таки... Ваня, Сережа, Ну, Алина. Привет, привет, ребята. Манго, здоровыч, Манго. да Ребята, как ладно. у вас? Чё? Я Илюх, привет. Милбус, Вот, Милбус, привет. блин, Блин, Милбус, ну привет, вот. привет, привет, привет Сейчас тебе соберем огромнейший. всех. Скорейшего выздоровления, всего Вот самого он. наилучшего. Давай там это поправляйся с хворью, прям борись и чисто Да, двоечку да, да. прописывай там. Парацетамол в одной руке, там, анальгин в другой, там, бах-бах, двоечку, все там. Аспирин. Антибиотиками еще, там, спецудар антибиотиками, и все нормально будет. Да. Поправишься. Так что скорейшего, ребят, давайте пожелаем Мильбусу скорейшего просто выздоровления, чтобы поправлялось, и все Да. было у нее. И скорее возвращалась в наши ряды. Я Ждем, уже скучаю, ждем ее с приколюха. нетерпением прям такому контент, который прям с юмором подается на блюдечке. Опять же, я говорю, каждый из нас по-своему индивидуальный человек. Гляди, какой симпатичный мужик. Ваня, не надо так Появился, говорить. бля, Я сейчас мужичок. прям Пузо втянул покраснею. даже. Я Видели, пузо втянул? Да-да, Ирина Валерьевна, доброго дня. Ничего себе, прям так. Ирина А я Валерьевна, борюсь, как оба-на. можу. Ору. Ты сможешь, мы в тебя верим. Держитесь, Стопудово. крепитесь там, я не знаю. Ну, мне кажется, народными средствами быстрее вылечишься, чем каким-то химией, но это оставим. Не давай Не такие болейте, советы скоро никогда. весна. Не болейте. Очень прекрасное время года. Я вот вчера первые намеки на это дело записал, показал. Кому-то понравилось, кому-то, может, не понравилось. Пишите в комментариях, будем рады послушать ваши отзывы, посмотреть. Я скоро уйду, через 19 минут у меня стрим запланирован. Опа! Ого. Ты еще и стрим Ага. планируешь? Ну, Андрюха, блин, дает. А? Мне пришлось включить свет, потому что солнечный свет сбоку, он еще чуть слабенький, солнце еще не повернулось в мою сторону. Мне пришлось мою вот теперь вот супер-пупер лампа, которая, ну, сам знаешь, и вот так вот. Так, а если я... Секундочку, я вот возьму сейчас, наверное, камеру. Оставить так или включить нормально? Ты просто не ерзай. Застынь. Застынь. Резидентыч. Застынь. Да, Резидентыч. Резидентыч будет. Резидентыч. Да. Да. Растет канал Резидентыч. Покажи ребятам, как надо вот делать контент, чтобы у Да, вас канал кстати, рос. вот Покажи канал. сейчас покажем. Серегин. Не дай бог накрутка, не дай бог. Вот, Сергей. Ручки в попу сразу засуну. У нас Резидентыч сейчас уже в данный момент 1140. Шикарно. Прям мало. 1100. Да, Лё. так норм все, да. Ну, у нас такой вот, я не знаю, сегодня такой особой темы не было, и просто уже такое, пока вот время есть, так вот, есть настроение. Я тут ни при чем вообще. Узнаем, мы все Мы, узнаем. да, Никто не мы, строит. Чувак! вот, чувак, классно, главное, что настроение хорошее, Да. пообщаться. Если у вас какие-то есть вопросы, может быть, ко мне или клиент, напишите в чатике вопрос. Чего чинить стрим? На стриме будем. Да, Чё да. чинить стрим обязательно Ирина Валерьевна, мы этим зайдите. занимаемся постоянно. У нас каждый стрим идет настройка стрима во время стрима. Это уже стало у нас такая
традиция, что ли. Теперь у нас, я не знаю, как-то, ну, Ее как избавиться-то, я не знаю, прям подкаст назвать, тряхнуть. назвать это подкастом вообще нет. Просто мы сидим с тобой балаболством занимаемся. Ну, по крайней мере, приходят, Ну, с общаются. вами Это уже как общаемся, бы плюс. ребятки, ну, это прям успех. Мотивация. Я это считаю больше, чем мы занимаемся в воскресенье, особенно вот последние 5 стримов именно, да, воскресных именно. Не игра, а именно вот сейчас. Это мотивация для какого-то будущего поколения, для тех, кто думает, блин, может не надо все это, может не буду ничего делать, а потом кто-то посмотрит, скажет, а может, ну, так это все просто, может, все-таки попробую, и у меня тоже получится, да? О, давай-ка покажем, знаешь что, давай-ка покажем канал Леванти Саджатори. Он говорит, что он в последнее время что-то меньше стримить начал. Ну, мне кажется, он немножко лукавит, потому что у него стримы, как обычно, там часов по 7, по 8, по 12, да? Э, 3:49, 5:48, 11:55. 11:50, да? То есть вот, Шикарно. ну, что это, типа, я Нет, ну говорит, это, меньше стал конечно, стримить, да. сегодня Ну смотри, Вань, кстати, я тебя могу поздравить. Я последний раз, когда у тебя был на канале, у тебя было на 30 подписчиков меньше. 30. Ждал 30 Elden Ring, пару. жесть как. Да, ты его ждал, но я его пока еще у тебя не вижу, но я видел, какая дорогая эта игра. Я И какая она убогая. просто, понимаете, ну, пойми, я вчера одному человеку пытался объяснить, но сейчас это будет даже как-то выглядеть неинтересно и скучно, потому что Валерна. ты Вот опять, Валера, сейчас все будет. Валера, настало твое время. Нет, просто получается так, то что сейчас заходишь на YouTube, или идет игра Horizon, или идет игра Elden Ring. Все. Да. То есть А больше играть нечего. да, полгода назад у нас такая же болезнь была с Far Cry 6. И это как бы печально, потому что Нет, с Far Cry'ем, кстати, больше шумихи было. Сейчас вот прям, сейчас вот, ну, с Far Cry'ем там вообще все, кому не лень, играли, да. А с Elden Ring там уже у кого-то уже и компьютер не тянет эту да, игру. да, Ты да, его уже расти. железо не то, но все равно вижу. Ну, просто я его заметил, у кого он не тянет. Я, Сразу видно, их сразу видно. да, во-первых, видно, во-вторых, я видел людей, которые такие, смотрю, что качество чересчур хорошее. Оказалось, что PS, то есть Да, PlayStation 5 да, уже, если на что, на пятой. PlayStation. Игра жесть, говорю сразу, попа будет гореть всегда у меня совсем чутка. Это не лечится, в итоге буду напирать. Ну, блин, слушай, да, Это не лезь. Это не да. лезь. Да, я всегда так делаю. То есть я за Конечно. 15-16 лет купил две очень дорогие игры и потом понял, что это просто вот деньги на ветер, потому что ты ждешь буквально там полгода-год, цена падает сильно вниз. Вам могу хороший пример сказать, допустим, по игре Cyberpunk. У нас она была везде, Киберпанк, она везде ее так прям захайпили, прям везде рекламы были, и в конце концов она была на старте очень дорогая. Сейчас она стоит дешевле, чем, я не знаю, у меня даже Need for Что Speed. за Among Us? Я могу какой-нибудь, да, ну, Among Us нет, но какой-нибудь Need for Speed даже есть части дороже, чем эта игра. Она провалилась. Она Она вот провалилась, щас я видел, короче, вот этот The Elden Ring, такой, короче, штуку, такой интересный баг или фичи, я не знаю, как это называется, death фичи, наверное. Вот, когда персонаж, то есть враг твой, бот, да, не дает выйти просто из прохода, он постоянно бьет, просто не дает выйти. Ну, это бред, это вот прям вот реально бред, это надо исправлять. Багов в игре еще прям б. Куча, оптимизация на компьютере очень-очень-очень слаба. Вот, там 20 да, FPS да, в местах, когда человек смотрит на стену. Это 20 FPS, что это? Вот официальный счетчик, который ввинчен в игру, типа, чего? Вот, да, там на PS-ке-то вроде как, ну, на PS-ке-то да. все получше, но там 30 FPS залочено и все, и как Да, до да. свидания, Вот да. Ирина пишет, вначале брать игры себе дороже. Очень, Абсолютно очень, очень, согласен, да. Потому что да. есть, конечно, люди, я встречал на днях людей, которые прям 6-7 тысяч отвалили, как бы, ну, они прям ждали, горели. Я говорю, и я рад, что у вас она пошла, вам она нравится, то есть вы не зря столько денег выбросили, ну, я так говорю, да. Но на самом Нормально. деле, ну, как бы, я говорю, я 2 раза купил такие игрушки. Это была GTA 4, это было очень давно, когда она только выходила, да. 15 лет уже будет скоро.
И в Ну, ты знаешь, когда у тебя есть консоль, Call of когда Duty. у тебя есть консоль, у тебя нет выбора никакого другого, кроме как приобрести лицензию, да? Не, То ну есть нет, есть. Не будем сейчас говорить об этом. Я думаю, это нехорошо будет. Но выбор есть всегда. разработчикам, Запомни. да, бедные разработчики голодные. Да, бедные и голодные, они теперь будут есть хлеб без икры, да, икру придется не покупать, только хлеб. Только Просто, нет, хлеб. Либо наоборот, только да, икру, но хлеб не покупать. да, Хлеб не покупать, икру только. только икру. Просто есть для каждого правила всегда Бедные есть бедные исключение. разработчики. Да, для каждого правила всегда есть исключение, или, как некоторые говорят, для того и существуют правила, чтобы их нарушать. Ну, кто-то живет Мгм. по этим правилам, я, допустим, для себя в один прекрасный момент решил, типа, ну вот плойка есть, как бы, и плойка мне в этом плане нравится, ей сейчас 15 лет, я просто беру диск, вставляю, у меня графика, у меня все работает, мне не надо бежать видеокарту новую покупать или еще что-то. И вот такой вот берешь, вот такой вот, блин, камера плохо берет, такой диск, и там сразу там по 3 игры. Сейчас, подожди, я с этим решусь, я сейчас камеру выключу, перестартую ее, потому что мне что-то это То уже... есть все нормально. Ну чё тебе не нравится? Но она плохо захватывает иногда, вот это вот, потому что что-нибудь Ну, показывать хочешь. О, ладно. ну. Ну, факт остается тем, то, что у меня, говорю, плойка, игр много, и скоро вы увидите много нового интересного, очень хорошее, Когда стрелялки забытое, у тебя появятся? старое. Стрелялки, мочилки, пыхтелки. Ну, мочилки уже начались. Гонялки были. Мочилки с мочалками начались. Это Мочилки с Tekken. мочалкой начались. Да, и Это хотел... Resident Evil, да? Да, если сейчас будет чуть поинтереснее, ну, я не знаю, как время получится, Кольтич, здорово. будет еще... Опа, хай, привет. Так что, ну, Да, это на PS игры стоят как крыло самолета, и на Nintendo тоже. На Nintendo даже, наверное, как еще и хвост самолета стоит, как-то сразу там. Не то, что бери его сразу турбина. На с Nintendo турбиной, да, крыло с турбиной, согласен. крыло с турбины. Турбина это всегда хорошо. А вот это, Турбина. конечно, обидно, Ванька, что купил в "Стиме" в октябре Икарус, у меня оперативы не хватает. Там минималка 16, а рекомендовано 32. Не хватает вот это обидно, конечно, когда покупаешь игру, думаешь, сейчас в нее поиграешь, а в итоге Мгм. пролетаешь на этом крыле. Вот, Ваня, теперь посмотри на себя со стороны. Я тут, О боже, какой я страшный, да, вы. ну, слушай. Даже с мочалкой, ну, как без них. Там даже 3 Нет, трехметреску вот это вот, и да, дочки. мочалки уже как бы начались. Ну, то есть в Текине там Мочалки. есть девушки, соответственно, такие, как сказать, ну, спортсменки. Не комсом... Комсомол. Да не совсем комсомолки, но ну, как бы нормально с ними все. Уже радует. Нет, я что хотел что-то растяжку экрана делаю, она вот так плохо под меня. Да. Подожди секундочку. Вот так вот. Настройки еще не отменены. То есть я в процессе, Нормально. я в процессе, знаешь, есть мне это даже становится так, даже как-то первый раз так меня аж там в пот бросало, Ну, там надо, пугался. значит, надо. Сейчас прям такой сидишь, такой, прям настраиваешь, такой, даже прям нравится. Да, с мочалками, то есть одна очень красивая игрушка, я не знаю, кто, может, ее знает, нет, но я это увижу по активности на стриме. Я ее хочу включить без всякой рекламы. То есть включу игру, я потом посмотрю, кто ее знает, кто нет, кто забежит. Потому что, ну, у меня... Теги, не забывай теги. Не, теги, конечно. То есть игрушка, она уже не новая. В этом-то весь и прикол. Ха-ха, в Текине еще не... те комсом... Да, смотря как высоко поднимают ноги, когда Не, бьют. есть, как его, Тим Кэндыч, здоровыч, Тим Опа, Кэнди, здорово, привет. привет, как дела? Здравствуй, Не забывайте, здравствуй. ребят, подписываться на канал, ставить лайкосы, делать репосты, это поможет Во-во-во-во. трансляции, Да, поможет. конечно. Всегда поможет. Если, да, кому-то не трудно. Я вот сколько смог сделал трансляцию, ну вот. Так вот. Также заглядывайте в описание, ребят, там тонна контента, сами знаете, комментарий на комментарий, там все это работает, как обычно, как Олегович учил нас, Сейчас я вот так вот прям включу. все Ой, я даже здесь работает. лайк не поставил. Я вот так вот. Хова! На весь экран прям, Ваня. Вот это вот Ну, игрушку, когда включаешь, слава богу. когда они играют, и получается так, то что, ну, сидят тут часами, там, строят прям мир, вот это все. Я говорю, вот усидчивость какая нужна, ну, сколько сила воли, там, у меня бы терпения не хватило, но
каждый играет игры по-разному, у каждого свой подход к этим вещам, и в этом-то весь и есть и плюс, как бы нас много, и разнообразие игр дает как одному или тому какое-то удовлетворение, потому что у всех разный вкус, правильно? Ура, люблю драйвера с чиканом. Да. Тим Кенди, ты же последний раз у Чеканные меня... монеты видеть. Да, он монетка. Вот, Нормально, Тим че Кенни. се, Тимыч, ну нормально. Ну ничего, нормально, я тебя тоже нормально. посклоняю, вот не переживай. Не-не, не, классно, чё. Play Games, привет. Всем здравствуйте. Я рад вас всех сильно видеть, всех, кто забежал. Клево же. Play Image, здорово. 12 часов Да, сидеть, строить, добывать ресы. Это, вот. тут, я не знаю, как это. Это надо быть каким-то стальным. Да, ну то есть такая сила воли, выдержка, я даже не знаешь, как это все вместе собрать, ну просто это не каждый сможет. То есть для меня, вот я помню, была игрушка такая очень давно-давно, команда Conquer, да, и это было как бы, да, там тоже я мог провести 10 часов, или Гран Тур... Command Conquer, ты говоришь? М? Ты говоришь Command Conquer? Да-да, Подожди, ну это РТС, это стратегии в реальном времени, где ты не я... можешь ни на секунду, в принципе, оторваться, потому что если ты оторвешься Нет, и сделаешь что-то не так, оторвешься, там тебя могут разорвать, на тебя там тебя нападают. уничтожают. Да, я в эту игрушку играл еще на первой плойке. А То здесь, есть смотри, вот он лежит, есть такие игрушки, я видел просто на лежал. третью. Я, понимаешь, боюсь этого. Если сейчас я куплю такую игру на третью, я находил, есть с рук, это будет Мгм. жесть. То есть там 2 часами стрима не отделаешься никогда. Это факт. Э, Вот, допустим, сейчас вот Tekken я включил, там, да, по фану поиграл, там час-два, все нормально. То есть хорошо. Больше 2 часов я в такие игры не вижу смысла играть. Вот в кооп мы последний раз, у меня был рекорд на канале, что для меня тоже было, опять же, новое, да, то есть мы 7 часов, Ссылочку на Левантиса в чат, 7 пожалуйста. часов, да вообще без проблем, прям, Давай в чат Ваня, познакомим. Ваня, Ребята, прям, сидит. если На самом деле кто-то, у него очень низкий онлайн для его, конечно, для его вот этой выдержки, для его вот этой вот сколько усидчивости он проводит на стриме. У него очень плохой онлайн. Ребята, заходите, поддержите человека. Как бы я да, тоже бывает частенько к нему захожу. Но я сейчас в таком в инвизе нахожусь, потому что знаешь, что там начинаешь что-то писать, и тебя сразу чеканлох, там, знаешь, ну, ты не где хочется, да? был, ты где Да-да-да-да. пропадал? Оба! Извиняюсь. Да, все нормально. Просто это да, это было ожидаемо, это даже в каком-то даже моменте очень круто, хорошо, то есть тебя никто не забыл, и вот оно радует, то есть ты приходишь Еще бы, опять на YouTube, а еще здесь бы. у него просто не бывает возможности спокойно, ну, включить YouTube, кому-то что-то написать, потому что начинается волна Да, сообщений, да-да-да, чисто и, где, чё, как, да, когда, вот это вот, э, ни к чему. Знаешь, как там стример сидит, он уже нашел какую-то, да, вот свою ниточку с чатиком, сидит, общается, и тут я такой: "О, здорович", и там начинают все да. переключаться на меня. Нет, 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 зачем? И Не потом, хотелось получается, этого все делать. общаются с ним. Ну, как бы, Да, понятное дело, да-да-да. человек, он такой, не как некоторые в себе забитый, общался с многими людьми, многим помогает, и, соответственно, со многим последние вот 8 месяцев очень много народу познакомился. Опять же, есть большой круг стал такой. И это очень тяжело. Ты, как я вот на последней неделе видел, ты не сможешь, как сказать, тяжело тебе включаешь YouTube, и у тебя сразу 10-15 человек ведут стрим. Да. И это очень тяжело. Ну, начинаешь к одному заходить, охота и второму поддержать. Вот эта мотивация, там что-нибудь написать, пообщаться. У тебя час улетел, два Хотя бы узнать, как улетело. дела, это уже, конечно. Я что-то смотрю, скушиватель куда-то скушался. Он говорят, что, ну, я с ним как-то списывался, что ли, он на работе. Кажется, он Да, на работе был. В он, Москве он на работу переехал. да, потому Он что, вахтовый скушиватель. Вот сейчас деньги будет скушивать немножечко. пускай денег покушает, потом как раз-таки, Потом, да, что-нибудь потом, вы потом царит. Ваня на донаты полетит. Да-да-да, чтобы Лизу, скушивательницу, поразить в самое Да, сердечко. да, да, Мяу. да. Вот, вот на днях пытался с телефона, как я делал это не один раз, в принципе, вот последние полгода, как я посмотрю, уже так, можно уже грубо говорить полгода, и у меня Donation Alerts не хочет переводить мотивацию за границу. Надеюсь, это
какие-то временные ошибки, что все будет хорошо, что это все Напиши им в успокоится. техподдержку Да, с таким вопросом, напиши. придется. Потому что мне вот тогда, когда у нас с тобой, да, вот эти консенсусы случались, вот, с ними связывался, ну, там, вначале мне, конечно, они динамили меня, но я такой настойчивый, упертый, а вот я их прям задолбал, типа, я им туда-сюда писал, то есть они говорят, можете писать там в соцсети, Да-да. вот, я начал им в соцсети еще долбиться, типа, алло, 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 а вы что там вообще в себе, нет, а вы нормально все с вами? А они говорят: "Не, ну все нормально". И вот они мне, представляешь, они мне вчера, вот в связи вот с этой обстановкой, да, они мне вчера прислали письмо на, почту и говорят, типа: "Чеканок, все нормально, мы работаем". Алин, это прекрасно, это прекрасно. Вот, и типа, говорит, то, что все работает, пожалуйста, можете пользоваться нашей площадкой, у нас никаких проблем не возник у вас, типа, с нами никаких проблем не возникнет. И я такой: "Да-да". Ну да, конечно. Ну, конечно, не возникнет. М. Уже были инциденты, и вы тут-то говорите, что ничего не будет. Ну, Да-да-да. понятно. Ну, это С такое, этим надо быть аккуратнее. это такое дело. Ну, как бы, да. Я не знаю, я говорю, надеюсь, что как-то это успокоится или все заработает. У меня пару раз такая ошибка вылетала, прям буквально-таки недельку назад, когда я последний раз переводил такую вот тоже какую-то финансовую поддержку, мотивацию, там, как я обычно делаю, вот этот вот донат прям на стриме перевожу. И вот буквально-таки 2 дня сейчас тяжело. Но я говорю, надеемся, что будет все хорошо. Игра это что на экране написано на движке Юнита. Игра занимает 1 гигабайт. Обалдеть. Всего лишь? Да, ее там 3 или 4 человека, по-моему, разработали. Ну, Они вроде чисто пиксельная, но все её равно вот игра. сделали и забросили. И сейчас вот недавно вот они сказали, что мы выпустим обновление, или оно уже вышло. Ну, что то как-то оно Мгм. нормально, нормально. Я видел, Ну, как а бы в коопы играли в эту такую игрушку. Я говорю, ну, почему нет? Прикольно же. Жанр конечно. выживания. Да, жанр выживания, я говорю, вот смотрел у вас последние разы, прям, Тим когда у Кендрич, вас спасибо, нормально. Спасибо, коопы нормально. были, вы как бы играли там вдвоем, втроем. Я э, делал постоянно ролики какие-то, монтаж вел, и у меня получается, поскольку 2 монитора, есть возможность прям прекрасно. Я вот сижу, один монитор идет там, допустим, Ванин стрим, смотрю, наблюдаю, второй монитор у меня идет под монтаж, как бы, ну и нормально. Можно такая тоже поддержка, то есть тянет, игры, почему нет, ну классно, иногда вот так пообщаешься, иногда зайдешь в Дискордич, можно зайти пообщаться, уже вышло, никто ее не бросал, просто долго делали обнову, но все равно, то есть для вот того, что вот в игре находится, там вещи, вот это все, да, она очень как бы мало весит, потому что я вот недавно вот заходил в Steam, хотел какую-то игру скачать, что мы там разговаривали, там сразу заходишь, у тебя там не гигабайт 2, там сразу 50, 60, там 100, такой, блин, чего? Ну, то есть размеры какие стали, да? Это у нас, Да, раньше на болванке 700 мегабайт умещалось 3 игры. Было клёво. да, сейчас в наше время, допустим, вот эти вот терабайт, когда у тебя жесткий диск, это все заканчивается очень Телефон. очень быстро. Да, у нас на телефоне-то уже, в принципе, сейчас до того дошло. То есть буквально-таки 3 года назад это было вроде бы еще как бы несерьезно, очень дорого. Сейчас какой-то дешевый Android можешь взять, у тебя уже терабайт на телефоне, да, это просто куда это катится все. Ну, опять же, конечно, связано много с 4К воспроизведением, записью. В Альхеме прикольная игра, жали, потом чего-то забросили. Как у вас дела? Как у вас дела, Алина спрашивает? Как Как у нас могут быть дела? У нас у дела нас всегда как? супер, отлично Сидим. и позитивно, потому что нехер унывать. Вот, и вам того же советую, вот, всегда держаться позитива, несмотря ни на какие ситуации, несмотря ни на какие как бы, ну, не ходить дурачком все время улыбаться, но держать в себе внутри всегда позитивный настрой и несмотря ни на что вообще. Да, то потом, если будешь так улыбаться где-нибудь лишний раз, потом тебя еще сдадут в определенные эти, да. В свое время Макс Пейн тоже Зададут несколько человек делали, у 100%. них не хватило ролики. Да, Тим Кенни, Макс Пейн, да. Это, кстати, Макс Пейн, кто не знает, это первый раз, когда сделали фильм по игре. Обычно делают игры на комп или на консоль, то есть по фильму. А Макс Пейн это тот случай, когда сделали сперва игру,
а потом записали фильм. Наоборот все. Так, левый чел, который согласился участвовать, это был певец группы Poets of Fall. Алина, у нас супер. Сижу, кофе пью, радуюсь драйверу. Ой, Вань, спасибо большое. Алиночка, как дела на работе справляешься? Да, Алиночка домой кстати, пришла, кушает, поди. Приятного аппетита да, ей, Алине приятного если она аппетита. Вот кушает. интересно, что за работа такая. Просто сейчас воскресенье, как бы, но поскольку в России в воскресенье работает нормально, то, конечно, да, вам нужно понять и простить. Здоровье, не болей, покушай и возвращайся к нам. Всегда, Обидно. всегда зайдет, напишет добрый комментарий, прям такие собеседник. Это ж Чё так хорошо. обидно-то? Нет, не обидно. Ну, просто в воскресенье работать, как бы, ну, такое дело, говорю, у Вот нас. именно, за это и обидно. Да, это, да, просто у нас, говорю, в воскресенье работают там, допустим, какие-нибудь булочные За и что? заправки, и в России очень много народу в воскресенье работает, и из-за этого они там среди недели злые, потому что они все время под напряжением, под током, вот этим весь, все время вот это давление у них, то есть все время стрессовая ситуация такая. Ой, кошку, стена шерсти. Да, у нас такое было на днях. У нас вот этот Сэмичка, Сэмми наш маленький ребенок, которого вы видели, вчера шорт я записал. Да, Э, совсем маленький. да, такой маленький, такой уже, как полсобаки. У нас некоторые собаки на улице ходят меньше ростом. И тоже с него так вычесывали. Нормально. Ну, у него такой пух. Он не говорит кашварский такой, а он именно у него собирается такими клочками пух, прям такой, как зворашка. Прям очень удобно даже собирать. Прикольно. Но все, зима как бы подходит к концу, по крайней мере, если ты в окно смотришь. Если на улицу выходишь, чуть другое ощущение, но скоро будет уже весенний контент, я думаю, запишем вот такие, опять же, как вот вчера была прогулочка, показал, я говорю, мне прям хотелось уже что-то такое, потому что много последних стримов было игры, шорты, думаю, блин, мне надо не забывать истоки, с чего начал, как бы, ну, показать. Да. И, ну, я не мог буквально последние 2 недели этого сделать, поскольку, ну, были ситуации, было сложненько чуть-чуть, то есть сидел тоже на карантине здесь. Но заметили, конечно, что некоторые заметили, что я был онлайн очень много. У меня и стримы были, и писал всем. На стримах находился по 5 человек, 10 человек одновременно. Геймор, Геймс, Серег, привет. Олег, отличного стрима. Спасибо большое. Спасибо Вот большое. Серега тоже, вот Horizon там играет, прям вообще смотришь, как этот. Я к нему зашел как-то. Красиво. Нравится. Да, на днях зашел, там прям смотришь, когда у них такие вот монологи, диалоги начинаются, там, блин. Киношка. Кино вообще, Киношка. я боюсь представить, подумать даже, сколько она весит гигов, но у него, если мне память не изменяет, плойка была. Хорошо. Скорее бы у нас солнышко показалось. Будет. Я сейчас вот солнышко, у нас оно здесь покажется нормально, начнет деревья расцветать, я вам его Поддерживаю слова Резидента Геймса. Алина, запакую да вам что ж прям. такое, не боли, не надо. Да, Реально. да, да, да. Правильно, Ребята, не Серега, болейте. правильно, Серега, напиши ей, Ильбус потому тоже что выздоравливай. да, у нас вот есть некоторые товарищи, которые, то есть, кроме того, что вроде бы как заболели, начинали отходить и опять возвращались к этому. Это, конечно, нехорошо, но мы надеемся, Не-не-не, надо долечиваться, надо что долечиваться. вы, ну, возьмите пару дней, прям, я не знаю, какую-то отдохнуть, чтобы все вот это вот. Да, на PS5 пишет Серега, правильно. Совсем, Плясочка. да, на PS видно сразу, ну, разница прям, потому что Красота. там все прям, ах, говорить страшно. Красиво все, прям очень красиво. Очень Красиво. страшно Всем красиво. здоровья. Согласен полностью. Правильно, всем здоровья очень-очень, даже больше, чем это, потому что, ну, есть такое, ну, у каждого иммунитет по-разному на это реагировал. Меня это обошло стороной пока, хотя болели очень мне близкие люди, и все перенесли это абсолютно по-разному. И это такое дело, ну, прорвемся. Я надеюсь, все будет хорошо. То есть у нас надеемся на лучшее. И теперь уже говорю, у нас погодные условия несколько последних дней прям намекают на весну. Это тоже в каком-то роде уже тоже плюс есть. У меня единственное, вот все время мне подпугивает то, что я еще весь вам контент не показал с 21 года, все мои покатушки и что я записал. Да Ну, вообще кошмар. у меня, Я вчера в чатике возмущался, между прочим. да, у меня есть еще, есть, скоро будет Уже один из. 2022 уже заканчивается, а он еще 2020 Он только начался, Вы представляете? успокойся.
Успокойся, Чиканогиос. Он только Да сейчас начался. раз-два глазами моргнул, 2 раза Нет, прокатился, и да. все. Нет, в И том году, сезон закрыт. в последний год так, в принципе, и было. До 21 года, до апреля я показывал контент, именно который я записал еще в 2020 году. Вот, Серега пишет, мы тоже 2 раза переболели. Да, ну это такое дело, я говорю, у всех, Ну, все по-разному переносили, у кого-то температура, у кого-то нет. Будем надеяться, что просто вот отделайтесь легким испугом, температура, как нормальный грипп, и все. Ну, потому что других случаев хватало, и лучше бы это все просто поскорее забыть, как страшный сон, потому что выходишь на улицу, прям постоянно вот эти маски одеты, и это прям вообще, это тоже нагнетает чуть-чуть. Хотя уже некоторые привыкли, прям до того привыкли, что они идут в лес, где свежая, самая настоящая концентрация кислорода, и там в маске ходят. До того уже дошло. Лю- щас, ребят, пейте сейчас витамины, потому что весна — это витаминозы постоянные. Вот эта вот нехватка витаминов, нехватка микроэлементов. Раскошелитесь немножко, возьмите себе витаминочек. Сейчас особенно, после такого лучше всего дэшечку попить, пропить там или какой-нибудь комплекс витаминов. Это всегда полезно. Сейчас весна, организм немножко начинает перестраиваться на другую погодные условия, поэтому такая штука может быть. А так, ребята, немножко витаминов, вы почувствуете, как вы немножко витаминов и еще, знаете, чуть-чуть физических нагрузок в плане какой-нибудь гимнастики, физкультурных каких-нибудь занятий. Да, я не говорю заниматься спортом, там вот это вот все. Нет, чисто какая-нибудь гимнастика, либо какая-то физкультурочка, немножко с утра, чтобы кровь разогнать, выпить витаминчиков. Вот, и это самое-самое прям вот сейчас Как такое раз таки, очень-очень когда, хорошее, я бы сказал. Привет, Мага, привет, друг мой, привет. как раз таки, как болеешь. Вот, кстати, Серега, ты здесь же, да, у нас? Я сейчас прям включу твой канал. Смотри, обалдеешь просто. И вот, 2 часа он играл последний стримчик. Витамины всем, согласен. Я на нем не был. Прям смотри, какое качество. Horizon, смотри, просто когда ты смотришь, глаза балдеют. Это просто вообще что-то такое. Что-то нереальное. Красиво. Вова, Дайвер, привет. О, привет, привет. Мага, здоров. Да, Мага, здравствуй. Как Мага, делишки? здоровыч, как дела, как Давно семья, не как видел. ты, Прибегал как коты иногда. твои? Ну, у Маги, надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, не болеешь. Там, по крайней мере, вот у нас все время такое вот, когда ты его ждешь, он не приходит, когда ты его не ждешь, он приходит. Но это связано по большинству связано просто у него вот интернет лагает. Недавно Интернет, да, интернет вот пришел. У него капец, то да. есть интернет, то его нет. Серега, вот чуть посмотрим на фоне твою игрушку. Прям, ну я Ля-ля, красота. А ты качество какое поставил? Автомат у тебя Ютубыч ставит или как? что кубиками показываю? Нет, 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 просто хочу посмотреть, ну просто Да, просто дай 60 скажи. кадров, но сейчас поставлю получше. Вот сейчас еще лучше будет. Сейчас вот секундочку. У меня было не самое высокое, было Да. сейчас самое YouTube бывает высокое. режет сам Сейчас качество. 1080 на 60 У кадров. меня нет времени болеть, жена не отпускает. Жена не пускает. Жена, Хорош. Мага, жена тебя Жену, прям, какую жену покажи. прям держит тебя, правильно, не болей. Крепкого здоровья, оно болеть-то, ну, надо иногда, чтобы иммунная система понимала, что есть болезни, то есть пару дней, конечно, можно было бы, Безусловно. но и все на этом. Если совсем долго не болеть, это тоже будет плохо. У меня так было несколько лет, я как-то продержался, не болевший, а потом просто слег наповал на несколько недель, это тоже страшно. Если раз в Это годик страшно. тебя. Ссылочку на канал Грегора в чат, пожалуйста. Пожалуйста. Там 1040 доступно, 1440. У меня не показывает 1440, 1080 на 60 кадров, и все. У меня 1400 не показывает, Серега. Может, из-за этого, Э, может, это связано с моим интернетом, я не знаю. А может быть, это еще обработка Ютубыча, потому что Кстати, он, может, кстати, да, какое-то время у тебя обрабатывает. Это твой последний стрим, стрим? да, стрим последний, в принципе, да. Может быть, еще обработка не завершена, Мгм. если оставляешь ты чат после стрима. Ну-ка, Обработка, ссылочку, пожалуйста, на канал кинь, пожалуйста. обработка очень долго идет, очень. Ну, это все понятно, да, вот этот весь текст. А я прям ссылочку прям на именно вот этот стримчик прям забрасываю в чат. Да, Серег, да, прям на это. Серег, я так и думаю, скорее всего, потому что у меня такая проблемка вот с титрами, когда вот я субтитры хочу поставить, и на некоторых стримчиках, которые там прошли долго, где прям было активное общение в чате, я жду по 2 суток, чтобы видос обработался, понимаешь? Так что
если это через сутки, через двое, 1440 я не смогу посмотреть, тогда это еще связано, может быть, с моим интернетом, который у меня дома. Это тоже, я думаю, может роль ну, всякое бывает. Хотя я уже некоторым стримерам заходил, у них прям стояло 1440, я мог нажать, но поскольку у нас как бы он тоже может чуть-чуть плавать, и я думаю, что вот, да, то есть зависит от времени суток еще. Когда вот, допустим, в Германии больше ближе к вечеру, там успокаивается все, у тебя намного поток интернета, скорость, все вот это побыстрее работает, да. Днем сейчас получается все активно пользуются интернетом, и иногда такое чувство есть, что прям тебе как будто тебе 10-20 тысяч скорость не доходит. Такое тоже бывает. Ребят, я вот думаю, может Star Wars Jedi Fallen Order постримить, а Elden Ring пока что повременить. Elden Ring, Звездные войны классная игра, пройди обязательно. Тоже я, согласен да, насчет Звездных я не войн. знаю, что это за игра, вот Чикан Ты знает. что, не знаешь, что такое Звездные войны? Я знаю, что Звездные войны, но Последняя надежда, давай, полностью, что он полностью давай. написал, то есть для меня Звездные войны, это вот я фильм посмотрел, все, игру, нет, это, ну, Да, это, а последние фильмы смотрел «Звездных войн»? нет, я не любитель То есть ты такого. вот посмотрел вот те в далеком-далеком-далеком Да, давно в далекой-далекой галактике. Далекой галактики, да, оригинал еще первой части. Это еще когда-то видел и все. Их Да, там сколько? Звездные войны, игра классная, пройди обязательно. Elden Ring, поскольку вот сейчас их играют, там, скажем, очень много народа, эту игру, ну, как раз таки сделай наоборот. Ты сейчас Звездные войны поиграй, потом с Elden Ring чуть притухнет, и ты такой, а вот и я. И потом у меня будет Ну, Elden не то что Ring. хайп, потому что сейчас дай немножко игре, потому что там патч первого дня должен быть, еще патчи выйдут. Да. Потому что завтра снова на работу не хочу. Ебать, в Алина, плену, мне Алина, не поставь в чат, осуждаю, не не глазом если ты в выражайся. плену. Нет, у нас завтра тоже мне на работу, так что нормально. С понедельник день тяжелый. Как это нормально? Она сегодня с работы пришла, еще и завтра на работу, Ну, это ненормально. ну, тогда То бери есть себе в среду выходной в четверг. Ах, это нет, кошмар. ну, у каждого работа своя. Да, поддержим. Мы тебя все Поддерживаю. поддержим. Крепись. Много на работе. Мы Нужно с много... тобой. Чтобы на работе много не уставать, надо там много не работать. Простая это такая формула. Так, Скажи спасибо. Star Wars, правильно. Та-та-та-та-та-та-та. Она, Хорошая игра. она размером, я надеюсь, небольшая игрушка, это Star Wars. Большая, 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 Большая? большая. Она большая, да, она массовая, она AAA проект, и говорят, что сейчас будет продолжение. Ну, хотят, потому что людям зашла, людям понравилось. Да. Ну, не всем, конечно, есть там какие-то, ну, косяки, но да, каждому свое не каждому, как говорится, вот поэтому, ну, хорошая игра, хорошая. У Мгм. меня и так среда, четверг, выходной. Алина, Ванга! Алина, я прям как в воду смотрел, видишь? Я же сказал, среду, четверг, выходной. Ванга! Аккуратней с драйвером, вангует. Ты рекламу-то не делай, заколебал. Пишите ему комментарии, задавайте вопросы в комментарии под его Кстати, роликами, вот, и он вам да, завангует вот что-нибудь. у нас Чекан, допустим, у меня как-то было у нас как-то с ним общение, он такой, вопросики там, ну, позадавать вопросики, говорю, да, если у вас какие-то есть вопросы, ну, по крайней мере, насколько я смогу это ответить, я отвечу или скажу, ну, пропускаем в следующий, да, это уже будет зависеть от меня, но, по крайней мере, если какие-то у вас есть вопросы именно ко мне или к Чикану, или ты мне сейчас можешь что-то спросить, там, ты мне как-то задавал, вот сейчас у тебя есть возможность, Да я можешь, что-то, у меня все из головы вылетело, да Олегович. Не ВКонтакте дави. писал там, не Я дави, да я писал чё, да. вах, Я я что-то забыл. забыл. Ну, ты спрашивал именно про бытовые такие вопросы, тебя что-то Про бытовые интересовало? вопросы хотелось бы узнать, как вот, ну, там вот, счетчики у тебя стоят. Есть ли у тебя счетчики на свет, на газ, на воду? И сколько ты платишь коммунальные услуги? Тигр-стример, здорово. Здорово, мяу. О, Мяу. здравствуй. Отличного стрима. Спасибо Тигрус, большое. здорово. Да, это не я играю, это Grimwar Games Серега играет, да. Да нет, это ты играешь. Банга драйвер, я зависюсь. Ой, Чеканок сказал ты, что ты что творишь-то? Ах, Так да, что пишите, задавайте вопросы в комментариях, он потом их выпишет и ответит вам, такой подкаст сделает, сядет и будет отвечать чисто только на комментарии, прям часик, я думаю, ему хватит. вот тоже такая же игрушка, аналогичная Horizon, да, это прям Ау. мощь. Качество, да.
Тигры мяу. Да, Мяу, правильно, да. Влад, мяу. привет. Да, Тигры кстати, мяу. точно хотел сказать, у меня в голове сейчас крутилось, я думал, потому что заходишь вот на стрим, Серега, Илья, Влад, короче, что-то все перебираешь там, да, уже дошло до того, что друг друга знаем по именам. Это вообще, ну, то есть ники знаешь, имена там, да. Я говорю, ну, Где живешь? Ну и фиг поехал. да-да-да, и У да. нас его по Но свадьбам чисто. Там по свадьбам, по дням рождения, как там, раз и наверное, поехал по стране. нарисован Спанч Паб. Да. Или Микки Маус. Любимая Нет, ну, кружка кстати, драйвера. Ну, был это в нет, это Германии вот, персонаж. я не знаю, видно будет сейчас в кадре, нет, там это кружка, Были персонаж. кружка от фирмы Милка. Тут такие, это ее как-то было у нас не на Рождество, а именно, что же это было? Милка. Покажи Это шоколад. кошака. А кошака мне надо сейчас, надо его искать, будет сходить. Если он вообще дома, может, он у соседей. Эм, Кружка была на, как она называется? Пасха. Да, на Пасху. Были такие зайцы шоколадные, там яйца, все. И вот, короче, вот эта кружка была в упаковке. То есть у меня тут такая Кошак настолько самостоятельный, что пасхальная может тема. идти к соседям, честно. Я к Да, соседям. Бух, дверью хлопнул и да, ушел. он такой, пошел отсюда, да, такой, Грустишь, ты грустишь. хочешь Даже есть? у кошака есть друзья. Да, он уже пошел к друзьям, там, друзья, друзей, короче, вот так вот, знаешь, пока всех соберет, там, да. Пока всем комментарии свои оставит, и потом домой возвращается. Ну Шедал, так, здорово. опа, здравствуй, здравствуй. Ну так если вопросы про счетчики идут, так именно Как же имена не знать, а? знать. Нет, ну счетчики, конечно, есть Ребят, у счетчики. меня у одной черный экран показывает, что-то страшно. У тебя у одной, Чего? Алин. Мне тоже уже страшно за тебя. Аккуратней. Нет, почему? Мы смотрим, я показываю игрушку, тут вот Horizon идет, Пуля Games канал. Э, Да, ссылочку, пожалуйста, на канал-то в чат. Конечно. Секунду. Ну, Я прям на этот ну, стрим, прям вот этот сейчас. прям на этот стрим, ребят, напишем Да. комментарий. Вот человек напишет. Подписывайтесь, Алин, напишите, нет, Алин, черного экрана нет. Да, Алин, нет. напишите, что откуда вы, чего. Не, у А у меня Алины, кружка собачка, а у меня кружка глиняная. это бывает, да. О, Черная. О, да. Из глины, нет, серьезно. Знаешь, откуда ее привезли? Из Финляндии. У меня такое было, мы делали в школе сами такие штучки когда-то. То есть печка была прям Глаза. с Да, глины кстати, Алин. лепили. Да нет, пускай лучше закрытыми глазами полежит, отдохнет, человек устал. Человек Воскресенье. с работы, чтобы у тебя ничего в глазах не двоилось, да, надо. 20 минут сна, 20 У минут меня 2 поспи, кошки и собака. это круто. У меня теперь 3 кошки и Да, собака, тебя 2 видел. черепахи, и Да, кстати, у я еще нас, хочу кого-то. у Кого-то меня еще все хочу. норм, рыженькая бегает, драйвер сидит, общается, четко. У меня вот хомячок, мы его Глаза похоронили. хорошие. Хомячка мы год назад похоронили, то есть долго хомяк-то не живет, к сожалению. Вот. Ну, у хомяка такая цель — показать детям смерть. У Нужно, него цель жизни такая, как да, у бы. него сразу же такой, Он видите? пожил и умер. Типа, вот так вот жизнь Да. Ну, вот заканчивается. было, конечно, было тяжело, но что поделаешь. У меня тоже глиняная кружка на пол-литра. О, Блин, у меня, конечно, не на пол-литра, ну, где-то грамм на 400, ну, на на 350. пол-литра это хорошо, то есть, ну, когда бутылку пива открыл, и она Мини-зоопарк. помещается туда, проверяешь сразу емкость, да. Мини-зоопарк прям, да. Да, У Чикана я зоопарк пенсионером точно. стал. У меня Ну, сейчас это очень только, хорошая у меня точка. только остался кот. Ирина, у меня зоопарк, 2 собаки, кошка и кролик. О, кролик. Кролик, не финты, финт. А ты как его выращиваешь для потом дальнейшего, как бы на стол его, или чисто это декоративная скотина? Потому что для меня кролики, я человек, как живущий в деревне, вот, для меня кролики это в первую очередь это пища. Деликатес. Ну да, ладно. Ну да, когда-то было пищей, сейчас это редкость, и это да, это какой-то невиданно видимый такой деликатес. Вот мне честно кроликов жалко. Вот так вот, если Почему жалко? самому. Они вкусные, они вкусные, они очень Тихо, полезные. не надо, а то сейчас А, тебя сейчас нам еще этот стрим сейчас следят, такие вкусные тут. чисто, знаешь, банка с кровью в окно прилетает. Ты ешь кроликов, ты используешь мех там, Не надо. Грета Тумблер такая, да, Мех на за шапке. окном стоит. Ме- Холодильник с пельменями. Не надо. Чисто губы накрасили. Не надо Кролик. кролику, да. Теперь Ну, то будет, знаешь, да. кстати, смех смехом, сейчас вот на полном серьезе, то есть Так. женщина, девушки в чате, вы в курсе, да? Ну, вот я когда первый раз это увидел, такое,
Блин, чё, Соболезную. серьезно? Ну, то есть, помаду женскую проверяет Ну, на обезьянках, на да? обезьянах, да. Да. Как у них будет реагировать Закупи организм? им здоровье. О, Юль, привет! Здравствуй, здравствуй. У меня Слушай, уже, ну а как ты хотел? А на ком еще? да, ну, то есть проверяет Я и тебе сейчас такой, скажу по секрету, короче. У меня лекарство, вот лекарственный препарат, который я себе вкалываю, да, 3 раза в неделю. Вот. Я тут почитал, из чего он состоит. да, И знаешь что? Это выборка из яиц китайских хомячков. обалдеть. Обалдеть, да? Ну, как бы вот мне вот жизнь. Я Ну, то представляю, есть, если сколько ты завтра хомячков начнешь они у нас там по-китайски, вылавливают. если завтра будешь по-китайски разговаривать, прям без запиночки, я буду знать, откуда это. Нет, если я завтра начну шить, кроссовки Абибас, то все, то все. Я что-то Кроссовки. подцепил. Да что ты Такой подцепил? стримы о том, как надо, Ты не правильно себя подцепил, у к тебя снежку. ты не подцепил, у тебя просто твой организм получил обновление, как вот сейчас на ОБС у нас было перед стримом, и ты, соответственно, у тебя была новая прошивка, ты теперь можешь шить. Да-да, прошивка попёр чисто. У моей подруги по квартире бегает декоративный поросенок. А что, так можно было? Я Она назвала его полез. шашлык. Ваня, Что же выбирали в прочитай хомячьих чат, хомячих яичках? прочитай, что Что-то Ваня выбирали. написал. У меня моей подруги по квартире бегает декоративный поросенок. Она его назвала шашлык. Ну, шашлык. Ваня. О, декоративный поросенок оригинально. Апгрейд. Вот, да, кстати, Серега, это у нас называется апгрейд. Ну, в России там на букву А, у нас на У, потому что как английское это, да. Ну, дело в том, то, что ему прошивочка, Зазнай. прошивочка систему, то есть у нас сейчас чеканок сидит там 2.2, да, если он завтра получит определенную дозу, он скажет такой, я чеканок 3.0. Я Такой, чеканок. Ладно, ну, я сейчас пока чеканок, ну, апгрейд первого дня. да, это как... Да-да-да-да. Это же, я припоминаю, это что-то был фильм из 90-х, да? Мгм. Джонни Мнемоник где там, да, ему в голову что то загрузили там. Да, да, Это да. ж серьезный был фильм, кстати, с моим любимым актером. Как его зовут-то? Да ладно, нормально. Не делай Ну, рекламу. мой любимый актер, ну как его зовут? Ну, вы же все знаете, ребят. Не делай рекламу. Ну ладно. Я А за чаем и вернусь. Правильно, чай плюшки Алина, чай берите. надо. Я вот сам вот чай сделал. Молодец. Чай, кстати, у меня с яблоком. Я с вареньем. Вот. Знаешь, у меня как варк-кабач называется. У меня варенье, варк-кабач. Такое никто еще не пробовал, если что. Главное, Приезжайте, что угощу. не с кабачком, что главное. Главное, что не сказал, я Скайнет. Я, Нормально. я за- загрузился. Такое, у меня идет такой, ты такой берешь, то есть такой заголовок, у меня идет перезагрузка, такой тр, и начала такая голова, знаешь, в одном этом дергаться, типа, это подзависающий, да. М. У нас скоро, Главное, чтобы не скоро будет сказал, вот да. это поколение телефонов Android, вот эти вот будут, которые вот эти вот люди подрастут. Главное, вирус никакой не подхватить сейчас в наше Да. время. Вот, Страшно, страшно, кстати, абсолютно. вы сейчас, Страшно. вы сейчас в кадре видите человека, у которого был Android от первого до 10 андроида. Да У ладно, меня, и ты предал его, купив iPhone? я не Как предал, ты я мог? просто поменялись приоритеты, скажем так. Четко, да? Нельзя так. Он служил Поменял. тебе в первой версии, Нет, нет, представляешь? нет, так пришло. Мне просто с первой версии до 10 телефонов сколько ушло, потому что у А на них, самом деле у нас, мне кажется, у всех была Nokia 3310. ну, почти. Сейчас у кого была Nokia У меня 3310? было 32 и 30. 34 у меня, кстати, есть, могу показать. Типа, Да ладно. да, 34-ка? Это ж вообще прям, это подожди. что-то прям нереальное. Чуть не сказал, что продал. Да-да-да. Как это ж продал. Ты зачем Android продал? Ты что? Он служит. Я орехи колю Nokia 3220. Нифига себе. Хорош. Хорош. И Ваня не шутит, кстати. Это как бы на полном серьезе. Была 3310. Хорош. Наш вообще Мильбус наш человек. Зато после обновления нам подписчиков накрутит. Да, чисто зашел бы. Привет, Катериночка, привет! Вчера был у тебя на этом, как его, на Вовке, на Вовке был. Да, посмотрел твоего маунта, вот этот вот конь, великий, великолепный конь, коняшка. Это было прикольно, забавно.
Забавно. Ну, 3310 вообще крутая. Там Змейка была, Bones еще игра была. Вот, я любил в Bones очень сильно, прям в нее влипал прям вообще. Потом ее до того... Всем хорошего воскресенья вообще. Спасибо огромное, Катюш. Катерин, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Мы ее, говорит, в бокале пива купали, и она работала. Хорош. М. И она сразу начала звонить проституткам. Ой, извините. Заражен. Да, я тебя поздравляю вообще, это круто. Ты хороший, красив, коняка вообще. Коняшка. Чисто окунул 3310 в бокал пива, и сразу начались звонки проституткам. Это да. Причем он сам начал звонить. Пшел из зачем? У тебя, говоришь, 3310 был? Ну И он что, Мельбуса был. пошел я за чаем. Чай. Катюш, привет. О, Катерина, здравствуй, здравствуй. Она вот у нас пару недель назад вернулась наконец-таки в интернет. Я потом, где сидел на мотивации, везде смотрел в чате. Она так по очереди с одного канала на другой. Всем хорошего воскресенья. Здравствуйте. У меня было... Мы пока... О, видишь, бокале пива купали, она работала. Вот, а потому что это еще и качество было в то время. Да. Вот вам результат. Смотрите на Потом экран. после 2 Смотри, поданий она начала звонить смотри. проституткам этих. Вот, Сам вот телефон. Я сейчас его заряжу. То есть могу поставить на розетку, зарядиться он там, да. И еще у меня есть 10 минут, я могу позвонить. А потом только опять он вырубится. Да ладно, у него что, будет аккумулятор сдох? Да, но он Да оригинальный. никогда он не сдыхал, ну ты что? Он еще оригинальный. Телефон я смотрел последний раз, он что-то то ли в 4-м году его А сделали, он у то ли... тебя на немецком получается или он у тебя на русском? Ты его оттуда сюда привез или там Не, уже нет, это приобрел? здесь, местный, на немецком. Он местный, да? Вот. Слушай, прикольно. Еще оригинальный аккумулятор. Там еще аккумулятор никто не менял. Смотри, здесь кнопки чуть-чуть нижние подтерлись. Вот. Качество прям. У нас эта контора Nokia из-за этого и развалилась, как и все другие немецкие вещи, потому что они делали его на совесть. Вот этот А, телефон, вот эти вот Nokia телефоны, их у нас в Германии производили, понимаешь? У нас ты завод. мне сегодня снился. Кто? Кто снился? Катерина, кто тебе снился? Терин, кто тебе Не снился? пугай. Да, Просто мне у прям нас все напряглись. Мужики все напряглись аж. напряглись все мужики такие. Раз такие, кто, чего, почему, зачем? Я нет, я не. Ты не А, знаешь, как я выгляжу. 100, Я не 130, мог себе сниться. 130 километров от меня, допустим, в городе там был завод, и вот эти Nokia Мгм. строили, да. И, к сожалению, когда пошла технология в сторону смартфона, они поздно похватились, и все. Очень жаль. Драйвер снился? Я, что ли? Драйвер снился. Не финты се финты. Олег, ты снишься уже? Все, Оу. Оу. все, я Не вас дал, красней. все, я вас достал на канал Да, стирать кстати, нафиг все. поподробней. Очень Да, интересно. Катерин, теперь мне самому уж интересно стало, но А что так. снилось? Что там? Что там Что, в что, драйвере? что, что, что такое, Покатал он что? тебя на мотоцикле? Или я? Да. Что, а у тебя что, нет мотоцикла, что ли? Есть. Всё, какие вопросы-то? Да, скоро... Ты, говорит, почему-то мотоцикл попросил ко мне в гараж поставить. Да ладно. А у меня гаража, говорит, нет. Вот так. Не страшно. Мотоцикл-то у меня есть. Да, на совесть сейчас делать невыгодно, поэтому качество... Да, и Качество вообще упало. делали очень качественные телефоны Nokia, и они не ломались. Как бы это был и плюс-минус. У нас таких много случаев есть. Я вот абсолютно недавно узнал, у нас еще были несколько заводов, которые делали швейные машинки, которые там шить можно, прям даже кожу не шили, там ткань, все. Эти машинки делались там что-то более 200 лет на заводе, да? Прям Ого, стиральные? старые, аж покраснел. Да, так заговорили про Ну, гараж. покраснел, Потому да. что гараж в каком смысле еще, да, такие, о, блин, я Да такой, всё, весна о там, май это гад, у уже. меня два гаража, такой самого, зачем я кому-то в другой гараж поехал, я начинаю думать, понимаешь? А Э, вот здесь неувязочка какая-то, Олег. Да, Давай просто вот, не надо. смотри, гаража нет, можешь поставить возле дома и в гости. И в гости. На чай. Ага, Ага. да.
Сейчас Ванька нам чай принесет, все Сейчас Ванька нормально. чай принесет, я за печеньками сгоняю. У нас, в принципе, даже можно Мгм. на заправке в воскресенье можно печеньки купить. Так Да что, ладно. И конечно. все, и Катюхи чисто все, сейчас завалимся в Да. гости. Кстати, если не секрет, вы в каком городе проживаете? Чтобы так, просто для информации. Если, конечно, секрет, можете не писать. Гаража нет, да. И, Так, расслабься, Олег, у тебя вид такой, ты прям, да как на иголках сейчас сидишь. нет, да я просто одним глазом смотрю на игру, а там еще вот это вот А игра рыжая, хороша, манит прям. очень красивая такая игра, вот это вот яркое такое рыжее время года, она отражает на лицо, еще кажется, что я покрасил. И сейчас, если ее Да, выключу, да, да, да. Ты как еще и бы, оправдываешься. Ну да, все. все, и оправдываешься, да. О, Ну все. давайте мы сейчас прям зайдем на стрим. У Да. нас сейчас есть тут и Валера, Базука и Зомбак. 3 человека, у которых прям стрим, э, как сказать, ну сейчас все, вот они идут прямо вот сейчас. Ну идут они, вот Да, идут. Валера, прям Идут. забегаем к Валерочек, давайте, Валере. настало время Валеры, ребята. Давайте завалимся к Прям Валерочку. такой мини-райд. Мы уже как-то делали, к нему Мини-рейд, причем забегаем, мы же ссылочку говорим. прям. Ой, давай. Ой, да ладно, Ирина. Не, ну, в принципе, Да-да. приснится же, как Это бы, да. Но ладно. мне тоже иногда такие сны снятся, когда, ну, вот, у людей стало там больше, когда начинаешь уже больше общаться на личные темы какие-то, Просыпаешься, а да. шишка дымит. Думаешь, вот это сны снятся. Или я. Вот А кадр, да? что? Вот Что не так? чувство юмора, Нужно да, сотворить это уже это как заклинание. уже плюс. Это не шутки. Да, вот я не знаю, что это за игра такая, стоит Лёлик, Ризм, Болик и алкоголик. серия 12. А, у него чат только для подписчиков, да, стоит? Ну так, а мы ж, ты что, отписался от него? Нет. Почему? Я могу писать. Да я могу ему лайк поставить, смотри. Прям вот так вот ему лоб. Прям так вот, прям лоб. Смотри, у него там Евгений Буханец какой-то. Там прям Пока еще не показывает. Ты хочешь, чтобы я нашел у тебя Я кота Ты второго. хочешь, чтобы я нашел эти осколки? Ты должен найти. Смотрю его. Тогда ты Тоже- Вижу, прочесть помню, это Валерчик, он заклинание. же... А, вот он в это играл. Освободи меня, Да? О, Олег, и ты привет. раскроешь Привет, тайну. привет. Как дела? Если это действительно Мы у тебя древняя тут на магия, стримчике. разве Я сейчас. мне не нужно еще чего-нибудь для этого заклинания? Осколки душ. Так, ребят, что, О. перейдем и по ссылке, голос посмотрим. человека. Просто Чеканок. чеканок Любого здесь. человека, Стар супер. кроме А у меня вот Чеканок, Стар Супер. Это всё, Евгений что Буханец требуется у меня для пишет. заклинания. Евгений Буханец, Я смотреть думаю, его прям что вообще. боги задумали Прям вот это это. как последний Они друзья. удар. Хорошо, Да. когда вот на стриме есть Освободиться такой человек. одинокому пленнику Ну, нужно отлично. лишь одно слово другого Это прям очень существа. хорошо. Да. М-м. Ой, да ладно. Ну, отлично. Да. Где я смогу найти 3 твоих слуг? Они Базуки там здесь, стрим есть, и в еще зомби склепе. включил. Ну, так сейчас Мои пару минут усыпальницы побудем, чтобы заперты. засчиталось, а то не просто Тебе так не было. понадобится Иначе ключ. это нехорошо. Я Где сейчас мой даже ключ? его репостну к себе Я вот в дам эту. тебе его. Едва Плоды попадешь рейда внутрь, сейчас мы найдем. Сойдешь пообщаться возьми очень черепа хорошо, слуг. то есть Они обязательно понадобятся тебе, поговорит, если ты хочешь напишет. открыть Он также ворота. мы к нему заходили недельку Мгм. назад. И я потом И просто раз думаю, уж ну я все, вечер, освобожу все, тебя, Ты успокоимся. посодействуешь И мне в битве против включаю титанов? Resident Я Village, дам сижу, тебе играю, то, что и ни с того ни с нужно, сего, там уже чтобы было, не знаю, в открыть России уже, золотые наверное, было ворота. час ночи Но или 2 сперва ночи. сделай И он ко мне то, приходит о на чем стрим, я тебя и мы общаемся. Я просил. такой, да ладно, даже так работает, да. Зачем ты мне докучаешь? Это хорошо. Это отлично, это Да мне прям кажется, хорошо. тебе как бы не Супер. особо тут весело. Сидя на троне. Лет Ну да. 1000. Ну, Небось, еще тут так еще это, он веселее. в игру посвящает, то есть Плохая идея. объяснит, что, где, как и зачем. Да. То Вот есть эти в действие 2 его... словах, а знаешь, это уже понятно все. И знаешь, как даже вот я вот заходил к нему, я говорю, а о Не чем игра-то? Он подумать, такой, да оставь я сам меня ни в хрена не знаю, но вот здесь Ты вот это тут сидишь лет происходит. Я 100, такой, если ну не все понятно. 1000. Да, Как, А чё ты ну можешь все, ещё как бы вот весь сюжет в 2 словах, как бы он всегда расскажет. Дятел. да. Так, ладно, пошли И всё, дальше. кайфуешь. Пошли Кайфуешь, дальше. сидишь вместе с Валерой. Мы еще наверх туда не лазили. Пошли дальше. Как пошли. Какой-то рыцарь у него там прям как панцирь, вот этот сзади щит висит. Да, черепашка-ниндзя какая-то прям. Таракан какой-то, как на таракана похож. Ну-ка. Как он, помнишь, эти были Прям раздавить во хочется. времена мумии были эти скоробеи? Помнишь эти? Кстати, куда вы не задумывались, куда делись все тараканы? Просто одна прям вот в один миг все тараканы исчезли. У них Везде. ковид, у них ковид. Ну, теперь Да нам нет, сюда. они исчезли еще в начале 2000-х. Это же вот странно.
Не знаю. Чё не знаешь? Ну, у тебя таракан, ты хочешь сказать, у тебя тараканов не было? У Нет, тебя-то у кого были тараканы? у нас тараканов не было. Ну, в ресторане у кого-нибудь точно есть. Ну, как, ну, чё, тараканов... Тараканы же любят, где на халяву что-то покушать, там-то есть. Оба-на, Стас, привет. Стас, Свидень Стас Геймс. Здоровыч. Здравствуй. Ну что, реально, что тараканов не было, я не пойму. Ну, вы чё? Да нет, Ребят, а ну зачем? хорош, ну что, вы не обманывайте чеканка. Нету тараканов. А он знает, что были Если тараканы. есть у нас кот ребенок, Ну, тараканов нету. Так, вот базука. не сейчас, Базуки а сейчас. вообще. Ой, вот она, все хорошо, дом, дела делаю. А вот она, Екатерина здесь уже у базуки. Да ладно. Да, она уже здесь. Вот Так, щас мы ссылочку прям в В чатик. чате. Подожди, Дело что я тут святой замутил? Трины. Секундочку. Тоже вот, О, в это принципе, Тараканов я с упаду. 2013 Драйвер, о, видела. привет, Во, я тебе говорю, Привет, скоро в Красную дружище. книгу занесут. И Сказал, я про что то я же. упаду. И я про то же, что вот. Что они куда-то прям таинственным образом куда-то все разбежались. Так, ссылочку в чат, пожалуйста. да. А чё, ребят, у нас масленица, что ли, началась? Или я Ой-ой-ой. сплю? Да ладно. Я сплю или масленица началась? Где, Кто сказал? а где блины? Таракана с блины? Я 2013-го не видела, Ирина пишет. Милбус с 13-го не видел. Всем привет. Я, Да, я тараканов-то сам видел по телевизору только, вот, что показывали. Ты какие-то. серьезно, что ли? А нафига они мне нужны? Хорош. Ну как это? Да мне- Блин, они... Это неотъемлемо от чего-то Фу. У прошлого. меня хомяк тут был, вообще блин, я его ровно. просто пускал, хомяк, может он их сожрал, я не знаю. Не, я Ну, тараканов, я ну, говорю, я вот как у тебя смотрел, там дела? смотрел недавно, когда там человек там Ты листа... Ну, Сегодня смотрел капец, видос, конечно. у тебя оказывается Обидно. такая большая семья, прям прикольно. Ну, спасибо большое. Базука, ты Ну вот. опять у меня на стриме. А, Не, ну я как в хорошем смысле, что ты европеец. Да, вот. Ну, ты... у нас вот все, кто в России жил, я думаю, все, кто живет в России, но они знают, что кто такие тараканы, где они вот заводятся, то ли от соседа, то ли еще от чего-то. Ты знаешь, кого я вот видел? Вот таракана есть А такая. потом они просто Рок-группа исчезнут. есть такая, фанкуха таракана. Знаешь? Да. Вот это Хомяк вот сожрал. где видел. Чеканок. Чеканок, пишите, да. Хомяк сожрал тараканов. Ну, я Хорошего, по-другому это ребят, назвать всем не могу, потому что настроения, я приятного просмотра. не знаю, что такое, но... Ты у меня на стриме? Да ладно. Да. Обалдеть, Да. ребят, всем Поделюсь, привет. конечно же, поделюсь. Всем привет. Всем привет на Этим на стриме замечательным драйвера. базука. Всем удачи и хорошего настроения. Вот он Как играет мне тоже ясно, с вот. первого трейлера можно было подумать, что тут будет замес А у меня пол подвала было тараканов. Вот, у Алины, кстати, тараканы были там. Ну, у меня тараканы у каждого есть свои в голове, это точно, факт. понял. Просто у одного Не понял, таракана в что голове вы сидят сообщили. чай пьют, вот как вот мы, а у другого дискотека, у третьего тараканы спят. И так можно перечислять до утра. А у тебя хомяк умер, да, Алине ты уже не поможешь. Жаль. Видно, кто-то решил Решил тараканов тараканов поработить. поработить. Вот кто-то свою маленькую армию воспитывает. Вперед! Да, Потом, знаешь, выходит Да ну такой. хорош. Кстати, а Костюм представляешь их тараканов. Вот смотри, представь на секундочку, кто-то взял их там, собрал в кучку и дрессирует. Так как дирижер, знаешь, Блин, эти вот тут щас будет ничего не на, видно, этом- конечно. на оркестре, да? И, такой, и тараканы прям подают, вот под это палочки удары, двигаются. Спасибо, это что? Завтра масленица у вас? Ты что творишь? Да, все. Так еще ж февраль. Прятаться пора, а то меня как чучелу свяжут и сожгут. Саша, А, он Местные жители. это как раньше не эти дает вообще инквизиторы на выдохнуть. костре, Что это да? вообще за NPC такой, я не Пора понимаю. прятаться. Начинать искать себе убежище. Он их Просто уговорил, и жесть они какая-то. заключили Охуеть пакт раз, блин, о он ненападении. похож на японца такой. Бежите, здесь. А у меня лапки. Обалдеть. Замок грозовой завесы. Ну, блин, вот смотри, вот красиво, да, как бы игрушка? По-своему. Ну, нет, она стилистически это Dark Souls. Да, это, кстати, вчера я это тоже видел, но поскольку я не любитель вот этого Dark Souls, вот этой всей движухи, ну, не такой, что прям сказать, да, Dark Souls. Я Я не понимаю, мне просто, тут, знаешь, вот я... Ты хочешь- Извини, перебил, продолжай. Да, ты хочешь разобраться, я понял в этом, да, и Жестоко. мы этим займемся скоро. Но я говорю, поскольку я за этим никогда не следил, я играл в абсолютно другие игрушки. Для меня уже Village это уже вот это вот такое вот. Я залез туда, где я еще нигде не был, да, это для меня сейчас абсолютно новое вот такое что-то, да. И теперь, ну, давай теперь ты
теперь ты хочешь попробовать тоже в ту сторону пойти. Ну, я вот установил себе первый Dark Souls и думаю посмотреть. Я просто всегда задавался себе вопросом, дайте мне, пожалуйста, ну, как бы, ну, сюжету, блин. Дайте мне сюжету в этой игре. А что-то я вот как-то, ну, не находил сюжету в этой игре, потому что я всегда там, ну, кого-то на стриме я спрашиваю, типа, чувак, а что здесь за сюжет? Ну, здесь надо собирать души. Ну, вот, Мгм. ну, типа, Блин, жестокий парень, чё? конечно, там. Это сюжет разве? Ну, Собак нафиг. здесь нельзя Вот. А позвать. потом мне кто-то сказал, что тут там сюжет, говорит, такой хороший сюжет, еще такой. Надо попробовать. Ну, то Надо есть, попробовать. это, как я понимаю, это опять же зависит от человека, который стрим ведет на эту игру. Потому Ну, что конечно, кто-то будет конечно. сидеть сопеть две дырочки, кто-то тебе прям рассказывает, как все, да, по полочкам все раскладывает, там прям все собирает, чтобы у него все Есть, полностью арсенал был. есть зарубежный стример, который стримит Тетрис, и у него по 2-3 тысячи онлайна. Понимаешь, да? Он Круто. стримит Аля, он Тетрис. вообще все Тетрис выносливость стримит. выбил. Все. Вот просто стримит Тетрис. Ну, народ нравится, как он стримит Тетрис. Типа, чё? Ну, блин. Я бы как-то зашел, попался на него, я посмотрел. Ну, он сидит там, тарахтит, что-то рассказывает. Ну, он заграничный чел. Да, да. Вот. А я по этому-то, по пиндоски-то не бельме, не мульме, вот. Мне учите русский, пожалуйста, господа. Да. Вот. Я так Да. посмотрел, ну, там у него На, активность такая. козлина, блин, за все твои А вот разги, кому которые ты поедем меня убил. в гости на блины, вот это, конечно, Сволочь, хорошо. а ты посмотри на Если него. я буду жить. э, Двуручник Ну, я рыцаря думаю, из за границей-то Мельника. еще Хорош. мало кто был, да? Даже ты что, драйвер, Двуручник. готовься. Да, так, секунду, я хотел чат прочитать. Олег, я тоже Souls только смотреть ее могу. Раньше вообще только в гонки, стрелялки играл, но от гонок вообще кайфовал в основном. Да, Талисман изогнутого меча. у Во, меня это, кстати, надо в посмотреть. А вы этом... слышали, что делается ремейк второго андеграунда? Талисман Ну, того Да. усиливает самого Need for Speed контратаки второй из блока. андеграунд, что Талисман ремейк целебрат делает, что там прям чё, как оно прям Да, будет все прям сказочно. есть такое. Ну, как бы знаешь, тяжело сказать. У меня вот неделю назад я хотел просто запустить ее на компе, именно старые игрушки, и мне комп послал в одно место. Не пошло ничего. Вообще, я чуть-чуть расстроился, но... А чё ты не знаешь, как это починить? А у меня, он даже не то, чтобы запустить. У меня некоторые игры, они прям даже не хотели здесь записаться на компьютере. То есть на 90% все сбрасывалось. А, Вообще, прям боль. а, Я прям чуть-чуть это самое. У меня расстройство такое было. Я потом просто пошел, взял Tekken, включил, понеслась душа. ну да, Я ну да. просто... Ну, у меня есть, слава богу, много других игр, которые я, в принципе, еще могу играть. В третий играл и играю. Сюжеты там вообще сложно все. Да, это надо прям понимать. Dark Souls, то есть изначальные корни, я думаю, все вот эти вот фишечки, потому что для меня сейчас, как вот смотрю, челленджи раздают некоторые товарищи, для меня Dark Souls это вообще, как называется, то есть это Dark Souls, а для меня это Dark, я не знаю, там какой-то лес, Соус. темный лес, по-русски говоря, это прям жесть полная будет, это куда я попал. Я, наверное, там не выдержу долго. Гремус, Серег, да, слышал, сегодня Гран Туризмо 7 выйдет. Сегодня? Да ладно. Нет, сейчас. Ну, в смысле, ну не сейчас, а как бы вот сейчас, ну вот. Вот сейчас. Да, вот прям Да вот ладно, сейчас. я вообще, Секунду, что ли? я вот тот человек, Я, который Гран Туризмо играл, и четвертую, и пятую, я- и вторую. Для меня вот пятую полностью прошел, шестую прошел, и шестую я онлайн заработал себе более 30 лямов. Но там мне вот я был очень сильно разочарован. 4 марта. На шестом Гран Туризмо остановили сервак на PlayStation. И это прям боль. То есть я играл с парнями, которые жили в Японии, в Польше, в Англии, в Америке, в России. Гонки 4 прям. марта. И теперь прям боль. Ну, то есть все. Ну, понятно. Ну, а говорят, мужчины не плачут. Ну, мне пришлось это все в себе передавить, но больно, потому что, ну, Себя представляешь, то есть, поплакать. да, в себя пришлось, так платочек взял, в Себя себя так поплакать. высморкался и пошли дальше. Потому что Да. Вот это. Потому что на онлайн, именно вот эти онлайн, когда мы играли, и там прям выигрышные вот эти вот все ставочки, оно все было намного интереснее, да. Я за онлайн получал прям, то есть я не переживал, если я там 3-4 гонки сделал, я себе мог купить, тачку купить,
тюнинг на ней сделать, да, там на каких-то гонках, на каких-то треках мира играть с другими людьми. Это было кайфово. Я вот когда... Апчи, будь здоров, Алина. Будь Когда... здоров. Ну-ка, как- блин, ножки в тепло быстренько. Да, застудила, наверное, ноги на работе там. Ножки в тепло быстренько, И, чай горячий, покушай плотно, чтобы организму силы были. Фрагосыч, здоров. Леха... О, добрый день. Привет, Лёха. здравствуй. Доброе утро, Лех. Доброе утро. У меня, ну, у меня хотя тоже уже, кстати, вот скоро будет обед, сейчас уже 12 часов уже подбирается. А я знал, что он только что Я проснулся. только что проснулся. Ну, Я знал. значит, в твою сторону прям точно доброе утро. Я для Гран-туризма спорт даже руль купил, потому что укатался, просто устал. Уже полгода не гонял. Да, да, я такой был в свое время покойником. Я говорю, пока они сервак не остановили, это меня прям чуть разочаровало. Но как бы они хотят тоже идти в ногу со временем, и они, то есть компания Sony обосновала это все, то что они как бы с этого ничего не имеют, никаких доходов, то есть финансового никакого этого влияния, и они остановили сервер. И это было тяжело. Олежа, привет. Алексей, просыпайся, выпей кофейку, чайку, что у тебя там под рукой, и присаживайтесь Канал не поудобнее. хочу кушать. А надо. Алин, покушай, чтобы организм силы Алина, были. лучше 5 раз в Кушать день надо. по чуть-чуть есть, чем 2 раза, но сильно, потому что тогда... Чуть-чуть, да, я же не говорю прям давай, а мы сейчас, Чуть-чуть, мы, мать, чтобы, садись, сейчас будем, чтобы были сейчас силы бороться побивать. с вирусами вокруг нас. Да, Э, а вот так перекуси немножко. Да, и Чуть-чуть. я, как бы сказать, ну, в Гран-туризмо были таких пару серий, прям, когда они дошли до гонок на 24 часа. А Кого смотрим? Ну, ссылочку в описании. ты не знаешь, кого Ссылочку в чат, смотрим? Я пожалуйста. тебя прям сброшу, прям базуку смотрим. Базучку, да, базучку смотрим. Просто он, Бабахать там он он. там начал, ну, Репостим, если что, прям вот репостим. так на все, прям, можете репост сделать. Прям красивая игрушка. Ты уже, Да. Леха сам начал в это играть. Я забегал. Не переживай, я у тебя был на стримчике недолго, правда, потому что у меня была очень неделя сильная. Чеканок, здорово. Да, Здорово. Чеканок, Да, привет, здорово. Илья. Да, именно это он. Чеканок. Я ел стар вчера супер. в обед и все, Алин, ну ты чё, с ума сошла? Сейчас я тебе бутерброд скрафчу, подожди. С вареночкой Осторожно, будешь? дыра. Да. Впереди тебя будет Я всё. забегал к тебе на стрим и Впереди забегал до Экса, но там тишина бывала. Там пару раз я ему написал, он вообще что-то за чатом не следит. Надо его научить, чтобы он за чатом следил, Юрец. Картины все равно достал Мне меня. просто и не хотелось никого подрывать. То есть я заходил, посмотрел там 10 минут на работе и выходил. Не писал даже комменты, Громко что это потом торговца это есть затягивает, а нажать на времени поиск. просто Левая не рука было, да. свободна. Вот, и Да? это уже прошло, можно сказать, сколько, я не знаю, неделя Спасибо. прошла или Надо 5 будет дней, поискать. где ничего такого большого не было, но еще пару дней пройдет, и я думаю, выйдет на канал прям уже опять такой видос, который будет Вот смотрю, 30 минут, а то и маринованная 40, но я пчела. сейчас пока еще Ванка. точно не решился, Как но тебе будет Да игру? видно. ладно. Игру я вообще Будет завтра супер, я видно, не могу когда- оторваться. Давай Плюю, 40. вижу, даже Давай специально 40. во сне мне 30. играем, мне. Ну ты Базука, знаешь, привет, для Ютуба Парагон, лучше привет, 30. Для привет, меня, как спасибо подписчика всем. твоего, конечно, лучше Да. 40. Спасибо за Ну, тогда смотри поддержку. 100 раз, Лёха тогда помнил. 100 раз по Делитесь, 40. рассказывайте, пишите. Да, вот. Ему нужно пинка дать. Если Да. есть вопросы по игре, обязательно Кстати, а чё отвечу на Фрагосыч, все. друг-то твой, который это, как его? Ну вот этот вот, который подвальчик Зэка. Все Ой, расскажу, ну, все Экса. покажу. да. Прошел уже тут очень Именно того. много, Сказано. много боссов. Ну, Собрал извини. тут А, очень ему много нужно, народу. он написал, ему нужно пинка дать, Юрце. Если будет Да, что он, вам короче, как интересно, смотри, обязательно Леха, все очень просто. Я спрашивайте, начинаю, всё ну, он покажу. начинает стрим, я захожу, смотрю, Да. есть. У него, поскольку мы тогда к нему забегали, подписались, я помню, мы ему подписок накидали, но Хорошо. если люди, опять же, не заходили, Бей, не смотрели их, просто бей. ютубчик отписал. Это я Да тоже ладно. видел, то есть он там вернулся. Да, Да, конечно, Юра, я порадуйтесь, помню, не ты ему помешал, здесь есть на вот серваке так еще вот Юрец очень написал в много. скобочках. Просто зашел такой, начал писать такой, он там рассказывает, и тишина. Ну, там, блин. Давай, Грегор Геймс, отличного ясно. тебе тоже. Грем- Гремур, но Спускайся, залетим, скоро запускаться посмотрим. буду. Всего удачного стрима. Отличного дня. И если ты сейчас прям запускаться будешь, ну как, Вообще ничего прям не скоро, то Прям мы, сейчас. мы к тебе зайдем на Сюда. стримчике, не переживай, это ж круто. Зомбачок Серега, ждет. Серега, спасибо большое. Да, зомбачок ждет. Пойдем к Там здоровье зомбачку. полное. Сейчас зайдем. Пойдем к зомбачку. Мы сделали здесь все, что смогли. Так, я не выключаю базуку, я просто только выключаю звук. И у меня вот Валера идет стрим ленивый, обязательно. Мгм.
Я... Вот, кстати, хорошо, что он вот так. Я Валера ленивый. И сразу понятно, да, с кем ты имеешь дело. То есть Валера Да, то есть, ленивый. Ну, как есть, все по факту. Так, кто у нас там зомби? Вот он. Где он там? Силочку появился в чат. Лайкос. Ссылочку напишите, прям Лайкос. забегаем. Прям небольшой такой. Серега, удачи. Смотришь, какой Леха, я тебя тоже рад видеть. Блин, я говорю, последние пару дней некогда было. Тут все навалило, и у нас А вы ну, говорите, игра скучная. тяжело. Игра Отдыхать скучная. тоже надо. надо До начала отдыхать. игры. Просто решили сегодня просто вот поговорить, чуть от этих тем откинуться, а Если то бы у у меня нас бы еще бы цель слово за нормально, слово было бы последние вообще 3 дня вот замечательно. эти вот все нагнетание, вот, это тяжело. Да, да. и все к одной теме Да всё к одной подводилось, подводится. подводилось. И Да. человек, даже, который говорит, можно хотя бы Немножко прям здесь не как бы говорить об бабушка этой включила. теме, И сам начал. говорить за здравие, да, и Да. кончил за упокой. Мы такие, типа, ну ты же сам говорил, он такой, ну я вот да. И говорит, кстати, он так и не понял, не заметил, что вот, да. Давай Нет, он так и не пересекайся, понял блин, свою в ошибку, у нас тупик. так это все осталось. Да, 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 да. Здорово. Потому что Блин, я так понимаю, они пытались. будут вылазить, пока я Ну, этого не буду. он же сидит на табуретке, я же ему сказал какой. Ты знал. Да. Вот. Ну, это такое есть. Он мне сам тогда спрашивал, о, как бы А приехать, есть, типа, а туда-сюда, что, в Германию. Говорю, ну, гранаты? У приезжай. меня одна Такие, граната как ты, была. здесь я прям на расхват, Нужны. потому что он делает хорошее дело, он кайфует от своего дела. Давай, И ты это не как бы- будешь, А что это он тебе поставил, блин? Спокойно. Медленный модус в чате Отвали. поставил, зомбак. Что, ленивый стал читать, что ли? Да вообще, он мало того, то, Да что он ну не что. читает, он еще и Здоровье. говорит. Это Прям вот элемент его прям здоровья. пнуть тоже надо. Пинка сейчас. Сейчас мы ему пинка дадим Давай, щедро, всё. прям на стриме, Да, короче. вот Сейчас раз всё закинул там хороший дал. стрим, трансляция стала на фоне, немного занят, по возможности буду забегать. Так понимаешь, что это Чат. все это денежная валюта. Хорош. Качество у хорош. него, Прям в принципе, читает. сейчас тоже красивенькое такое. У Так, У него босс. Смотри, у него босс. напиши, что ты Киберпанковская на валюта. стриме, точнее, он у меня на стриме, напиши. Я сейчас уже писать. Ты, Я ты, так- блядь, я так напишу, ты у него на стриме. да, я прям на весь экран Ты у сделал. него на стриме, ты понимаешь? Ты понимаешь, что ты делаешь, нет? Ты вообще, Он- ты понимаешь, что ты делаешь? Привет, Прохор, я чат Лука закинул, хорошего димаса, Ты в себе? буду. Я не знаю. Ну, Ты на стрим зайди, говорю. Как я на скорее стриме всего, у ты, него? Олег, сейчас не занят. Одна, просто на ты твой, уже- что ли? У тебя этот Просто шаблонный столько всяких комментарий. Шаблонный щас не комментарий у занят. меня. Конечно, Опа, шаблонный, потому что я сразу 10 человек смотрю. Если я шаблонами не буду отвечать, я... у него на стриме. Какой он, а? Видал, что Я говорит? так и понял. Я Ребенок. чё, Я у него какой, на а? стриме опять Поднялся, застал. смотри, Мгм. 200 Ре- подписчиков. Так, аргументация. 200 Аргументация подписчиков он можно такой покупать, начал. находить Такой, шаблонами ты... себе. Я тебе сейчас дам шаблонами, да? Я играю в игру. Я становлюсь популярно форвард. Так, Андрюха, Фарагус, привет. Я играю, говорит, в игру. Аугментации походу, можно мозги покупать и находить. Они Вот дают Руни, смотри, ему сразу новые какой-то написал. Я первый раз вижу способности. этого человека вообще. я уже видел его работают пару ещё раз. лучше при удачной Лайка, Да, я первый форму. раз вижу. Здорово. энергии. С вашими... Я ж Да, доволновался, как? ёпрсы ты. Во-во-во-во, покраснел, все, все. Руни Они дают просто новые давай, способности, играем в работают атаку. Здоровый, всё. Лучше Молодцы, при молодцы. удачной все энергии. Так, с вашими Красавчик. умениями, параметры. Разорвали аугментации ему. можно Как ты, установить как ты? функциональные Ой, что я Ну, сидел что, неровно, у как меня you- спина аж как потянула. Шаблон Давайте. нормально, я даже комментарий также пишу. установка Блин, без Леха, участия в ну вот сжатии ты сам будет стоить понимаешь вам меня, да, если я вот новые 10 человек сразу адаптации можно смотреть, если я буду еще найти каждому и писать, мне же еще следует. иногда надо спать У меня идти, всё там, и хорошо. жена есть, там, мужской долг, там, Как все бы, Ты да. дела. чё, Хорошо. господа Исследуй еще мир. с этими, Поднять с скилл 200 противника или подписчиками из приобрести Дальнего Востока, да? Да, он Ему 200 вот такая подписчиков, штука. он мне рассказывает Царя- такую а это почему у песню. меня не дв- у меня 200 с чем-то А уже. начинаешь вроде как бы спать ложиться, а он взял и Так, я не спустился. понял, так, типа, аугментация можно покупать А и рви находить. всех. Когда-нибудь Они дают новые кончится. Слушай, способности, интересно, работают реально, еще стрим лучше при когда-нибудь удачной заканчивается так вот, все чтобы прям энергии. вот С вашими пустота умениями и была. параметрами аугментации знаю. можно установить Вот журнальный так Последний, ты прям помнишь боевых да, наш условий или последний ушивать стрим в воскресенье? Мы установку такие, без все, мы вот так участия вшивать, а минут будет стоить 16 вам пытались энергию. закончить, и потом такой, все, давайте, короче, выключаем. Ну, бывает. Будет вам новая аугментация можно найти, исследовать Ну мир, да. Андрюха, поднять чат скилл читаю, блин. Я, блин, противника или Пиши приобрести ему, чат ушиватель. А где чат? Понятно. Какой из? ну, это вот зомба, я говорю. Ага. Пальто. Читать должен, блядь. Блин, горелый. Он там, ну, он читал же этот, ну. Ну, я понял, игру читал. Ну, вот в том-то все и Блин, дело. Да. Смотри, Хорошо, что у какая меня нет запись. мужского... Читал? Хорошо, что у меня нет мужского долга, пишет Леха. Я И свободен, привлечь холост. скилл, да. Ха-ха-ха. Ну,
смешанные чувства насчет этого. Потом поговорим, лет через 10. Мне Спасибо, грустно стало, я заплакать что плакать поздравляешь. Нет, Ну я ладно, когда-то, Используйте возможность когда-то, аugментации с помощью больше 15 так, лет назад, я аugментация такой тоже поглощает думал, энергию, блин, зачем которая оно с все вот это с надо. временем медленно А теперь восстанавливается. думаю, Некоторые способы блин, хорошо, что у меня перестают вот именно оно глубоко вот в зоне так. достигаемости. Потому да. что у меня есть Автоматически коллеги на обозначает цели работе, у которых нет специальными никого специальными вообще. маркерами. Однако У них некоторые способы родители даже возможно ушли, применять покинули наш применить мир, и у только них цели нет любви. никого. Даже кошки-собаки нет, не то что про живых людей. Пуля, привет. Мы тут, Мы привет, тут. драйвер. Ага. Привет. Она даже не в курсе, что мы у нее на Она уже стриме, наверное, вшилась в были. меня. Эх, Ах, так вот. вот Мне получается, так типа, вот с надо этими искать ютуберами, еще и да? Так вот, им Счастье, помогаешь, типа, да. помогаешь. Так, Помогаешь, помогаешь Что им, а они Мы- вот так, значит. О. Ладно, Как у вас будем, дела, как значит, их настроение? гонять. Да. Чем занимаетесь? Ничего. Ну, у Вы тебя уже были. чувствуете запах весны? Но у меня еще вот это вот А небольшая... у меня, смотри, опять не Блядь, спросил. не в ту сторону, алё. Вот, Ле-ле-ле-ле-ле-ле. вот опять он у меня не спросил. Бан ему давай, все, бан. Чисто. Бань его прям на его, на его А вот же опять канале. меня не А, спросил. тихо. Обидно? Вот, привет, Я Чеканок сейчас пишет. там Обидно. обновил Вот так же. описание. Я туда добавил ссылки новые. Ты ж любишь Ага. Ты ссылки новые добавил? У тебя там ссылок уже 3 ссылки этажа. на новых людей. На новых людей? Так, с кем познакомился? Обидно. А что не обидно, а обидно. Могу сказать, Обидно, понимаешь? могу Мне сказать обидно. не того, что нужно, и не могу сделать то, что надо. А Ибо чё, они как- одарили О, меня семенем. Охуительно он. Лёха, всё будет нормально. Извини за выражение. Говорит, Чекан, говорит, я ссылки обновил, я вообще где-то снизу. Ты вот им лопатой бы ему по хребту за это. Да я давление. Что ты ссылки обновил, мне очень приятно. Порядок всех, сейчас Ты я моя спросил, ссылка. я вообще тут всех сразу спросил, так, Чертикан. Что там Как у вас спросил? дела? Смотри, И как опять настроение? Ждёте ли закипел. вы весну? Да, Если да, вы да. хотите Я- Зыбака, просто пишите, что он с вами не поздоровался. Спросил, как у вас дела. Я ему буду шаблонами дальше писать. Чертикан, я ко так же. всем обратился. не- Ко Специально. всем, А каждому. чего кто меня? щас зашёл. Смотри, отмазывается. Кто смотрит. Чекан. Я каждому обратился. Я жду лета. Я тоже жду лета. Меня Кавасаки ждет лето, дети ждут лета. Смотрите, жара, Так, я уже Лёха, через всё пару будет лет отлично. управлением. и звуки, и Ты, блин, звуки по-своему- мотоциклов Да-да, в том-то все и за дело. окном. Леха Фарагос по-своему харизматичный человек. Я Лето, уверен, лето, что лето, все будет подождать нормально. весну. Вот этим Весна летом это самое себе интересное. найдешь подругу, потом она станет женой. Смотри, тебя сейчас раз. Мне тут уже приписывали, что я манго, так что кто знает. Мотоциклов. как Жара, я так комары, да. суки, мот. Антология, Ты так и написал. антология. за окном. Отлично, я жду лета, конечно. Я только этого и ждал. Жары, комары, звуки вот эти. Есть такой прикол среди байкеров, Чекан. И, короче, ты знал, что настоящий байкер может различать более 300 видов насекомых на вкус? Верю. Ну, у меня лично могут Верю. кто-то Настоящий байкер, заметь, Да. настоящий, у которого шлем вот этот вот, Шлема э, нету, волосы. вот который вот этот длинные волосы горшочек на голове, взмывают. вот этот вот такой, Да, знаешь, слышно. панцира черепахи это одевают, они могут различать 300 видов насекомых на вкус. Пройти. Excuse Ну, вроде- me, Нет, excuse вот me, это кто? Да, навозник. Саранча. Да, навозник. Да. А почему навозник? Да потому что попахивает. Да-да. И вот он такой пи-пи-пи-пи, как, знаешь, это азбука можно такие, за место слов такие пи-пи-пи-пи пошли. Да, такие. Да-да-да, запикивать нас надо немножечко бывает. Надо запикивать чуть-чуть. И я такой, сейчас что-нибудь еще раз ляпнешь, осуждаю. Ну, то есть, мне вот эти вот осуждают, этот детский сад не помогает. То есть, ты уже заранее поднапрягись, пожалуйста, фильтр включайте сразу же. Нет, Илья Владимирович, шумоподавление включить. Как он этот? Фильтр, да? Я каталась на байке, точнее, катали меня. Так, Алина, Хорош. Что? Алиночка, молодец. что такое? Вас издаст? Ну, ты знаешь, Олег, а вот если ты, ну, как бы, на мотоцикле сзади едешь, на Да. тебе шлем,
А у Да. шлема нету вот этого авизора, или как там, вот провизор, как эта штука называется, когда Визор, ну забрало правильно, вот это вот стекло. стекло, да, Визор, если вот визор. нет Все правильно. визор, да, Да-да, так оно и да. есть. Я могу себя считать профессиональным байкером? Сейчас бы, походу, это понял, это я Если визор сломался или Холодный потерялся, нет. муравейник. Нет, я Ну, даже я в шлеме был, я даже но не, без визора. я даже не знаю. Знаешь, как мне щеки там раздувал? Не, ну это понятное дело, что раздувал. То есть чем ты Там же, знаешь, там после, же вот эта форточка. ну да, после Ну, 70 километров в час начинает тебе прям лицо менять форму во время полета. да, знаешь, я тебе и говорю, Да, как вот да. циклиста, ты должен знать, на какой скорости лицо меняет форму. Конечно, конечно, конечно. Не, просто дело такое, как сказать, я уже много лет езжу как бы на мототехнике, уже больше 10, это уже что-то с чем-то. Но дело в том, то, что я не знаю, ну, людей таких, которые сказали, что я там профессиональный байкер, или я хорошо могу ездить. Ну, я видел там, когда вот инструктор нам объяснял, когда мы ездили на специальный такой трек, где нас учили безопасному вождению мотоциклом, и тот человек, который прям, он не то чтобы говорил, что я могу ездить, он говорил, я учу и показывал, что он может делать. Но даже этот человек со стажем более 30 лет на двухколесной технике, уже, наверное, 40 лет в наше время, и он даже не брал кулак и не бился по груди, что я могу ездить. Понимаешь? И вот это мне вот в нем Ну, нравится. правильно. Вот те, которые говорят, типа, там, я могу ездить, не сегодня, завтра происходит какая-нибудь авария, потому что они чересчур в себе уверены, они легкомысленно себя ведут на Да, дороге, да, 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 очень да. легкомысленно, это очень страшно. И таких было случаев много. У нас уже, говорю, друзей, товарищей. Ты едешь, вокруг дороги стоят кресты, но это как бы заканчивалось все трагически в одну сторону. И это причем не только на мото, то есть автотехника. Они, когда на автомобиле некоторые передвигаются, они себя чувствуют какими-то богами, хотя ездить как таковой вообще не могут правильно. Не чувствуют автомобиль, и у них происходят такие же легкомысленные вот эти вот ошибки, где все это происходит с летальным исходом. Потому что когда у тебя автомобиль, как бы у тебя крыша, да, и они думают, что они там защищены. А я видел, когда автомобили их прям смяло так от аварии, от дерева, прям как бумажку такую, да, как ты там берешь бумажку, листочек А4 берешь, руками его в колобочек смотал, вот так же машину я такие видел, да, такой же формы. Ой, И ой. там как бы, знаешь, страшно, да. Конечно. Факт остается тем, что японские ученые сделали специальную студию, статистику подвели, короче, водитель мотоцикла, то есть, да, байкер по-нашему, водитель мотоцикла, вот эти вот двухколесного транспортного средства, они Опасность. в 120-150 раз намного внимательнее на дороге, они все вот эти вот регистрируют глаза, вот эти мелкие движения, передвижения в их диапазоне, чтобы ничего не случилось. Потому что у нас нет вокруг меня вот этой вот железной крыши, боковых дверей, Да. ничего нету. И Да. если я этим не буду делать, заниматься во время моего мотопередвижения, то есть мы бы не сидели с вами не разговаривали. У меня уже таких ситуаций было миллион. Потому что в первую очередь контроль, да, ну то есть ты должен смотреть за окружающим миром, иначе ты просто домой не вернешься. Ну просто, Да. как сказать, я сам себя перестраховывал, и как мне еще говорили в автошколе и в мотошколе, то есть если ты будешь стоять на своем праве, как некоторые это делают с удовольствием, то есть если они едут по главной дороге, у них забрали где-то что-то там, да, то все, типа, и я такой, ну окей. А он говорит, если ты будешь как раз-таки стоять на своем, что, типа, вот, здесь мое преимущество, куда ты лезешь, такие как раз-таки по большинству случаев долго не проезжают. Потому что, когда люди делают другие ошибки на второстепенных дорогах, они их просто переезжают там, да, и все. То есть самый офигенный кайф это воу-воу от Харле. Я кайфовал, когда меня Ну да, и еще ехали тёлка рядом в коже. Оба, она. Леха, это, наверное, хорошая была какая-то байкер мотопати, потому что, ну да, Харлейчи своя культура. Харли. Да, они такие бл. Есть люди, которые вот этого кайфуют, от этой всей вибрации, вот этого звука. Да, есть разные, то есть у нас много людей, много мнений, и к этому всему хорошему, то, что есть именно то, что вот как и с играми, с видеоиграми, так и на автомототехнике есть большой выбор.
где каждый берет то, что по его душу. То есть кто-то любит гонки, он берет там себе спортивный байк. Кто-то любит стрелялки, там, допустим, какой-нибудь берет Харлей, едет, у него там с глушителя все это стреляет, знаешь, так вот. Ну, как под человека подбирают игру, так же под человека подбирают автомототехнику. И это как бы вот так вот именно и работает. Потому что, ну, есть люди, я встречал вот последний год, я встретил даже уже, наверное, не два, а уже третий был последний раз товарищ. Мы с ним отдыхали вместе, вот встречали Новый год. И он сказал, типа, ну, простую одну фразу, типа, я дурак, если я сейчас сяду на мотоцикл, я расхерачусь. Как бы все. То есть напрямую. Я говорю, вот если бы все, которые вот, у которых в голове тараканы танцуют, отрезывали, трезво бы оценивали ситуацию и понимали, что это не их вид транспорта, то у нас бы было намного меньше вот таких проблематичных ситуаций, там, аварий и так далее, да. А большинство-то они как там, я могу, море по колено, да, там, сели и это все заканчивается печально. Я говорю, вот 3 человека я встретил, которые честно сказали, типа, ну, если я сейчас сяду за руль мото, то меня завтра не будет. Да, но это, опять же, говорю, вот такой мини-мини, да, там это 0,02%, которые сами это могут в лицо тебе сказать. Большинство это же все не говорят, боятся, типа, я ж могу, да, Да. у них же первая буква Я в алфавите, то в раскоряку, да. Не помню, вроде на концерт ехали мы, мне тогда, ого, нормально, это же 20 лет назад было, круто. Да, определенная культура, это такое дело, говорю. Просто вот печалька вот такого этого всего состоит в одном, то, что вот, я говорю, вот, не все смотрят трезво ситуацию и могут в здравом уме и смысле всем этим совладать, то есть оценить ситуацию и подобрать себе технику, опять же, подходящую. Потому что видел людей, которые берут себе мотоцикл, на котором они даже не могут... Нет, это не лишние теги. Чё? Олег, у тебя опять лишние теги в названии стрим и стрим. Нет, это не лишние теги. Почему? Стрим Один на это английском, а другой на русском, все правильно. Нажми просто на стрим и нажми на стрим. Леха, все И нормально. увидишь, что это две совершенно разные ссылки. Работает. Да. Оно все, Совершенно по-разному. каждое по-своему все работает, в Витайку все проверено. Да. Такие вот дела. Так что Дела. трезво Ну, просто, оцените. знаешь, кто до сих пор думает, что байкеры это у нас кто? Торговцы оружием. Да. Вот эти люди, которые вечно сидят в кабаках, бухают. Вот. Да. Хотя это И вот это абсолютно не так. Это, конечно, это не так. Но Нет, это же есть какой-то образ. мелкий процент. Мильбус, пока-пока-пока. Давай скорей, пей таблеточки. Спасибо тебе огромное за то, что была с нами. Все, скорейшего у тебя выздоровления. Да, выздоравливай. Мой велик меня ждет. Жду кошмар. Где кошка? Передавай привет. Тебе Там Мильбус в чатике пуля в писал. чате. Да, я всем написал. Я там в чате, еще на Андрюхе в чате посмотрел. Там Да. пуля писала. Милбус, да, все. Все понял, готовь, чмокнул, отпустила. Блин, спасибо большое, что были, кто был здесь. Мы вот так вот, я говорю, вот посидим чуть-чуть, пообщаемся, потому что, ну, ничто, ты не знаешь, что будет завтра. Надо сегодня пообщаться. По-русски 2 раза написано и выдает одно и то же. Ну я это уберу. Я, может, где-то не досмотрел. Да это ужас. Драйвер, стрим. Стрим. Ничего страшного. Ну это я уберу, то, что там... Это, наверное, второй раз, когда копию, может быть, ставил. Я потому что копировал его в описание, ставил там, тегами это самое полностью. Я заметил прикольную фишку, когда ты берешь полностью, что ты ставишь в описании ролика, ты это закинь прям в теги целиком. Я тоже так делаю вообще, как бы. Не, иногда это прям... В 2022 до названия стрима бы докапываться, да. Да, нет. Осуждаю. И я такой, осуждаю. Нет, оно вот какое-то такое вот есть иногда, вот смотришь, и как-то статистика работает, и такой, ну, блин, если это так... закончился у Базуки стрим, ну ладно. У Базуки стрим закончился, да. Или обновить, подожди. Бывает, что интернет подлагивает. Нет, закончился. Ладно. Жаль, ну ладно, что поделаешь. Ну, по крайней мере, еще у Валеры есть. Мы вот так включим его. Тут вообще у него картинка. Валерыч.
Валера прям картинку смотришь, прям А как... Игрокод Геймс вот сейчас стримит, у него один зритель. Ну, что это такое? Да Это ладно. У Да, Вани? Игрокод Геймс, да, вот сейчас. Да не может Нет, быть. не Ваня, а прям Игрокод. Не Код Геймс, а Игрокод А, Геймс. у нас же два кота сейчас. Подожди, сейчас У нас же секундочку. 2 кота. Вот у него 55 подписчиков вообще. Ну что это такое? И Сейчас в Эрику в какую-то Подожди, играет. сейчас. Я... Володя. Подожди. А. Кто знает Володю? Так что у меня... Не надо мне тут... Хм. Подожди. Так Да. что не надо мне тут тыкать в меня. Ладно, Лёх. Да нет, никто не тыкает, все нормально. Алексей. Все нормально, все нормально. Что-то я не понял. А где? Я же вот игровой канал. Лёх, все хорошо. Чё, ты Darkness, не игровой знаешь канал. Да этого... есть. Я вот, мне почему вот на днях подписывался. Сейчас я его найду. Чё, Игрокод, не знаешь его? Что? Мне что, Список тебе ссылку, длинный. что ли? кинуть в Нет, чат? она должна быть И здесь. что, ссылку, что ли, в чат? У меня даже ссылка на мангу есть. Вон. На, вот тебе ссылка на человека. вот. Подожди. Думал пойти погулять, но как вспомнил, сколько вчера прошло, перехотел. Не надо, Алин, сиди дома лучше в тепле и нафиг. Я его пропустил, наверное, И так скорее всего. чихаешь уже, блин, не ешь ни черта. Ну что это вообще ни в какие ворота не лезь. Ты поешь сначала, а потом подумай. Поешь, подреми, а потом подумай, стоит ли типа погуляться или нет. Оба-на. 2 лайка. Видишь, отписал. Котика Я- я знаю. я с Вот, ним- видите? Я с ним 2 дня назад еще только общался. Он мне даже ставил, блин, эти самые... Комментарии Комментарии мне оставлял. оставляй. А сейчас ты котика. уже забыл о нем. Эх ты. Я ничего не забыл. Я тебе говорю, у меня вот так было. Я У меня... ничего не забыл. Мне ко мне тоже пришли, отписались. Теперь я вот... Соседи. Как это к тебе пришли, отписались? У нас Меня в вот России такие Ну, бывают соседи тоже. Я думаю, опять же, это связано, скорее всего, то, что они Прям не были активны на гадят канале, туда. их YouTube все-таки списал. Ты езди, блин. Такое Ты чувство. думаешь? Так, открыть. А вот я не знаю, я вот запереть. к нему дал 10 Ну, тысяч лет давай не будем заходил, и я ездить, все равно тачку. подписан. Как это работает? Слышь, ты чё? Не, я реально вот сейчас вот зашел, он мне на главную Помочь вылетел. возмутиться? Нет, у меня не Типа- было. У меня дома стоял даже красный. Ой. И вот сейчас я колокольчик врубил. Да давай поможем. Ну, Сейчас если мы в чате Вам посидим. чем-нибудь Ты что, помочь? кино смотришь, что ли? Кстати, как и у меня счётчик колокольчики сделал, уже как не у врубаются. тебя? Все, Что мне показывает, сказали, что сколько народу в лимит на чате, колокольчики я свой использовал. Так, ну у меня показывает А, вот 4. уведомления мне больше не Нет, сейчас включают. 3 Там Что там слушай, как кино смотрит, да? как кино какое-то смотрит, да, я надеюсь, там... Чиканар, покажет, привет, ничего не драйвер, потреб- привет, не дружище, потребств спасибо, никаких что не будет. заглянул. Похоже, прям какой-то Спасибо, фильм. драйвер. О, камеры Так, нету. чё тут Давайте надо в дальше? эфире А, 2 нету. человека. Вот. Сейчас у него счетчик там. Это какая-то игра, смотри. Она прям Вот этот это сюжет рисуночки, такой. конечно. Интерактивчик это называется. Красота. Художница. Да, интерактивная игра. Типа смотришь кино, в этом кино еще можно делать выбор. Вот. Ну, мне нравится как отчасти. Вот эти ножки, Да, да. глаза. Мне нравится. Карандаш. У меня вообще, кстати, с счетчиком что-то не лады какие-то. А вот у него геймпад. На джойстике играет. А он на Так, PS. что, Это, походу, нарисовать? это игра для PS. Ну, значит, ну, наверное, 4, наверное, скорее всего. А может, А давай спросим у него. ну, напиши в чат. Я сейчас на весь экран сделаю. Сейчас не могу написать пока. Сделаю это, спроси у него. Всем, привет, Данька, здравствуй. Всем добрый день. Конечно, он добрый. Хардкор стример, что ли? Я Hardcore вчера Это прошла послал. около 10 километров. 10 километров это отлично. Это- Прям. Это физкультура для ног, для мускулатуры, Ну, для всё, тела. где-то Это хорошо. Для меня эта Везде цифра этот звучит знак как рисовать. убийство и смерть. Ну да. Чикаго, Чика. а ты что не стримишь? Я сил А набираю. как счетчик-то поставить Господи, я такой, что Хардкор за стример нормально прода? все будет. А у меня, по поводу я через вот. YouTube сижу просто. У ну, Хардкора сейчас через кое-какие телефон проблемы смотрю появились с комментарии, боссом, никак не может его показывает сам. одолеть. И говорит, блин, не знаю, что вообще, что сделать-то, а? Что тут? Данька, будем Вот. надеяться, что он Ну, добрый. открывай. Все хорошо. Мы тут стараемся Чё за фигня? думать чуть-чуть о другом. Что за фигня? Говорит, открыть не Думаю, что за херня? Мы стараемся Вот думать это о другом. о. Что за херня? может. О, кино. Это страшилка. Блин, я прослушал, кстати, у него PC4 или 5. Он сказал, да? А он сказал. Смотри, Руку там, прислали? видал, рука какая кровавая. Мисс Мейсон. Руку прислали. Мисс Я Мейсон. сижу. Лучше уж пройти 10 километров Странно, у меня пешком, нет. чем 12 часов сосад умора. Может там YouTube сам Хороший включит. босс, все-таки. Ты нашел самого сложного босса, походу. Алина, да. привет.
Спасибо, что Вот, забежала. Вот, Алиночка там зашла, Так, дед чё, Радин. чё, О, дать? порнушка. Деду На, деду посмотри. Радину только вот это Ну, и тут подавай. ужастик проходим. Ты часто это рисуешь? Да, ужастик, это точно ужастик. Там уже Да. кровь Я началась. сержант Бейк. Так, а Бейк. что это? У него дед Радин? А, он там, на стримчике? Да. Сейчас мы ему так, как так-то? Напиши ему, что ты у него... Блин, ты мне... Очень Сейчас я ему А, сам кстати, я напишу. Алинку вот здесь, по-моему, и увидел. Кино встретил. Не, у бобра же, у бобра какой-то. Тебе что. только это. А, у Бобра. Ты Кстати, что? вчера у Бобра Связать хороший стрим был сделал. разговорный. Они там сидели. Он кровавый нажал. и Сантиш. Да ладно. Ты знаешь, Да, что они он вчера Здорово, сидели дед втроем, да. Радин, привет. Я их так Смотри. да, я Драйвер вчера их пишет. смотрел. Я же говорю, я теперь всех смотрю в инвизе. Я МВ-11, привет, захожу, тоже пишет. лайкосик ставлю и сижу, смотрю так вероятно, спокойно. он тоже в опасности. Пока стримить не начал. Так, чё? Чикаду. Есть чё? Ты чё не выбрать? стримишь? Ничего. А я уже отвечал на этот вопрос. Данька куку. Даньки, да, Фарагосович прям. На Дельфи Хардкор-стример, установлена конечно, у него нация. прям вообще жесть какая-то началась. Организована охрана. Я буду работать оттуда. 7 Всем здорово. стримов смотреть на бой с одним и тем Ты же у боссом, меня это на дичь. Я не стриме. могу так, это как минимум Привет, скучно. Алина. Спасибо, драйвер, спасибо. Так, Это, конечно, не каждый сможет. Олежек, привет. Да. Так, 11-й привет, Алина пишет. Все передают друг другу смотри, привет. сколько народу прям сразу. Там. Молодцы все, кто Да. забежал, кто новый пришел. Вообще. Человеку хоть не скучно Какой-то будет, чатик почитает. Да. Странное место Чарик, привезли чарик. нас. Ну, и тут игруха, кстати, такая интересная. Слушай, я таких... Ну, так я вот сейчас игр сам теперь был сижу на нее, редко. смотрю, свой чат забыл. Я, кстати, даже в нее что-то влип и все. Ну, Чеканок, блин, я не привет, знаю, как дружище. дело каждого, как бы, я Смотри, у сам него зайду, опять в эфире да, чат, у него там держу. рвется, счетчик работает. Красота. Прям ты смотришь, Да, всё нормально. Он, реально, смотри, он руки моет и водичку просит пить, и все нормально. ты смотришь реально кино какое-то прям. Да. Обалдеть. Никогда, И чат согласен с читать, тобой, и тут Данил, главное читы не чуть не вздумай вообще. пропустить. Читы, если читы начнешь использовать, отпишусь. Да, ты хардкорщик, отпишусь. для тебя читы это должно быть как страшный сон. Нет, Да. нет, никаких читов. Нет, Нет, даже, господи, веди эти цифры, веди. Нет. я тоже лучше начал, бы вот я сидеть играю дома. лучше, вот честно, сам Дай плохо, побрыкать. но зато это я делаю, а не так, на халяву, типа. Ужастики не да. очень Если люблю, читы использовать, жду я смысл тогда вообще хорошего во всей этой стрима. игре? Наверное, Спасибо, Алина, Так, ребят, что отойду, забежала. посмотрю Жди и здесь. вернусь Спасибо тебе буквально через большое. несколько Да, минут. давай. Хорошего тебе выходного дня. Читы использовать только через мой Я, труп короче, никогда. Не, не нужно, в принципе, я в этом не вижу смысла Секунду. вообще. Зачем? С короном Пауза. карантине сутки из дома нельзя выходить, пока анализы не проверят. Оба-на. Блин. Так, а чё нам? Чё-то нам надо. Фотку позырить. 11-й выздоравливай, конечно, дружище. Да. Всем держаться в Перетащить. наши дни бодрячком. Постарайтесь не заболеть. Или хотя бы, чтобы это прошло в легкой форме, потому что случаи были разные. Ну, как бы, Странная зачем вам фотка, надо вот короче. это вот все? Это вот неприятно. Так и довольно-таки интересная игрушка. Дед Радин, 11-й. Ты ее смотришь прям... О! Чё там, за чуть-чуть пробежали? Если тебе охота смотреть на 300 Телефон часов на звонит. бой с одним боссом, делать? смотри. Блин, Данька, Чё я делать, вообще, куда? я Чё? все время удивляюсь, как Пойдём- ты это пойдём столько смотреть, чё за играешь, и чуть-чуть прям вот так пробежали. вот Нафиг можно. телефон. То есть у меня бы, наверное, уже давно тогда терпения не хватило. Но Мы как во всех американских фильмах пойдем в ты самую эту. выбрал этот путь, у тебя там самая жуть, самый хардкор, в принципе, но в этом-то все твои сути кроются, как бы ты можешь, Маски я рад. какие-то. Конечно, единственное, что тебе больше посоветовал, выходи иногда на свежий воздух, но чтобы Всё тебе за давление маски. не скакало от переживаний, потому что это было неприятно. Да, такие вот делишки. Игрушка такая вот, он некоторые движения какие-то там делает, но это абсолютно, ну,
по минималочке там выбирать какие-то функции, а так это, в принципе, смотришь такое вот, что-то такое вот типа Сейчас кино. какая-нибудь бяха выпрыгнет. Я хотел по-любому. себя тоже в этом, в чем-то подобном попробовать. У меня есть там одна игрушечка, там детективчик, что-то похожее было. Ну, то есть, а потом уже как бы можно было и стрелялки. Но пока стрелялки, если Буду честно, принимать стримить коньяк неохота. мелкими Что-то именно дозами. другое. Вакцина Я гуляла должна вчера 7 часов, сработать. пришла домой в 19. Ну, отлично. Плюс еще работа. Обязательно примерить надо. Это такое дело, да. Что вы делаете? Мы вчера тоже вот с семьей выехали погулять чуть на прогулочку и О. записал Положите небольшой вниз. видосик, как бы, ну, Это нужно с детишками на свежий воздух, это очень так вот хорошо, как бы, ну, потому что мы тоже Никаких неделю документов, просидели дома, и это было не очень, ну, никаких записей. О, нет, татуха соскучились. такая, Свежий воздух. как у нужен. бати была наколота. Да, Вырезано, заметил. точнее. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря я вообще куда-то ходил. Чё, маски нашел. Маски еще к столом, да, вот ты выбираешь, то есть тебе варианты приходят, игрушка пошла. Да, я уточню. Кстати, Думаю, маски это хранить Кстати, дома маски плохая хранить права. дома плохая примета. Почему? Кто вы? О, кстати, да, сержант ну-ка. Блейк. Главный следователь. Интересно, интересно. Я жду доктора Баллард. Прошу прощения, мы все устали. Мне вот Сержант единственное, Блейк, надо меня мне зовут Роза поменять, Баллард. С главным поменять инспектором вы знакомы. язык. Меня постоянно перепрыгивает это с Эрик русского на Мейсон. немецкий, это прям... Очень жаль, что А мы что ты? встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Хард, тебе удалось. Да, да. Я не знаю, Он взаимно. может. Ничего. Я в него верю, конечно, да, Мне это тоже жаль. не каждый сможет столько делать, сколько он Я делает. тебя провожу. Но вот, ну, это как бы Драйвер. есть. Вопросик. Про маски, да-да-да. Почему нельзя хранить-то? Потому что там типа может быть душа демона меня, или наверное, типа не того. помнишь. Не слышал такого. Я работала с твоим отцом. Так, детстве ну, тебя- господа. О Ну, чём мы речь? тут Там чат смотрим. у нас идёт. Со мной Удалось, оставались то, что у первые нас тут встречи. Данька-то у Или нас тебе выкладывать. удалось ему столько Узнали боссов моих убивать за родителей? сколько стримов. Я говорю, ну блин, это не Конечно. каждый может. Ну и Если плюс еще маска Отец обучил меня всему, что старинная, игрушка работает, он же Егор, когда самурай, я смотрю, хранят же эти Мгм. будто какое-то маски кино. предков. Великолепной медсестрой. Вот залип-то, да, на игрушечку. Да, есть чуть-чуть такое, говорю, вот А, Японцы точнее. она идет, и такой раз, Ну, моментики какие-то есть, которые там, да, Жить ага, здесь. показалось что-то. Ну, может, даже узнать круто. место. Спасибо большое, очень приятно. Вот, ага, я тоже, там мага позаливал видосов Интересно. на штук 10 сразу. Примерять Да тем более. ладно. У маги там Ну-ка, вообще, давай Всё, будем чемпион знать. включим, посмотрим. давайте, это вот свеженькое прям. Прям сегодня. Час назад залил. Может человек, вот у него крузаки, Гелендваген, и поехали. Автомобили. О, Смотри, он даже на крузаке умудряется дрифты делать. Представляешь? Вот он. Вот человек. он Смотри, же смотри, 200-й Прада тут, да, он на нем дрифтует на крузаке. Хотя, Прадочка, да? да, этот автомобиль, он изначально он не создан для того, чтобы на нем дрифты выполнять, да. У него другие функционалы, а тут получается, смотри, что творит. Он же оффроудник, типа. Ну, нет, на самом деле он паркетник. Но у него есть зазор, клиренс, или как там Клиренс, называется, да, клиренс, оффроуд, у него 4 на Вот. 4, у него ты можешь блокировку дифференциала делать и все такое. Наоборот, на этой машинке ты можешь как раз таки О, заехать. май, как всегда, машина на двух колесах. Да, завалиться. Это согласен, ну да, Да, любители. да, сейчас давай теперь я этот чай сгоняю, сделаю чаек. Давай, Сек- сгоняй, сделай секундочку. чаёк. Кстати, да, ты ссылку туда и нам на видос-то. Чё ты ушел? Ясно. Не, ну это хорошо. Слушай, ну, Тим, я рот ебал. Олежа, Илюха, хорошего вам стрима. Пойду макаронов отварю, покушаю, да часик посплю. Алиночка, вот это вообще просто умничка. Молодец, правильно, покушай, отдохни, подреми немножко, набирайся сил. Вечерком, может быть, я стримчик какой-нибудь подрублю. Ну, не уверен, конечно, потому что сейчас вот сижу, вот даже сейчас, и немножко прям какая-то усталость. Сейчас после Олежкиного стрима тоже так же, как и Алинка, поступлю, покушаю и посплю. Потому что что-то прям сила. За компом долго даже сидеть не могу. Что-то какой-то сериал включишь, он там у тебя на фоне бубнит, а сам, ну, а сам лежишь
отдыхаешь. 60% вероятность того, что я удалю Village, а 40% того, что я начну заново, но на харде. Читы не для меня, это вообще не для стримов, зря я это начал. Слушай, ну, блин, может какую стратку посмотришь? Ой, что-то мне тоже захотелось прогуляться. Ну, прогуляться. Прогуляться или поваляться? Потому что часик поваляться, Олег. Я тоже вот поспал. Так, а хардкор стример, ну, я думаю, тебе надо просто либо стратку посмотреть в интернете какой-нибудь, значит, прохождение, как его завалить на жуткой деревне, а оно по-любому есть. Вот, может быть, даже какой-то спидран посмотреть, как на спидране проходит его, там по-любому как-то вот что-то где-то, чего-то есть, какие-то подсказочки и... Да, посмотри где-нибудь и попробуй еще один стрим, не сдавайся, мы тебя поддержим, вот, заглянем к тебе, обязательно поддержим тебя лайкосом, дружище, так что попробуй, не сдавайся. Я тоже по бубнёж люблю засыпать, либо сваты включаю, либо какой фильм какой-нибудь. Во-во-во-во-во, посмотри какие-нибудь тактики, да, тактики, стратежки, да. Кстати, Алин, вот я вот тоже, да, вот знаешь, как раньше, там дед спал под, типа, под телевизор, да, вот, на кухне там такой хрень, бывало и такое, вот, сейчас, да, сейчас под ютубчик какой-нибудь засыпаешь, это вообще там каф, под ютубчик что-нибудь включаю. Ну, Саня Медик там Ну вот он, да? У кота. Замечательно, молодцы, ребят, поддержите друг друга очень-очень. Нет, вот, кстати, у нас он здесь вообще шикарно. О, Александр, привет. Там только стратки тут одна, сливать все, что есть и все. Так ты слил все на леди 3-метреску. Чекан не хочет использовать чит, понятно, но он также не хочет баг использовать. Там босс застревает в доме, его можно нажать. Ой-ой-ой. Ничего себе, базук, о, кто-то наваливается на гелик, да вообще. Ну, сейчас это мага. Мага у нас вообще насчет этого профессионал. Обнял. Вот кто не знает этот канал, я вот прям сейчас ссылочку в описании дам. Давай. Прям подписывайтесь на него. Да. Говорит, что у драйвера там все дела. Да. Вот это он человек, смотри, он за последние... Спасибо всем за поддержку, передает благодарит вас, ребята. Ой, да, блин, тебе спасибо за годный контент. Он за час, мага за час залил 6 роликов. За час. Красавцы. Спасибо. За час сколько залил? 6 роликов. И вчера еще 6. Чувствуешь, да, интернет дали и все, и попер контент. Да, у мага, короче, играет, он типа летсплей записал, как только включается интернет, у него прям полетело контент, прям рекой. Я бы даже сказал, это по-другому не назовешь. Но если бы у меня такие были проблемы с интернетом, такие терки, я верю, да, то есть это бы, ну как, ты сидишь и ждешь этого вот прям такое, да. Все, полетели. И вот у него так оно и есть. Он вот играет, записывает, поскольку компьютер не совсем, он стрим у него тяжеловастенько, да, потому что оно там все замерзает, фризится или как оно лагает. Я не знаю, как это правильно называть, у меня даже язык не поворачивается в ту сторону, куда надо. Факт, смотри, берет формулу и пошел дрифтить. Это вообще вот человек дрифтер, да, вот такой вот у него дрифтер, у него все дрифт. Кэндич, он говорит хардкор стримеру, тогда попробуй без урона пройти на хардкоре или как там на тяжелый, да, вилледж без урона. Тим кухонным ножом убить можно на жуткой деревне, ну так покажем тогда и поверю. Я керамбитом, пистолетом его еле-еле убил, а ты мне предлагаешь вот это. Да. Мага классный, Сашка Медик, это да, это точно мага вообще. Мага, сейчас смотрите, я покажу, у нас на днях видос я смотрел у него прям на канале, говорю, вау. Мага молодец. Вот, смотрите, я покажу. У меня вот эта игра, поскольку я, кто не в курсе, сам водитель грузового такого автомобиля, как бы у меня есть категория, есть чуть-чуть стаж. Ты же дальнобойщик. Да, у меня как бы есть стаж там далеко-далеко, да. Короче, я у него увидел игру. Здесь уазики, там грузовички, зилы, такой, я такой.
Блин. А, вот это Offroad, или как она называется? Я думал, сейчас меня как пустят. Да. Игра про вот это, да. Короче, прикол в том, ну, тут УАЗик. Есть, кроме УАЗика, вот, Матранер. Надо будет мне ее тоже как-то посмотреть, скачать или что. Я прям обалдел, ну, то есть игрушка прикол. А Мага он включает, показывает, у него все тут на стриме все показывается, да, он вообще ничего не скрывает. Человек Да? настолько такие, как транспарент, да. Вот, грузовички. Раскрепощенный. Да. Вот, грузовики, то есть там прям тягачи, он Урала, у него вот эти Ланда Гранта там какая-то. Зачем? Вот он прицеп, грузовик. Я когда вот эти грузовики увидел русский, такой, вау, вообще, он там, давай там с грузами, прям прям на дрова, вот так по грязи, Мощь. вот это вот вообще прям, Мощь. круто. Поскольку я, ну, сам проездил не 1 километр на таком, на дальнобое был тоже, да, повезло мне с этим, попробовать успел. И когда вот грузовики такие вот смотрю, прям нравится. Слушай, у Миранды спавнятся патроны, а на Мора не Мора не спавнятся. На На Мора, Мора говорит, нет. спавнятся? На Мора нет. Ой, Миранда это, кстати, еще самое. Я вот, давайте, ребята, вы тут не сильно не спойлерите, я скоро тоже туда пойду, в ту сторону. Я Ну, же- у тебя попроще все будет, потому что Я они, надеюсь. вообще там, они, считай, с перочинным ножиком, да, на босса идут. Вот, ни хилок, ни Обезбашенные, чего да? чисто с ножом. Сюда иди, вот, и пытаются. И Чё, пытаются ну, он его такой нож такой достал. Что сказал, да? Да, чисто там перед тобой стоит 7-метровая, как бы, леди трехметреска. О, да, она вообще. Она такая, слушай, дама еще, я бы тебе сказал, Ну, ты большая. чё, она нахайпала вообще, нахайпала она нормально. Крупногабаритная девушка, я бы сказал, Грудью такая. своей, так сказать, индустрию подняла компьютерную. На своих подушках безопасности, да, чтобы не безопасно, чтобы безопаснее было. Я слышал об этом такой, а что вы имеете в виду? Вот у меня на последнем стриме эти дочки ее не две, и она сама такая, опа. Я такой, вот вы о чем говорили, вот о чем речь шла. Дошелся. Резидент же. Мага. Вот оно-то чего да оно. Если бы они спавнились, я бы его уже давно убил. Да, Данька, я говорю, мы в тебя верим. И я сколько раз смотрел, все время удивляюсь, ну, то есть, именно тому, как ты проходишь вот Подписался эти на вот, Мак да, Базук, огромнейшее спасибо. играешь. Да, подпишись, да, напиши ему, что, ну, где ты увидел, Напиши ему откуда у вас комментарий. ссылочка. Напиши комментарий, и Получше за ним не заржавеет, я тебе обещаю, он тебе обязательно напишет комментарий, это точно. Как-то мы познакомились, я не помню, Чиканок познакомил нас, да, там в Дискорде или здесь уже прям на стриме мы нашлись, как-то я не помню уже. Ну, то есть у него был очень-очень маленький канал, сейчас вот у него, сколько мы, вот, 4 месяца его знаем, да, 5 месяцев. Ну, где-то да. У него сейчас плюс 110 подписчиков за это время, да. И человек, вот просто у него проблемка, то есть интернет не всегда есть. И вот это вот да. И он просто вот, он играет, записывает, и когда у него есть возможность, появляется интернет, заливает. То есть у него вот час назад он залил сразу 6 роликов. Он забежал к нам в чат, у него там дали интернет совсем на чуть-чуть. Я не знаю, я надеюсь, он сейчас это видит, но если не видит, может потом посмотрит хоть бы повтор, потому что, ну вот так. Ну, никто не знает. У него такое бывает. Он у меня сидел на стриме, тоже я играл в игру Драйвер, и он у меня прям, потому что он эту игру проходил там 5 раз, и он знал наизусть, как Данька Хардкорыч знает Резидентов, так он знал Драйвер. И Да, он как бы, благодаря ты туда ему едь, я сюда просто едь, он знал, дотащил. знает город, знает карту. И когда этот человек тебе что-нибудь пишет в чате, ты понимаешь, что да, он эту игру реально знает вот как свои 5 пальцев, потому что, ну, таких мало. Я Я таких, кнопку нажал. Супер, Базук, супер. да, я своих знал, то есть таких людей в свое время, когда мы играли в GTA 4, мы знали то, что там карту города, определенные места, там где-то что-то, да. И прошло время, я таких видел людей, которые знали на GTA 5. Это прям вообще, там та карта-то тоже не маленькая, на момент задумайтесь, да. Согласен. И вот игра Драйвер, я изначально тоже начал играть, и думаю, да что там играть, что там такого может быть? Что там такого может быть, и я так думал раньше. У меня уже
На секундочку, 20 стримов про ней пролетело, или 21. Да. Ну, По пока... сколько? И каждый часа по 2, по 3. Да, по крайней Минимум. мере, после 19 стрима, там, мне кажется, был как раз-таки по прохождению последний. Но у меня были стримы, где я прям почти что час пытался пройти одну миссию. Но потом я просто для себя я понял то, что если я с третьего раза эту миссию не прохожу, я просто берусь за другую, менее легкую, прохожу. В следующий раз я прихожу со свежим головой, со свежим мозгом, с новыми силами и прохожу ее прям с первого раза. То есть перезагрузка проходит в голове, пару дней у меня отпуск от этой игрушки, и потом, в принципе, все летит как по маслу. И вот у меня вот так последние 2-3 стрима было, я прям заходил, миссии мелкие, прям бам-бам-бам. Я такой, прям как пошла как семечки. А если я чувствую, что не идет, и ты просто начинаешь в этом что-то сомневаться, в себе какие-то силы теряешь, такой, зачем? Надо остановиться, просто поставить это все на кнопку пауза, придешь в следующий раз, включаешь стрим и полетели заново, да? И как бы такая Так точно. перезагрузочка для организма. И проходит 2 дня, я потом стартую игру и совсем смотрю с другого угла, как бы, да, другое искажение вижу и прохожу игрушку почти что, ну, ту или иную миссию прохожу, там, опять же, с первого, со второго раза, и уже намного проще это все воспринимаю. То есть, когда уже ты после 2,5 часов под стрессом, вот такой весь уже впечатлялся, и уже потом у тебя мозг начинает потихоньку отключаться, он уже все как-то не хочет воспринимать какую-то вот эту вот в игре реальность игры. И у тебя потом начинают выходить ошибки, и все, ты тупо ты можешь ее 5 раз стартовать и не пройдешь. И просто Ну думаю, да. ну все, ставишь просто на паузу, должен организм перезагрузиться. Это то же самое, когда вот ты 15 часов на ногах там где-то отковылял, прям сильно тяжелая работа была, у тебя все, батарейка в организме села, нужно тебе отдохнуть. Поспал там часов 6-7, организм опять батарейку твою зарядил, покушал, позавтракал со свежей головой, и у тебя потом прям все, у тебя минуты, потом у тебя за 2-3 минуты, первые 2-3 часа после сна, у тебя прям активная работа головного мозга, и ты решаешь все проблемы налегке, которые не мог решить до этого вечером. Это факт. Согласен с тобой, это точно. А вот Тим Кэнди пишет. У Барин! меня был челлендж по деревне, хард. Пистолет, дробаш, снайпер без прокачки. И на каждую главу определенное количество аптечек. Закончил Ого! аптечки, переиграл главу. Вот это... Привет, драйвер, как дела? Чат, привет. Барин, Барин! чувак. Барин! Смотри, барин, слушай внимательно. Антоха, здорово! Барин, здравствуй, как делишки? Рад, что забежал. Александр здесь. Он Это все. было. Чувак! Он тебе пишет, Это было. чувак, теперь я Это было. Антоха, здорово. Слушай, говорит, внимательно. Я так внимательно начал слушать. Ты такой, Антоха, здорово. Это что у вас там за игры такие? Ну прекратите. Нет, просто я последний раз его назвал неправильно по имени. Я перепутал чуть. Да Я тебе ладно. говорю, то, что я Ты исправил? за 2 месяца сколько людей запомнил имена, ники, да, и здесь я чуть-чуть ошибочку сделал, но теперь я запомнил. У нас О, Веном Антоха и Барин Антоха. да ладно, 2 Антохи, да? 2 Антохи. Антошка, Антошка. Нет, 3, еще плюмчик. Точно. Ну тут, блин, того еще в последнее время так Что у вас редко. развелось, да? Того привык уже Плюмчиком называть. Его как-то прямо, если скажешь Антоха, такой, да ладно, что, серьезно, что ли? А что, так можно было? Так, Тим, я думаю о зрителях. Смотреть на 12 часов маразм, как я убиваю Мора. А я его, ну извините, 12 часов это издевательство над зрителями. Да, Правильно. Данька, вот, Издевайся над Данька, зрителем. здесь я с тобой даже согласен. В таких ситуациях я бы сделал просто, как вот делает Юля Hot Games, или как ты сам раньше делал, когда ты делал летсплей, проиграл, допустим, ты можешь в пользу монтажа, допустим, где-то вырезать, если ты там 5 раз пытался и вот это все вырезал, то есть сразу раз, ну, где там со второго или с третьего раза его убил, вот покороче чуть-чуть Да. видос, и это будет Дальше. приятнее смотреть для глаза, можно будет повтор. А если у тебя будет стрим 12 часов, вряд ли кто-то будет зайдет и будет второй раз смотреть, как ты вот занимаешься, как ты говорил последний раз, мазохизмом. И я в этом, конечно, тоже, ну, как-то согласен. Нет, ну если он действительно будет убивать босса 12 часов, я буду смотреть на это. Да, ну, блин, тогда слушай, тогда мы тут Прикинь, включим он прямую босса будет убивать 12 часов. Это как стрим назад. 12 часов убиваю босса. Да, А потом еще кто-то да. стрим будет говорить, я буду 12 часов смотреть.
Да. этого, как он убивает 12 Я часов даже босса. включу трансляцию, будем транслировать на нескольких каналах, типа, нам нужно интересно, делайте ставки, друзья, развязочка Да, вот интересна. сможешь действительно, 12 часов, ну, а прикинь, он за 10 справится, и все. Сейчас как раз, кстати, YouTube притормозили YouTube границу стрима до 12 часов, чтобы оно у тебя оставалось на канале, да. Так что, Да? да, так что, чтобы ты знал, тебе на Чего? следующий раз, у меня была уже об этом идейка такая, ну, кто не знает, может, Тихо. скоро что-то тихо. Да, мы сделаем это. Мы это Обязательно. сделаем, мы все это пробуем, у нас все таких, как сказать, в тестовых иногда проходит, потому что ты не можешь по словам кого-то сказать, что это не работает, пока ты сам не попробуешь. Некоторые вещи надо пробовать, надо действовать. Действуйте, только ваши решения, ваши действия приведут к какому-то результату. Секундочку. Так, Да, у босса здоровье на 12 часов. Это как понять? Не, серьезно, у босса здоровье на 12 часов? Не, ну это без шуток, что ли? Это вот прям вот, новый способ казино. Убьет босса или босс убьет. Надо делать ставочки, правда. Ну а что? Почему нет? Олег в инвиз ушел. Не, ну мне кажется, 12 часов, Блин, 12 часов босса убивать одного. Нет, здесь, конечно, мне кажется, кукушка-то поедет немножко. Кукнет разок. Такие вот капком бобо в башке. Я всегда страдал на море, и сейчас не исключение. Блин, тебе бы как бы его перешагнуть, обойти, я вот не знаю. Ну просто стрим. Нет, я хотел описать его сложность. Всё. А то я думал, здоровье реально на 12 часов. Ну а у тебя что там по потрошкам хардкор-стримера? Тим, в нашем случае убьет босс. И так раз 100 наперед. То есть боссы на 30 часов в Final Fantasy. Но есть боссы на 30 часов Final Fantasy. Драйвер, ссылочку на твой канал в диске. Замечательно. Спасибо огромное, барин. Просто лучший. Лучший. Спасибо большое. Боссы на 30 часов в Final Fantasy есть, да, босс какой-то, наверное, такой. ФФ не играл, не мое. Мне нравится 9-я часть и вот эта 3-я. Вы видели, да, у меня на канале есть такое. Вот, ну, мне нравится там именно история, повествование, но меня всегда отталкивает и пугает именно ее длина. То есть ты понимаешь, что ты, блин, ну чё это как? Вот как у тебя сейчас хардкор стрим, 12 часов босса убивать. Ну и вот что-то у меня то же самое с финалками. Как бы, понимаю, что не менее 20 часов в нее надо поиграть, и ты такой, блин. Да не играй там босса на 30 часов. Нормально. Нет, нормально. Вот тоже, вот знаешь, как бы, блин, такое двухсмысленное понимание, что вроде как и жизнь идет, да, и 30 часов в игру играть. Но ничего, скоро во что-нибудь с вами сыграем. Тим Кэнди, у тебя какие, барин? Ну, рассказывайте, ребят, у кого есть каналы, какие у вас планы, какие у вас в будущем, вот, в дальнейшем игры будут на канале, и вообще, куда двигаетесь? Помню, сколько я проходил Секиру, тот еще трешняк. Секирочка, давно что-то я не видел ни у кого. У Тимыча как раз-таки я, по-моему, и видел. Да, Тимыч как раз-таки Секиру-то, по-моему. Да, по-моему, Секиру он играет. Там же просто несколько игр про японский сеттинг, про китайский выходило, что про японский, что прям, и они там друг на друга похожи, как две капли воды. Поэтому можно затеряться. Ну, а тем не менее, мага на экране у нас прет, загрузился досками, брусом и куда-то прямо топит, топит, топит. У меня Тошима, с удовольствием скажу, у меня Тошима. Вот, да. Ну, Ghost of Tsushima и вот Sekiro, они как-то прям вот две игры, которые для меня, они как-то слились в какую-то одну игру непонятную, вот, и прям вот кажется, что хочется говорить про Секиру, говоришь про Тушиму, говоришь Тушиму, подразумеваешь Секиру, и вот немножко... Да, очень красивая игра Тушима. Ну, Секира тоже от нее не отстает, но Секира это Dark Souls, да, в стиле японщины, а Тушиму это вроде как такой боевичок.
Тушимы Сан Андреас сюжетки хочу пройти, а потом Mortal Shell хочу пройти. Хорошо, кстати, Mortal Shell какая-то игруха, где там, по-моему, от третьего лица стрельба какая-то. А, нет, не стрельба. Тоже персонажем ходишь, Dark Souls. Да-да-да-да. Все понял. Все понял. Ну, хардкор-стример, ну, я не знаю, я тебе советую, ну, пройти на ветеране просто. Просто пройти на ветеране, но тогда действительно либо no damage, либо прям вот какой-то спидраныч. Либо прям какой-то спидран записать, чтобы... Просто люди берут меч, бегут на толпу, и надо, если есть магия или стрелы, их сначала использовать. А бить голыми руками босса 12 часов. Да, такое себе, согласен. Берут меч и бегут на толпу. Да. Mortal Shell блевотище не нравится. Да, но пейзажи в обоих играх хороши, что в Тушиме, что в Секиро. Вот-вот, да, кстати, пацаны, значит, вот этого, конечно. Вот они для меня вот как-то вот этим сеттингом. Бить босса, ну, такой себе. 12 часов а вообще, ну да, здесь барин, конечно. Я с тобой согласен, что 12 часов, конечно, это кринжатина какая-то вообще жесткая. Жесткая кринжатина прям. Страшно, страшно. Действительно страшно за психику хардкорыча. Это, конечно, ужасно. Так, смотрите, у маги там вообще уже отвалился практически этот груз. Он как-то его держит уже, непонятно на чем там, на тросу на каком-то прицепилась. Ох, 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 ох. Ужас. Барин, а у тебя кольцо, да? Вот это вот. Elden Ring, ты у нас колечник. Тебе, кстати, барин, что по поводу кольца скажешь? Как тебе эта игра? Прицеп отваливается. Да, да, вообще там. Ну, смотри, по-моему, довез. По-моему, довез. Раз. Чё-то ой, не, так его груженым, чувствую, не надеть на себя. А, нет, смотри, что там получается как-то. Жик-жик-жик. Да, интересная игруха, правда, вот, ну, красивая такая, да, мощная. Если вам секира легкая, снимите броню и пройдите игру, не получая урона. Нифига себе. Вот это хороший челлендж, кстати. Без брони, не получая урона на секира. Прикол в том, что у меня в Тушиме лошадь зовут Нобу. А я на автопилоте ее Маруси называю. Да, кстати, на последнем стриме ты ее так и назвал, Марусь. Помню, припоминаю. Хорош, хорош. Да, норм, на лайте можно поиграть. На лайте можно поиграть. То есть ты хочешь сказать, колечко это такое, да, себе? Ничем не выделяющийся соус. Мгм. Понятненько. Смотри, зацепил вроде как. А тросом. Не, ну тросом это не то. А он все-таки на тросе ее буксирует. О, вот здесь бросай, вот здесь бросай. Эй, бросай, бросай, ну вот же. Ну че, ну бросай, все. Ну куда ты его? Остановите магу. Напишите ему в комментариях, что куда же тебя понесло-то, а? Прицеп надо ставить в зону. Все будет нормально. И, ну, ехай, ехай. Он же его, ну, таранит, да? Ох, ох. Мгм. Значит, завёз куда-то. Ну, сложнее, чем секира в плане, что некоторые мобы сильнее, чем боссы. А это разве не ломает игру, что мобы сильнее, чем боссы? Какой, какой в этом прикол? Странность какая-то. Ну, я видел чувак, который просто какой-то
человека-краб с 2 мечами. То есть моменты есть такие, что где костер, прилетают мобы к тебе, могут зайти, где твой костерчик, да? Вот, они тебя могут изживать. Но это странно. Должна же быть безопасная зона. А они все равно там мочат тебя возле костра. Ну, есть всякие там недоработки, конечно. Я вот видел в этом кольце, как ребята играют. Такой, блин, ну, ребят, ну это несерьезно. Вы же ее оппозиционируете как игру игр. Так, а где наш друг Олег? Где-то ушел. Ушел просто. Но мы пока посмотрим на грузовые перевозочки. А так подрался, он сбил спину. Ну, это вот стелсыч какой-то непонятный. Ну, к чему он вообще? К чему? Это, конечно, по стелсу били. Потому что там враги по сюжету тебе говорят, иди туда, все, ну, иди по сюжету, идешь по сюжету, а уровень твой вообще. А ковырять мобайл 30 минут, ну, такой себе. Ну, Я нет, здесь. ну, это, конечно, ужасно. Да Извиняюсь. ладно, Извиняюсь за да пару ладно. секунд, что тут у вас покинуть Покушал? пришлось. Да никакой покушал, нет, тут маленькая техническая проблемка. Все хорошо. Разберусь Ладно. сейчас. Сейчас здесь добьем, разберемся. Что пропустил, что-нибудь интересное. Чатик сложнее. О, вы... Мы общаемся. Ну, я вижу, я понял уже про что. Секиру уже вижу, ну, понятно. Да, там Убийство. Кунсус, Тоджима, Секира. Угу. Там всякое разное. Ребята, вон кто Барин в кольцо играет. Хардкор еще не знает, как ему лучше пройти. Кого Не надо, именно? все босс, конечно, это кошмар. Да, ну, блин, у каждого свой путь. Кто-то на легкое берет, кто-то на середине, у кого-то на хардкор прям самая жуть, и потом мучаются. Вы где сидите? Я в апреле в Германии. Дедмонд. Вы где сидите? Он думал, может быть, в игре мы вот у этого сидим, у У Маги. У маги сидим. А это у Маги. Маги, видишь, 150 подписчиков уже. Вот, добавился. Спасибо, Да. кто подписался. Базука вроде бы был. О, Мага Да, минуту назад еще один ролик залил. Вот дает. Да ладно. Сейчас Прям ему- Сливайкин сегодня. О, Мерседес. Вот Мага любит Мерседес, конечно, да. Но мы тебе напишем, мы у тебя на стриме. Я ему прям коммент напишу, он сразу видит. Да. Мы Надо. у тебя. Ну. Брэдфорд вот и стримит Assassin's Creed. Серега тоже. Круто, сейчас зайдем. Мгм. Тоже нормально. Но у него вот Иваныч, как нет, я всегда, про... по Вы где сталкеру. сидите? Нет, я про диск. Диск, что ты имеешь в виду? Мы созвонились в Дискорде. У А, нас созвон. У нас секретная линия. хочешь с нами пообщаться, Антон? Хочешь с нами пообщаться? Хочешь? Звони, соединяйся. Позвони мне. А я не знаю, можно будет так сделать втроем? Нет, только это 1 на 1. Только когда, если ты в группе, да, делаешь голосовое, тогда можно. Вот так вот. Потому что если бы мы бы где-нибудь в голосовом были, кто-то другой бы заходил, что-то там было бы между делом, это уже было бы как бы, ну, не то. Вот она, егошняя стихия. Это человек-загадка, человек-гонщик, дрифтер и все в одном. Берет крузак, берет грузовик, берет Мерседес, ему вообще без разницы какой автомобиль. Он сделает из любого из них вот такую вот штучку, которая просто валит боком, как по-русски говоря. Смотри, причем как красиво наваливает. Он в Токио бы, где-нибудь там в Японии прям был бы королем дрифта, слушай, смотри. То есть там не какие-то там чуваки там делают колеса, там развал ставят под угол, там какие-то тапки широкие, какие-то там турбины ставят. Вага просто берет тачку, тонирует стекла и валит боком. Вообще, Шикарно. смотри, у него Мерседес прямо. Я на этот Мерседес смотрю, прям вот что делает, вообще молодец. Нет, смотри, тут можно добавить действительно человека в разговор в наш. Да, вон там вот человечек с плюсиком добавить человека в беседу.
если что. Держу в курсе. Так, можешь просто добавить меня. Сейчас подожди-ка. Да, вот тут пишет барин нам. В принципе, да, он прав. Барин, если ты не хочешь с нами пообщаться, так здесь прям здесь, прям со всеми, Да. прям вот так вот. Ага. Так, берем галочку, ставим. Тогда получается группен чат у нас получается. Ого. Скажите здравствуйте. Барин. Всем привет. Вот. Всё, сразу застеснялся. Сразу прямая трансляция. Он прям не ожидал в воскресенье с утра пораньше, а тут еще и стрим, еще и прям трансляция, еще и прямая. Как делишки? Нормально. Нормально. Уже выходные подходят к концу. Работаем. Да, работа, да, надо. Программу запустил, она пашет, ничего больше не могу делать. Что за программа? Ну, по аналитике. Все, понял. По работе, я имею в виду, не с играми связано, а именно по работе Да. программа. Человек уже работает вовсю. Да, вы видите, вот некоторым надо пинка давать под пятую точку, чтобы они прям с дома вышли прям на свежий воздух. А кто-то вот Да. кто-то работает прям на выходных, прям. Видишь как? У меня нет выходных, нет отпусков. Да. Даже если я куда-то уезжаю, я беру планшет. Помянем. Это вообще, слушай, ну это получается, Что как ж бы, за инициатива нет, понимаешь, такая? мозг тогда у тебя все время загружен, да, он даже как бы для мозга нет разгрузки, то есть надо разгружать иногда мозг, иначе вот эта активность, когда-нибудь перегоришь, и потом будет только хуже. Такая вот штучка Я есть. стараюсь не сильно напрягать его. Да, вот, если там, допустим, 2 дня мозг напрягаешь, 1 день расслабляешь, тогда как бы как зарядка получается, там, упал, отжался, тогда нормально. А если вот как некоторые, вот, допустим, что-то там 3 недели пытаются, и у них потом все кипит, они начинают психовать без всяких выходных, и это приводит просто к тотальному сбою всей системы, и потом ты не можешь. Я вот, кто заметил, большого видоса у меня почему долго не было, и я вот последние дни пытался и стримы не запускать, но не только что там творится в мире, а именно то, что я еще пробовал с ноября вот сейчас до февраля я дотянул, получилось у меня вот сколько, раз, два, три, четыре, там, да, скажем, грубо 4 месяца, грубо если взять, почти что без остановки какой-то контент выходил на канал. Я посмотрел всю эту статистику, все это проверили, мы посмотрели, обсудили, обдумали. Ну и, в принципе, понимая теперь хотя бы куда двигаться, что новые пришли подписчики, и после Нового года, можно сказать, что чуть не с декабря месяца до именно сейчас стало почти что в 2 раза больше. Всем, конечно, вам огромное спасибо. Сам не понимаю, как так получается иногда, но как-то получается. Но дело в том, что в определенный момент от того, что... делайте репосты. Драйверу нужно еще 4 подписчика до 420. Да ладно. ладно. Сделай репост. Я не знаю. Уже 16, что ли? Да. Epic Game 84. Hi, bro. Hi, bro. We Hello. get. А вот Team Candy, хочется сказать, дружище, вот сейчас я вот сижу, да, как бы там вот с ногой у меня операция, у меня сейчас открыто окошко, а тут так дует свежим ветерочком, прям, вот, знаешь, Свежий так воздух. свежим воздухом, да, и птички там так поют прекрасно, и солнышко у меня светит, что мне так хочется безумно выйти на улицу, но я знаю, что там опасно пока для меня, вот, Да. и мне приходится немножечко пока сидеть в небольшом заточении, а на улицу выйти, конечно, хочется. А опасно, потому что сейчас вот днем плюс, вечером минус, и поэтому скользко. Вот, а мне сейчас нельзя никак не подсказываться, ничего вот это в этом плане. Так. Вот, поэтому я вот могу наслаждаться пока только вот открытым окошком и пением птиц, да, и вот видом из окна. Но если тебе позволяет, как бы, Тима считает, что лучше выйди и Да, пробежись, Тим... как говорится, на свежем воздухе, все лучше, все лучше. У меня сейчас дилемма небольшая. Покупать эспандер на 60 килограмм или на 55 оставаться. Хватит Нет, 55. лучше прокачиваться. Нет, смотри, лучше просто... вот хороший вопрос, то есть... я вот занимался именно такой, да, студией, вот этим спортом начал заниматься пару лет. Потом пришла пандемия, и много умных людей увидел, которые сказали, ну, одну простую главную вещь, типа, зачем
вот это вот, по-русски говоря, жопу рвать. То есть от того, что ты там будешь себе, ты просто себе растягиваешь мышцы, а как таковое от этого плюсов никаких. Ты лучше просто возьми, ну, меньше веса, но сделай это 5 раз, 10 раз больше одно и то же движение, да? Вот такие вот физические такие легенькие нагрузки. Потому что некоторые приходят такие, я могу штангу поднимать, там, да, 50 килограмм, там, 80, там, 140. Они себе потом ломают позвонки спины, там, и всякие остальные вещи. И это приводит только к больничным, и Ужас. их полностью выбивает из Не, строя. ну я же не сразу не беру там. Все понятно. Нет, понимаешь, они тоже сразу не берут потихоньку, но потом какой-то момент это до того затягивает. Есть такой народ там, да, и попер. У них, как говорят в народе, качки. У нас там товарищи, вот самые, чем моложе, тем глупее. Они приходят, там, 19 лет, 100 килограмм штангу. Такой раз, я говорю, блин, когда тебе 30 лет будет, он не сможет даже нормально физически дома гвоздь забить, потому что он сейчас все угробит. И это, Да, это много кто не понимает. Лучше ты оставайся на 50 килограмм, да, да. своих, но зато они у тебя будут стабильно, и ты будешь в форме себя чувствовать. Ну, как бы по-русски сказать, не надо рвать жопу, да, и будет все Да. хорошо. И ты будешь потом еще и в 50 и в 60 лет физически активный человек, здоровый. А которые вот эти вот я видел, которые вот приходят прям там, белок там, прям давай, все, 120 килограмм, 140. И в конце концов, это красиво все на 2-3 дня, они себе рвут мышцы, они там вот этими буграми все Ага. обрастают. У меня такой один знакомый был, а потом получается просто вот тупо переезд квартиры, там какую-то мебель перетащить, он диван даже поднять не может, потому что руки все такое накачано, вроде надутые, а как таковой физической силы-то у него нет. Да. И это Вот как это бы, да. и это мало кто понимает. И если у тебя есть 55 килограмм уже сейчас, как бы, ну это нормально. Просто я вот, допустим, тоже вот у меня были гантельки 15 килограмм до 20, и потом я себя в один прекрасный момент смотрю, люди, которые выглядят хорошо, спортивно, чувствуют себя отлично, ничего себе не сломали, занимаются спортом. У них гантельки по 2, по 3, по 4 килограмма. Я взял 2 по 4 килограмма. Сейчас они для меня очень легкие, конечно, но зато как раз ты ими и разогреваешься, ты себе ничего не рвешь, не надрываешь. Я их взял, раз, подвигался, все, твой организм начал работать, кровообращение, отлично, да, а они сразу 2 по 15, все, я такой Геркулес, а потом через 5 лет загнешься, как старый пень. Это, Нет, это, так нельзя. это, конечно, это мало кто понимает, но это как раз-таки работает совсем в другую сторону. Вот. Конечно. Это, Сначала разогреться нужно, это совсем в быстро другую сторону. так Да, у нас таких, у меня подготовиться. даже Сначала заряд Это наука зарядка. целая. Да, это наука целая. Но, Просто взял, ты, блядь, это мы тебе что такие умные взял, стали за 30. поднял несколько раз и домой пошел. Все, Да. я сел. Нет, А вот, это наука целая, там работать надо, это работа над собой, как минимум. да. Я А вот, знаю, что такое ломать пальцы. Я на тренировке. Я знаю, что такое рвать мышцы. да. В том-то весь и прикол. То, что большинство молодежи, они не понимают, как они себя губят в этом начале. Они такие думают, ну сейчас вот руки накачал, такой, все, я Геркулес такой, прям надулся. Но на самом деле это приводит к тому, что ты вот этими сильными нагрузками, у тебя очень большой расход вот этих позвонков, костей, вот этих всяких суставов. Ты можешь это все угробить сейчас, пока тебе 18-19 сразу это незаметно, но после 30 там, да, у некоторых уже и раньше начинается вот это все. Подожди, я после 30 сейчас, ой, спина. Сейчас такой Где встал, мой такой раз, собачий такой пояс? заскрипел, как старый сервант. Такой. Заскрипел. Слышно было, да? Ну да, у микрофон-то хороший, но действительность есть, как бы, да. Даже шумоподавление в ОБС не помогает. Слышно, Ой. как чеканок скрипит. Ну, по Ой. крайней мере, ты, когда начинаешь двигаться, мы чувствуем, что ты живой, есть сила, есть, как бы, есть еще порох в пороховнице, как бы говорят, да. Отлично. Это хорошо. Это хорошо. Самый живучий из живых. Да, так вот и надо. тараканы даже убежали. Куда? Никто не знает, Вот, куда. А вот, я не да, убежал. вот много людей спрашивали, почему он супер, стоит у него ник Стар Супер, почему он супер? Потому что он супер. Вот посмотрите, что он занимается, заходите на канал, ссылочки в описании, и посмотрите, почему он супер. И это тоже такой вот уникальный такой мультиталант, который тоже вот хотел все бросить, взял драйвер, его подопнул. Теперь я чувствую, мне еще надо будет Team Candy Games надо будет подопнуть сегодня. Надо. Это он чуть Обязательно. мало шевелится. Надо. Просто меня тоже, я вот, когда начинал, там пару раз такой думаю, блин,
Вот у нас были даже с Ильей уже не один раз разговоры на эту тему, и как бы чем я сейчас занимаюсь, это все вот такое вот на моей добровольной основе, потому что оно мне нравится. Это жена сказала, если это тебе нравится, там время быстрее пролетает, ты кайфуешь, делай. Но как бы другие думают все такое, вот, ты же за это все ничего не получаешь. Так в том-то вся и фишка, да, если ты будешь сконцентрирован именно на финансовой части, ты будешь вот этим, вот у тебя будет вот это Не, ну стоять в если первой цели, делать... это все равно будет, ничего у тебя не получится. Большинство как раз таки, которые стали миллионерами, они об этом никогда не задумывались, и потом у них когда-нибудь стрельнуло и получилось, да? Вот так это работает в моих глазах. Главное идти к Да-да, своей цели. вот именно что Вот именно, о, май, какая красивая, Брэдфорд. делаешь для себя, потом херак в какой-то момент стреляет или что-то случается. Да, ну вот так у меня почти много где было. Давайте мы сейчас прям с Серегой Брэдфорду зайдем. Я сейчас ссылочку вам заброшу. У него прикольные донатики иногда работают, но я говорю, я сейчас донейшн у меня не хочет пару дней. Обидно, досадно, но ладно. Но мы просто вот сейчас вот кто еще присутствует у меня на трансляции, не потрудитесь, там, забегите, человеку просто будет приятно, напишите, чтобы мы в гости не забежали. Пушка очень классная, я сам такой любитель вот этого Ассасина. У меня есть несколько игр, и я думаю, скоро, очень скоро я все-таки буду в нее играть именно на плойке, то есть трансляция, и будет интересно. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Сидит вот так спокойненько играет, а потом мы приходим, таки начинаем писать, и сразу человеку приятно. Это же хорошо. Почему бы нам Илья, он когда заходил, помню, после пару недель его не было, он зашел, Я не понимаю, мы ему перестали, ему там за час ему донатов набросали втроем. Ему тоже было приятно, круто, то есть совсем сразу поднимается настроение и все это самое. Есть, конечно, какой-то в этом стимул, когда я сам первый раз получал донаты, такой, блин, вы что, ребят, серьезно? То есть я занимался тем, что я их отправлял, а тут начали мне приходить, ну, как бы, Чеканок, здорово, не добро ожидал. пожаловать на стрим. Лайкоса драйвера. Драйверу тоже привет. Я увидел, что у него стрим, но я тогда уже запускался, поэтому не смог забежать. Так, пишем ему. Ну, привет вам обоим. И зрителям драйвера тоже привет. Ты у меня на стриме. Слышал? Он привет вам передал, пацаны. Да-да, всем привет. Медведь с пивом, да ладно, вот он. Здесь. Самый настоящий медведь на просторах Ютуба. Еще и прям такой сибирячок, прям вообще. Можно сказать, с моей родины, как бы, да, вообще. Тоже очень такой отличный человек, так пообщаться, я имею в виду, вот такой, как ютубер, очень приятно. Илюх, привет еще раз. Вот он, Тайгер здесь, Тайгер Стримс. Ты у меня на стриме. Да, я так и понял. А ты чё? Подписался, лайк поставил. Барин, а ты не знал, да, вот Брэдфорд? Нет. Нет? Нет, Вот не знал. так. Ну вот, Во. отличный тоже Хороший мальчик. парень, коллега, то есть всегда зайдет. Ну, он ко мне как-то заходил, тоже как время есть, потому что он тоже много сейчас уделял времени стриму, так же как и Тайгер. Но Тайгер он делал еще летсплей, писал, а этот прям играет в основном на стриме. Общительный тоже молодой человек. Лайк поставил. Привет, барин, добро пожаловать на стрим. Я и в Инстаграме его как-то смотрел, у него инстай тоже есть, да? Прикольно. Наслаждайся Он просмотром. как раз таки через Илью Blog Games как раз мы и познакомились, да, все. Вот с Резидентом познакомился, с ним. Такая компашка такая, да, и вот мы играли как раз таки и Амонка, они вместе играли, они коопы частенько делают, да. Молодцы, ребят, то есть нормально. Такая взаимочка всегда будет, почему бы и нет. Я вот так поменьше сделаю. Очень много работы, стримы. Да, да у тебя, ну, работа, я еще удивляюсь, ты много работаешь, а потом я смотрю, ты зашел, когда с Ванькой, когда вы еще вместе кооп, когда делаете, это же надолго сразу, да? Да. Это же сразу там 5-6 часов в жизни прям, фух! Нет, это минимум 9 часов. А какие 5-6? 5-6 это... Илья, слышал? Это Да, минимум. это в детский сад. Это к нам 5-6 часов максимум. Да, это мне там детишкам памперсы поменять, там, да? Кушать сварить там. Да. Блин, покушать сварить, надо себе суп сварить. Мы в алхимии делали. У нас много работы. Часов. Обалдеть. 6 раз стрим перезапускал. А что такое? Ну, по 2-3 часа.
Ну да. Ну правильно, правильно. Раз 3 часа прошло, он перезапустил, ну, типа Так-то я имею в виду, ну, не как Ваня, у него Ваня включил, у него просто идет он такой, идет, встал, ушел, пришел, там раз, опять. Нормально, правильно, иди чё. У Вани свой подход, я говорю, он туда зашел, говорит, смотри, говорит, я, говорит, 11 часов стрима зашел, у него реально там было почти 12 стрим часов, да. Может. Нет, я стримил по 12 часов, мы тогда в Арк играли. Да. Что-то народу не нравится по 12 часов. Да гонять этот народ надо, не нравится. Просто такой не народ, нравится. конечно, да. Кто это будет пересматривать, как бы это другой вопрос. Я просто смотрел старые видосы, как-то вот мы когда Илье рассказывал про эту всю тему, длинные стримы, мы это смотрели, я то смотрел, анализировал сам этот весь бардак. То есть есть старые стримы, старые записи, там реально по 23 часа у людей стрима, по 20. Но поскольку у нас вот наш друг, которым вот Илья познакомил, Крейч, сделал 21,5 час, и он не остался. И как раз таки в это время YouTube меняли правила, и сейчас потолок 12 часов твоего стрима, да? Плачу. Бедный Крейч. Он Да. так и не смог, кстати. Нет, Он ну, так. ну слушай, я поначалу такой думал, слушай, ты чего ты тут, да? Короче, вот у меня был неделю назад 7 часов стрим. И Так. да, это просто было, знаешь, круто тем, вот эти 7 часов пролетели прям до того круто, ну, то есть они пролетели быстро, они пролетели по кайфу, я как бы не заметил вот этого границы времени. Ну нет, ну когда так вообще сидишь, тут прям вообще... Там такая партия пошла прям, Вау. да, понимаешь, она пролетела вот это все, и не было вот этого чувства, что, блин, я сижу 7 часов, типа, надо завязывать. И наоборот, Ай, колени. понимаешь, то есть, да, то есть я бы мог еще просидеть, скажем, еще час-два. То есть я бы вполне реально могу себе представить, я в следующий раз такой Аманг запустил бы часиков на 10. Спокойно, вообще. Понимаешь? Такими вот. 2 минуты перерыв сходил, да, по-маленькому сходил, там, допустим, чаек себе маленький сварил, пришел назад. Маленький чаек сходил, по-моему, всё. Маленькую такую пол-литровую кружку чая с яблочком, там, да, такой сел. Нет, прикольная коуповская игрушка. Вот я так, ну там еще, я думал, все время там только одна карта. Оказалось, если внедриться в это все, то там можно засесть, будь здоров. И до свидания, да. То есть там, если вот эту карту берешь, где снег идет и все дела. И времени за него, вот у нас получился стрим, у меня перевалило, у меня был самый максимальный. То есть первые парни, они там на 3-4 часа они стримы поостанавливали. Медведь с пивом и я, мы держались до последнего, да. И у меня, блин, стрим вышел в 7:14. Я такой, чего? Ну, то есть это был пока что еще максимум, но я думаю, я в очень скором времени потолок подниму насчет этого. Ну, охота, мне просто интересно попробовать, и я в этом плане, я Крейча понимаю, он говорил мне, он просто сел отдохнуть, и он уснул сидя. Я его понимаю, потому что это все-таки непросто, и когда смотришь стримы Вани по 12-13 часов, думаешь, да ладно. Но я этой усидчивости долго учился, когда пошел работать дальнобойщиком, потому что тебе надо за рулем грузовика, надо 4,5 часа тоже сидеть. И, как бы, если ты едешь на дальняк по автобану, и если пробок нету, то есть ты все время шпаришь, там 90-88 скорость, как бы груз, у тебя ответственность, надо смотреть по зеркалам, вперед, везде все наблюдать, и чтобы ничего не случилось. Потому что, ну, и тормозной путь другой с грузом, и вот тяжело было мне первые недели, прям было тяжеловастенько, но потом ты в это все как бы втягиваешься, проходит месяц, и ты как бы на второй месяц ты вот сел, такой, знаешь, 4 часа прям проехал, такой выходишь такой, так, ну чё, поехали дальше, знаешь, ты 5 минут, я прям зарядку, у нас даже учили, да, я потом выходил, бывало, на парковке выйду, я, бывает, проезжал 3 часа, мне можно было паузу делить. Выходил, зарядочку сделал такую, да, такую гимнастическую, такую легенькую. Раз, все, Обязательно. костями потрещал и полетели. Единственное, что вот когда ты ночью больше двигаешься, ты можешь как бы, ну, приходит такое чувство усталости, ты начинаешь кивать, и вот этот секундный сон может прийти, и это может все закончиться очень быстро и Это страшно. вообще раз глазами моргнул, а там уже все. Таких товарищей было очень много, и это очень прискорбно. Но Нет, страшно. это очень страшно, и от этого, как бы, знаешь, ну, никто не застрахован. Ну, то есть те, которые мне говорили там, да я могу, их как бы среди нас уже нет, потому что я сам, когда я первый раз
начинал кивать и такой, блин, это что со мной происходит? То есть это такое есть. И когда у нас в то время я начинал дальнобой, у нас как раз в этот год первый раз снег выпал хороший. Я прям останавливался на парковку, снег сбоку прям брал, прям холодным вот этим снегом все лицо, как умываешь, такое, знаешь, как холодная вода. У тебя снег тает на лице, вот это все. Такой раз ты вроде такой бодрячком. Проходит буквально 10-15 минут, и ты начинаешь опять кивать. Это я еще в то время еще занимался курятиной. Была форточка приоткрыта, А, то есть я еще мог дыметь. Хуже было, да, когда я бросил вот этой гадостью заниматься. Не занимайтесь ей да. вообще, это, не, это очень плохо. Я ее бросил, и тогда началась проблема. А что ж мне теперь делать за рулем, когда я буду ехать 4 часа, понимаешь? То есть поначалу было вообще дико. Я вот реально... Немечку в окошечко плевать, поплевывал, поди. Не, я Да? брал прям по-русски так газетку, кулечек сделал. В одной руке кулечек, да, Да, в в другой другой руке баранка. И сидишь, чтобы в кулечек потихоньку, да, чтобы сидел, семечки поплевывать. щелкал, но все стерильно, все аккуратненько. В салоне должно быть чисто. Ну, То есть правильно, я в конечно. салоне ставил обувь, там, Рабочее место, допустим, оно в должно салоне. быть. Это твое рабочее место, во-первых, это твой офис, это твоя квартира, да, это твой ночлег на всю неделю, да. То есть я у некоторых водителей видел салон, думаю, блин, ну, как вы там всю неделю жить в этом сарае, это просто страшно. Потому что случаи бывают разные. То есть есть и товарищи, Пиджак у ведут. которых есть товарищи, у которых салон прям белой кожей обтянутый, да, прям белый. Не черной кожей, а белой. Там прям страшно даже дышать, прям, потому что ты можешь, когда дышать, слюна упадет и останется пятно. А есть товарищи, у которых прям по полу картошка катается, но это жесть. То есть ты Ну можешь да, не то, что встречается, картошку по полу, там картошку на пол кидаешь, и она прорастает. да, подождал так месяца полтора, потом сразу урожай свежий, да. Месяца полтора, да, там водичкой, энергетиками полил, и все, и она там Энергетиками, за 2 да, она там недели. еще. Да, да, да. А потом еще она упала в остатки курятины, да, и там еще у тебя какой-то гибрид получился, там с фильтром сразу. Ну Фильтрованная, да, твоя фильтрованная картошка. картошка такая, да. Ее вроде окучиваешь, а она еще клюется. Да, да. Ну, это как бы, да, много людей, много есть, я говорю, среди людей есть и чистюли, есть и, конечно, хрюшки, ну, всяко бывает, как бы, никто от этого не застрахован, потому что у всех воспитание разное, это приводит к тому, что вот люди абсолютно разные. И да, мне сразу же такой говорю, нет, ну типа мне когда дали машину, я вот знал, что я буду неделю ровно ездить на этом автомобиле, все, это мой. Я там 2 раза в неделю прям там наводил марафет, потому что ты 11 часов своих оттарабанил, и у тебя есть там нет, 13 даже часов было, и у тебя есть 11 часов времени. То есть у меня 11 часов пауза начиная, да? Ты остановился, время закончилось, ставишь там этот свой прибор на кровать, все, у тебя от этого время отсчитывается как таймер, да? 11 часов ты должен стоять. Потом только ты имеешь право дальше ехать. И все, вот эти 11 часов там у тебя час-два там покушать, этот ноутбук открыл, сериал включил, там, допустим, Да. марафет навел, стекла, зеркала должны быть чистенькие, чтобы ты ехал на дороге, чтобы в зеркало все было видно. Это, в принципе, это все же быстро делается, да, я говорю. Минуты. Единственное, что это не каждый делает, я говорю, потом ты вот как-то вот встречался там с товарищами там на парковке, там вечерком там, может, там пиво выпить или что, ну такое, знаешь, как между водителями разговорчики, все, но она быстро начинается, завязывается, там, да, о, у тебя там машина, там, то, у тебя то есть. Быстро, слово за слово, все, разговор, то есть у тебя уже есть на следующие 3 часа собеседник минимум, а то если ты раньше не свалишь. И это все быстро работает. И посмотришь, как кто-то относится к своему автомобилю, думаешь, блин, ну то есть, если у него, знаешь, я это всегда относил так, если у него такой порядок в машине, такого порядка нету, то есть у него в теле, в душе такой же бардак, там ничего такого не собрано, да. Должен быть какой-то определенный все равно порядок. Тогда Порядок намного обязательно. проще, когда ты просыпаешься, смотришь на вещи трезво, можешь оценить ситуацию, обстановку, это намного будет проще и легче, да. Ой, блин, он играет, Серега, блин, мне эта игрушка до того знакома. Он такой, я вот что-то вот такое уже начинал играть, но бросил, но скоро опять буду. Знакомая штучка прям вообще. Уважуха. Я даже вот этот фильм смотрел прям с таким задержанным дыханием чуть-чуть. Хотя, ну, опять же, связано, может быть, с историческими какими-то там событиями, да, вещами, потому что как-то Можно. 1000 лет назад, типа, происходили такие вещи. Да, вот видишь, начинали одним играми, я теперь еще захватил чуть-чуть свою жизнь дальнобойщика. Говорю, здесь, конечно, она не такая, с дальнобойщиком России не сравнить.
Я, к сожалению, не успел попробовать дальнобойщика себя в роли по Европе. Но я думаю, если все будет нормально, Европа останется. Кто знает, может, я через 20 лет опять сяду за баранку и буду прям камеру включать и прям трансляцию вести прям с фуры. Никто же не знает. От этого же тоже никто не Ну да, застрахован, знаешь. Это тоже да. будет своего рода контент. Тогда будет драйвер прям подтвержден и 2 раза снизу подчеркнут. Но это не будем так далеко заглядывать. Просто у меня товарищи, Может, которые чуть позже меня учились, представляешь, вот так вот я по Германии ездил, он садится в фуру, да, через 2 дня мне такую фотографию скидывает, типа он там где-то в Италии, да, он фуру Мгм. поставил на парковку, пошел в море искупался такой, да, поехал, загорел там, часик полежал, потом поехал дальше, да, понимаешь? То есть он пошел на эту работу не за денег, потому что там как таковой в наше время стали тоже не так уж много платить на определенных конторах. Но тебе надо прям долго искать фирму, чтобы тебе была зарплата более или менее адекватная, что ты там живешь месяц в кабине, да. А, просто вот люди кайфуют от того, что он в дороге, и понимаешь, ты сейчас сам факт зимой, да, там, допустим, декабрь, у нас тут бывает там мороз, там снег или там просто дождь, это сырость, серая слякоть. Он садится в фуру, проезжает там 2 дня, 3 дня, и он все, пляж, Италия, солнце, песочек, да, там, конечно, там туристов ничего нет, он говорит, в этом весь и кайф, то есть другие кто-то ездит в Испанию, а там вообще зимой кайфы, да, то есть он приезжает в Испанию, Да, ставит фуру этот забойник, классный все, очень Франция. пошел, мясо поел, там, да, такой стейк заказал, мясо поел, говорит, он в водичку пошел, говорит, искупнулся, говорит, такой, ну, прям тепло, только он зимой возвращается назад со своей поездки, да, загоревший такой, как будто в солярий тут ходил, да, вообще прям красота такая. Я говорю, вот, то есть человек как бы на работе, но у него во время работы есть такие дни, часы отпуска. Просто некоторые люди, они работают год-два, некоторые работают 5 лет, чтобы один раз слетать на море. А здесь получается, вот ты просто по работе едешь, Ты едешь, просто едешь, работаешь ты или просто на море. работаешь, там такой 10 часов позже такой, так, ну что, сейчас позагораем пару часиков, потом там спагетти, там с томатным соусом, там, я не знаю, там чуть-чуть бокальчик вина и на боковую, да, потому что бокальчик красного вина и как бы все в нормалды. И вот такое вот, как бы, это распространенная ситуация, игру, вот если вот это вот мне нравится в этой Европе всей, то есть я себя не считаю, как я немец, а именно я себя считаю последние 18 лет как европеец. То есть открытая вот эта вот свобода передвижения, свобода вот дружба народов, вот свобода передвижения по Европе. Вот это весь и кайф. Ты садишься в машину, да, если бы не вот эти вот все вот эти терки с ковидами, да, то есть сел в автомобиль, и ты через 12 часов, все, я возле моря. Все, там кайфы. То есть я вот проехал 12 часов на автомобиле и загораешь, да, и вот у тебя уже все. Песок, там, Италия или Хорватия. Аж спагетти захотелось, Александр. Да, это, конечно, это все хорошо, да. И, кстати, это самое такое, можно сказать, одно из дешевых блюд в Италии, потому что это ихняя, как бы, ну, культура, ихняя еда, это там спагетти с томатным соусом, прям самое дешево и сердито. То есть съел, вроде бы, как бы, и сытно, и не так мощно, чтобы тебе прям сразу на бок валило. И вот так этим люди живут, да, говорю, вот это мне нравилось. Мы вот так вот ездили на автомобиле 5 раз, наверное, уже были на югах там, да, то есть сел в автомобиль, через 5 лет, 5, я говорю, через 12-13 часов я уже на море, да, то есть все, ты вот раз смотришь, тут море, Адрия, да, пожалуйста, тебе это самое, красота. Да, и вот, Адриатическое, да? да, Адриатическое море, пожалуйста, тебе загорай, и я говорю, вот мы вот здесь находишься в Германии, дождь, 2 недели дождь, 3 недели дождь, туда вниз, только Альпы переезжаешь, горы Альпы переезжаешь, все, Ага. абсолютно Там другая погода. солнышко. Солнышко, Солнышко. солнышко там, сразу погода такая шикарная, там смотришь на небо, все небо голубое, ни Я не одного думал пятнышка. переехать вот из Германии куда-нибудь в другую еще дальше поехать.
Прям дальше в Европу вот так. Взять семью и сказать: "Ну чё, пожили в Германии, Ну, поехали туда. были идеи, Теперь там да. поживем". Были такие мысли. Конечно, у кого таких мыслей не было. Есть, конечно, мысли. Но это потом все попозже. Я знаю миллионеров, которые за свою работу могут позволить себе отдых 3 раза в год. Да, Мгм. понимаешь, есть миллионеры. А у нас, допустим, если бы у меня не было детей, у меня была бы только жена или подруга без детей, я бы себе мог и 4 раза в год позволить. Меня задерживает вот эти вот, как сказать, несколько отпусков в год, потому что каникул больше, чем у меня отпуска на работе. Я, поскольку дети уже начали мои посещать школу, да, там начальную школу, без разницы, начальная или средняя, у них все время одинаково каникулы. Я не могу себе позволить, то есть в другое время, не как в каникулы, ехать в отпуск. Тебе не имеешь права. У нас такие случаи были вот несколько лет назад, когда день-два до каникул на аэропорту полиция забирала детей с родителями. Они хотели улететь в Турцию, и их, короче, приехали полиция. Наручники клик-клик. Ну-ка, давайте в школу назад. То есть запрещено. Есть каникулы, лети в каникулы. А, соответственно, в каникулы, и это прям очень Ну, дорого. там и пик будет, там и место камню некуда будет упасть. Да. Оно очень дорого. Вот смотри, я в сентябре, пока детям моим было до 6 лет, мы в сентябре делали отпуск. Это прям было очень дешево. То есть мне на неделю хватало с детьми, с поездкой, со всеми буквально такие 80 тысяч рублей, да, на неделю в Италии. А сейчас как бы этих денег на 2-3 дня, если хватит, уже плюс. Ну, то есть сейчас, потому что я должен делать теперь отпуск в августе, там, когда каникулы, а там сразу цена в 3-4 раза больше. То Мгм. же самое жилье, только берешь цену, умножаешь на 3 или на 4. Не в сентябре, а в августе именно. Да. Август вот такой, август, начало августа, конец июля, прям цена сразу в потолок. Ну, я вчера пробовал, вот, как сказать, пробовал уже, я уже не могу сказать пробовал. Я вчера опять делал очередной контент с моего телефона. Его Да шикарнейший, шикарнейший, записал, кажется, я его прям. вчера записал, Вот обработал. ты видел, как я сделал репост в сообществе, и что я написал? Видел, Как бы видел. вот, ну, Спасибо. потому что мне вот именно, вот знаешь, вот именно вот так я прям его прочувствовал. Мне прям вот, просто кайфанул. Ну вот в следующий раз, значит, будет тебе. Я хотел А чуть-чуть то, другое. знаешь, Я хотел оно вот что-то же это все другое игры, сделать. игры, 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 Нет. игры, 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 игры. А сейчас началась вот эта повестка дня вообще какая-то другая, да, и вот это ты Да. смотришь, Оно блин. тяжело очень стало, да. И Очень да, и такой, Оно, знаешь, я оно вчера посмотрел там нагнетает. на лайте, Нагнетает прям, да? музончик У тебя такой весь. вообще обалденный, Прям с утра просыпаешься, прогулочка. новости, телевизор тебе портит настроение. Лучше Нет, я не включаю телевизор, не нет, нет, смотреть нет. это очень Нет, нет, страшно. нет, не надо. Не дай бог кому-то такое. Просто вот Я тут, такие вещи придут скоро еще. У меня есть планы. Вчера чуть-чуть не получилось, но это все исправится. Вот сейчас мы, скорее всего, опять пойдем. Сейчас у меня мелкий самый наш товарищ проснется. У него сейчас вот тихий час, точнее 2 тихого часа. Он проснется, и мы пойдем опять такие пешком, наверное, погуляем. Только теперь уже у нас по городу. То мы вчера были в том городишке, в парке, где мы когда-то с женой начали жить совместно на квартире, и потом у нас была свадьба. Ну, это 13 километров от нашего дома, да. ну, И, супер. то есть у меня был парк чуть-чуть другой в плане. Если все будет окей, может быть, даже на неделе, я не знаю, как получится. У меня есть в планах съездить в другой парк. Мы там были несколько лет назад, только в начале пандемии. Там по-своему прикольно. Я думаю, вот тебе, вот поскольку ты такие вот прям, ну, у тебя особая реакция на вот эти вот видосы, и я говорю, для тебя уже у меня есть контент, его прям как горячие пирожки будет, только бы добраться, но сам понимаешь, мне тут времени мне дали бы лишнее, да, то есть время бы было, я бы тебе каждый день бы записывал, но пока не получается. И еще у меня есть одна такая хорошая новость, я могу заранее чуть подпрыгнуть вперед, А ну, поскольку... инсайдерская информация. Да, инсайдерская. Кто остался еще на стриме, будете уже готовы будьте к лету. То есть вы вчера видели, что я сделал с телефона. И если в этом году мы поедем в отпуск с семьей, вот такие вот отпускные зарисовки, то есть как ежедневник, у меня будет каждый день прям свежий, прям с отпуска, прям с места событий. Я не буду, буду записывать, сразу же заливать, и будете вместе со мной как бы в отпуске.
Вау. Нет, я просто говорил, что некоторые миллионеры могут себе позволить один раз в 3 года. Да, да. Ну, как бы в России миллион, что это такое сейчас в наше время, да? Нет, миллион это все для простого человека это достаточно большие деньги. Ну да, Для ну, я имею в виду, для Москвы это уже немного, а для чуть дальше от Москвы это уже Н- много. Нет, я говорю, даже и для Москвы это очень много. Да? Потому что за- заработная плата в Москве 25-30 тысяч. Обалдеть. Хотя я 25 почему-то, я вот знаю с Москвы несколько людей, и тем, типа, ну, у них подальше, чем 25, но я думал, это нормальная ставка, как бы перевожу на наши, такой, ну окей. Ну, некоторые там прибедняются, некоторые реально тоже, то есть в районе Москвы до сих пор еще у них такая мелкая зарплата, и просто удивляешься, думаешь, разве такое может быть? Я разговаривал, вот у нас, я живу в 5 километрах от Москвы. Ну, правда, у меня Подмосковье. Да, У у охранников зарплата 18 тысяч. да ладно. Да Да. не, ну, я не знаю. Это прям печаль, конечно, в наше время-то, это с такой зарплатой. Ребята работают, домой ездят раз, по-моему, что-то То есть у них как вот эта вахту они там держат, там, то есть они да, там... вахты, и там какой-то то ли 2 дня им на отдых, то ли еще сколько-то. Обалдеть. И они за 18 тысяч работают. Ну, это, конечно, да, это печально. Ну, у нас, слушай, даже... Слушайте, Да, пожалуйста, киньте донатик. да, киньте донатик. Покушать. Я Да. тут в Подмосковье, все тяжело. Мгм. Весь мир проклинает. Я тут ни при чем. Что там они еще? Не, ну цены растут, слушай, и это прям, конечно, туго, да, потому что я вот как в России в магазинах цены видел, и это тяжело в том плане, то, что если я их перевожу цены в России в магазине, даже Магнит тот же самый взять, сейчас не реклама была, просто они идентичны с нами цены, но зарплаты-то нет. То есть я даже, поскольку я получаю тоже небольшую, соответственно, зарплату, но я даже себя не могу отнести к такому более-менее среднему классу. Я в ту сторону двигаюсь, но далеко еще не средний класс, хотя он у нас вымирать стал в Европе, как и в России. И то есть все равно, поскольку мы там платим всякие страховки, налогов очень много уходит, от зарплаты остается очень мало, я себе все равно могу позволить там более-менее те или иные вещи там купить. Ну, у меня нет такого, Ну, что там... знаешь, если ты собрал себе уже современный компьютер, ну, помнишь, ты тогда рассказывал, А чё? значит, ты себе нормально можешь себе позволить, даже если ты копил несколько месяцев. Да-да, я вот, допустим, вот смотри, вот такой комп, как вот, скажем, Да, сейчас... хлеба я могу Смотри, себе позволить, если я коплю средний, такой более... Вот сейчас я себе купил компьютер такой, более-менее такой уже помощнее. Ну, опять же, в наше время кто-то сейчас будет мне сейчас кричать тут, там у тебя слабый, чем я занимаюсь, меня вполне устраивает. То есть он у меня для его работы мощный там, да, и как бы это, если в рубли перевести, в то время я его покупал, он где-то стоил 100-110 тысяч рублей. И как бы, ну, такие вещи Ну, можно за 2-3 месяца сэкономить, в принципе, если нормально себя вести. Если без видюхи, то это нормальный комп. Не, с видюхой, ты с что? видюхой. Полностью. Я На AMD? Да, AMD Ryzen 5. У меня Intel, у нас они чуть-чуть дороже. Но, понимаешь, у меня Intel был сколько лет, и чувак, типа, один сказал мне, говорит, ну ты просто попробуй, и ты заметишь разницу, то, что ты, типа, ну, кто вот эти вот, как вот эти сектанты Intel, говорят, они, говорят, только, говорят, перехваливают. Ну, то есть, если ты возьмешь Ryzen, заплатишь там пару сотен дешевле, и ты не почувствуешь разницы, потому что все равно там процессоры сейчас стоят, да, как процессоры читают там, то есть у нас там и 8-ядерные, и 6-ядерные, и там у них умножаешь вот эти герцы там 4 на это. Ой, блин, я как смотрел, у тебя дым с ушей идет от всей этой информации, да. И большинство людей, они чуть-чуть просто перегибают палку, покупают вещи, которые они сроду толком не будут пользоваться ими по полной форме, как должно бы это было Нет, быть. тут надо, когда ты вообще любое действие покупаешь или еще надо советоваться со знающими людьми, потому что Да, с профессионалами. Ну, опять же, профессионалом с точки зрения, я имею в виду с профессионалом не тот, который тебе хочет
впихнуть, впарить, а именно профессионал, чтобы он тебе объяснил который плюсы и знает. минусы, и ты выявлял с этого заводу Да, серьезно. и ты выбирал из... Да, я вот именно вот меня один человек хороший научил этому уже здесь несколько лет назад, да, чтобы я всегда делал план А, Б и С, и так же самое, если я что-то покупаю, я, то есть, в 3 местах беру инфу, в 3, и для себя, как 4 точку вот этого всего отрыва, то есть, где 4-й пункт будет, где я скажу, вот это я беру, да, то есть, я должен 3 разных места проверить, так как у нас раньше говорили, там, типа, вот в интернете дешевле. В наше время это довольно-таки спорный вопрос, как вот эти вот начались вот эти вот видюхи шли в майнинг, вот эти пошли, вот эти вот игровые карты, потому что сейчас просто последние 1,5 года на них нереально подскочили цены, ни за что, и это как бы дичь такая стала, и он такой, вот, мне сколько раз люди уже тут утверждали, что вот ты сам соберешь себе комп по запчастям, тебе дешевле будет. Нет, он вообще сейчас не дешевле, то есть сейчас стоит видюха, та же, которую я купил за деньги моего всего компьютера целиком. А так бы я купил себе видюху, потом мне надо было блок питания, потом вот это все, там материнку отдельно покупай. Да ладно, вы что, серьезно, ребята? Они тут такие все, да оно дешевле. Оно было, может, 3 года назад, когда вот парни еще делали 3 года назад. Тогда еще видюха стоила, скажем, там 250-300 евро. А сейчас даже самая лоховская стоит 800 евро, да? Это вообще жесть какая-то, да. И я вчера компьютер поставил, там купил вот тесте вот родственнику, да, вот 11-й Windows уже включил, все, у него 11-я винда стоит уже изначально. Прикольный дизайн, но я как бы в свое время мне спрашивали обновление, я отказался, и пока я считаю, так оно и будет. Я уже когда поменяю, наверное, полностью железо или что-то еще. У меня он потянет, но зачем? То есть я не вижу в этом смысла, что там чуть-чуть дизайн изменился, да, и что-то вот это вот делать, да, сейчас я не понимаю этого. Не вижу необходимости. А он как бы купил, или мы ему новый ящик купили, у него там процессор стоит клевый, но у него нет видеокарты, у него только вот с материнки, что идет видеосигнал. Так, Ему ребят, я вас хватит. немножечко перебью. Да. Чеканок еще не настолько силен, как бы вам этого хотелось. Да. Да. Нет, это Я хорошо. пойду покушаю. Вот. Стрим оставлю на фоне. Всем огромное, ребятки, спасибо за ваши подписки, за то, что Да. переходите, как бы, да, там, по ссылкам, которые кидает драйвер. Вот, я тоже Да. надел там репосты в сообщество. Это отлично. Всегда Это очень подписывайтесь, хорошо. ребят, заглядывайте в описание, помогайте друг другу, просматривайте видосики. Ну и, конечно же, Да, пишите потому что комментарии, ребят. Всем без огромное поддержки друг спасибо. друга никуда Конечно. не продвинемся. Да, всем, ребятки, пока-пока. Пока-пока. Давай, пока. Да, я тоже чуть-чуть еще посижу, потому что надо двигаться, тут надо еще тут вопросы соскочили, тут надо помочь, а потом разберемся. Я думаю, может быть, еще даже и стримчик включу, но, скорее всего, ближе к вечеру сейчас, потому что нам вот еще с этими, с родными прогуляться, с детишками, свежий воздух на улице, плане пора. Время такое настало, я не знаю, вот я сейчас вот компьютер, да, с запчастями вот этими, вот эти вот чипы у него не хватает, там еще чего-то, говорю. Нет, сейчас просто все... Все подвязали на этом, да? Нет, не... Сейчас, подожди, сформулирую. Те, ну, как бы, вот нас учили, то, что, как бы, да, мы росли в неопределенное время, в неопределенных условиях, да, как бы. Да. Сейчас младшее нас поколение смотрело на нас, еще младшее поколение смотрело уже на них, и сейчас то, что вот я смотрю, происходит на рынке труда, реально не хватает специалистов. Да. А сейчас специалистов Рю- стало везде не хватать, потому что те, кто были поумнее специалисты, они начали передвигаться, переселяться, и в своем сфере, в твоем городе, в твоей стране стало это тяжело. Даже не только в России, в Германии такая же проблема. Потому что наши Нет, я говорю, специалисты... это мировая проблема уже. Да, мировая. Потому что у нас специалисты также, они идут в Голландию, в Швейцарию, там зарплата больше за то, что те же самые вещи. И люди хотят жить, люди хотят в отпуск, хотят хороший автомобиль,
или себе какую-нибудь дорогую, может, одежду обеспечить, я не знаю, просто хотят жить, чтобы не напрягаться, то есть прийти в магазин, купить что-то, что им нравится, и как бы у них, чтобы были деньги, да, на карте. У нас некоторые вещи, как вот, как таковое, я раньше об этом никогда не задумывался, но есть вещи в Германии, которые прям, ну, то есть ты смотришь, ты понимаешь, что он мало получает за это, да. Некоторых просто абсурдно бешеная какая-то зарплата, не понять вообще за какие заслуги и старания, а кто-то вот работает вот как конь, и у него зарплата там в 5 раз меньше, то есть неоправданно, да. И, ну, такие же примеры можно Ну, приводить и в тут России, и в Америке, да. несколько факторов, как говорится. Вообще любое дело, там, предпринимательство и бизнес делится на, ну, вот как я понял, на на три категории. Это дело для себя, когда ты делаешь для себя, про что мы говорили. Да, Это дело ради денег и лохов на мою жизнь хватит. да, Вот последние два пункта, они не особо зарабатывают. да. Но есть просто, Хотя есть люди, которые не хотят дальше развиваться, где они где-то застряли в одном месте, да. Это тоже такой пункт непонятный. Ну, как бы кто-то вот сказал бы, да, давайте, то есть я буду дальше двигаться, там, учиться чему-то, да, а кто-то вот привык, то есть они привыкли к этой стабильности, да, у них стабильно идет одна и та же зарплата, и они никуда никак не развиваются, не двигаются, и вот тебе, пожалуйста, да. А есть потом также другие какие-то начальники, которые думают, ну вот, у меня есть хороший работник, который как раз-таки не развивается, у них будет вот такая вот все время одна, даже если он будет, может быть, там приносить им больше дохода, а зарплату, но они будут просто-напросто поднимать. предпринимателю, ну, вообще, бизнесмену, предпринимателю, в принципе, не нужен человек, который не развивается. Нет, ну и как рабсила, как раз такие нужны, такие тоже Нет, люди. вот сколько я с топ-менеджерами разговаривал, никому не нужен человек, который чему-то один раз выучился и сидит на ровном месте, что-то делает. Ну, ты имеешь в Потому виду, что да, ты бюро или, это допустим, завод, как вот, то есть и руками работать больше или больше головным мозгом, тогда да, это разница. не важно, потому что если сварщик не будет узнавать, что в его сфере появилось нового, он не сможет делать более качественно. Если продавец не будет смотреть, как и что на рынке продается и как про это рассказывается, он не будет продавать лучше. М. Ну да, как бы, Управление то же самое. Человек, который занимается в сфере экономики, он должен читать РБК и Forbes, потому ну, что там пишут актуально. если бы так Да. все делали, знаешь, то вообще, когда чересчур много народу было бы умного, кто бы там работал бы. Потому что есть Я все. очень сталкиваюсь по своей сфере и Ну, то есть, спрашиваю, а вы знаете, что такое ценообразование? м, Люди, которые гребут миллионы, они даже такого не знают. ну да. Ну, вот у всех по-разному. Кто-то гребет, кто-то бы хотел бы, кто-то вот, говорю, вовремя где-то залез, или как-то у него так получилось. Тяжело потом уже объяснить, но факт остается тем, то, что как бы кто-то пытается вот несколько лет чего-то добиться, не получается. Ну, как и здесь у нас говорят, не знаешь, когда стрельнет. А кто-то вот сидит и на голову падает всё, да, на дурняк. Тоже нехорошо. Об этом мы в начале стрима с Ильей говорили, потому что когда вот на голову пойдет тебе вот это вот все, и у него у человека определенного своего знания нет, ну как бы он не знает, что с этим всем делать. И у него от этого всего, то, что у него упало на голову, то есть еще и чердак поедет, и еще только хуже будет в конце концов, да. Потому что они не понимают, как это все. Они это не заработали, это все им привалило. А так, конечно, да, я тоже с этим полностью согласен, стараюсь и, опять же, ну, двигаться в своей этой, как-то себя там, я не знаю, поддерживать. Я говорю, сейчас вот начал, чтобы продвинуться чуть-чуть у меня в профессии, именно в профессиональной жизни. Такой, но я начал сейчас учить английский, потому что Молодец. английский язык, как бы, ну, это всемирный язык, да, и я думаю, все равно знание английского языка это, опять же, будет какой-то
в какой-то мере где-то откроет, может быть, еще какую-то дверь дополнительную. Ну, есть Главное, такое главное не оставаться на одном месте. на одном месте, да. Да. Как, А то, как мне, а то как мне будет, родители говорили, дурак это не тот, кто ничего не знает, а тот, кто остановился и дальше не развивается. да. Да-да, да, это точно. Просто есть, ну, есть умные люди, которые там учатся на, как это я смотрел, умные люди учатся на ошибках своих, а гении учатся на ошибке других. Но это такое дело, просто большинство народа, к сожалению, так оно и работает. Пока они сами не обожгутся, то есть если они даже увидят у кого-то это, но поскольку это не в их огороде произошло, они это не воспринимают всерьез, да, и пока сами не обожгутся в этом огороде, и, соответственно, потом только это все и приходит, да, вот этот вот просвет. Так что я думаю, все-таки, да, ну, вот это вот стремление, если оно есть у кого-то, ну, я говорю, я много народу видел, людей, знаю много еще до сих пор, у которых, в принципе, нет вот этого, у них вот эта стабильность какая-то пришла в один прекрасный момент, то есть определенная зарплата, у них вот это все вокруг себя все замерзло, и вот этот вот в моих глазах вот такой Еще есть такой монотон, одинаково, проблема как жадность. То, что человек хочет все, ну, да, там, например, машину, квартиру и сразу. да. Ну да, кредитов понабирают себе, у них все, на кредитах все висит. Нет, не только кредитов. Люди идут и на более жесткие вещи. Мгм. Ну, вот так вот себя облагают этим, а потом, ну, как бы тоже это... Они не понимают, что если ты что-то хочешь, тебя в жизни начинают случайности становиться, жизнь начинает тебя проверять. Э, случайности в твоей жизни становятся таким образом, что, как по-нормально сказать, не ругаясь матом. Мгм. Ну, тебе как бы ставят такие на проверку, я не знаю, как еще. Потому что рано или... Начинать тебя долбить с разных сторон, проверять тебя. Мгм. Да. Ну, как бы там так, ставят такие проверочные. Я сказал, да. Ну, как некоторые говорят, там, палки в колеса нет, палки в колеса это было бы уже похуже. А именно Нет, вот палки в такие... колеса это Нет, именно такие проверочные этапы, потому что есть некоторые люди, что вот они вот на этом зациклены. У нас вот такая вот распространенная вещь, то есть чересчур много берут кредита сразу же, то есть когда им 25-30 лет на дом, и это прям очень распространенная сейчас вещь, но это в моих глазах это такое своего рода наручники на руки. нет, дом еще это с точки зрения денег брать кредиты на дом это еще нормально. Ну, или А, а, автомобили дешевые, это вообще берут автомобили, а у них цена прям падает на глазах, то есть а вот брать на автомобили, на телефоны кредит, да, если ты на телефон кредит взял, то все уже, это уже, мне кажется, уже вообще низ какой-то. Потому что, ну, я такие тоже видел, таких тоже видел, случаи такие бывали, да, ну, где-то вообще как бы низ тяжело. Потому что можно взять было просто, может быть, или модель поддержанную, или просто чуть-чуть подешевле, я не знаю, как бы, но прям кредит на телефон брать, это уже да. Если уже с этого начинать, куда уже дальше смотреть. А это распространено здесь, просто видишь, тебя к этому привязывают, к дому сильно, и обязанностей много, и кредиты тебе не дают с этим процентом на 30 лет, там, да, дают на 10, на 15 потолок. Сейчас уже в наше время 10. А потом приходит 10 лет, делают тебе, перерешивают вот этот вот все, платежку вот эту всю, получается, там еще процент где-нибудь поднимется годовой. И, соответственно, ты опять как бы больше должен платить, еще и в долгах останешься. Это такая вещь интересная, да. У меня один умный человек посоветовал в свое время, когда у него был маленький бизнес, там едой занимался, он начал скупать квартиры за копейки, да, с под молотка, знаешь, такие квартиры были у нас. Мгм. Когда судебные приставы отдают под молоток. Он начал Да-да-да. скупать, там возьмет квартирку, здесь возьмет квартирку. И в конце концов он сказал мне, говорит, ну вот 2 квартиры, говорит, в кредит. Это хорошо. Ну, то есть он их взял
и сразу же их как бы сдает в аренду квартиры. Ну, всё Но правильно, они всё как правильно. они как таковой себя даже не оправдывают. Они себя еле выносят. Но он сказал, если ты это прям захочешь этим заниматься, то есть после 5-й квартиры, точнее 5 квартир это норм, 6-я квартира у тебя начинает потихоньку, маленькая копейка, но оседать. Но если ты берешь кредит и почти что сколько-то у тебя приходит за аренду квартиры, то есть не считая санузла и всех этих вещей, отдаешь сразу же в банк, то есть буквально 10-11 лет, и тогда уже пошло уже чистая прям прибыль. Но в Германии на это прям налогом, сильно налогом это облагается. Опять же, вроде бы как бы и минус, но если у тебя не 2 квартиры, а если ты именно после 5-6, то есть тогда уже ты можешь рассчитывать через 10 лет на копейку в твой карман. То есть тот же самый пассивный доход. Вот так. У нас все намного проще. У нас, если у тебя больше 2 квартир, Мгм. ну, там от родственников досталось, сам купил, Да. то ты обязан купить ИП. Ой, сделать ИП. Не, ну ты просто как ИП тебе не надо у нас делать. Ты можешь, как бы, ты отдаешь это, есть конторы, которые занимаются вот этими всеми бумажками, знаешь, как вот этой бюрократией. Ты просто платишь налог тоже с этого, и все. Ну, ИП тебе не надо прям М, напрямую делать. ясно. Просто я имею в виду факт того, то, что, да, он потом, он был этот человек, который вот этим занимался. То есть я могу сейчас как вот человек, как лицо, как сказать, у меня ИП нету как такового, да, я все равно могу себе купить 10 квартир и также сдавать в аренду. Буду просто какой-то определенный налог платить, и все. М, Это не запрещено. м, А он как бы по роду своей деятельности, то есть он занимался бизнесом, он открыл себе, он продавал еда всегда востребована, работал на этом 10 лет. И пока он работал, он не покупал себе там за 100 тысяч машины какие-то, не ездил в дорогие отпуска. Раз в 3 года делал отпуск, и именно вот эту копейку вкладывал в кредит, уже покупал потихоньку квартиры, и вот за 12 лет себе покупал. И нормально, как бы теперь получается, он потом тот бизнес отдал, пришла пандемия, а он теперь, получается, ездит просто, ну, он как как квартира у него, как бы есть как бы фирма у него зачислена, да? м. Дает квартиру в аренду. То есть уже у него сейчас не 5 квартир, там, а 20, наверное, уже 25. То есть ты первые 5-6 квартир тяжело, а потом, когда они уже себя списали, потом тебе уже легче кредит брать, у тебя есть что-то за душой, и банки совсем по-другому на это смотрят. Ясно. Как-то вот так-то работает. Ну, то есть, все в том духе. И говорю, ну, то есть, ты возьми дом, у нас есть 300 тысяч кредит, у тебя жизнь закончится, ты его не отдашь. А квартиру взять за 30-40 тысяч, что такое 30 тысяч евро, да? То есть, это, ну, буквально такие 7-8 лет, и кредит закончился, да. Вот такие мелкие. Взял, мелкие взял, быстренько погасил кредит, то есть, потом прошло 7 лет, она уже тебе начинает копейку приносить, да? Единственное, что банки не любят тех, кто не берет кредиты. Да, есть такое. Но опять же, они же смотрят, то есть на твою, как сказать, ликвидность, как сказать, как ты вот работаешь, как ты обращаешься с деньгами. То есть у тебя есть приход, уход, они на все это проверяется, смотрится. В Англии у нас, кстати, вот вообще за этим очень строго. Ну, потому что ты, когда в Англии берешь недвижимость, тебе прям королевна поддает прям, да, то есть помогает в этом плане больше, чем Германия. Именно в плане, то, что ты взял себе недвижимость, да. Там в аренду очень сидеть дорого. М. А у нас чуть-чуть другая песня. Вот здесь в каждой стране есть свои такие вот веселые эти, говорю, да, вот сейчас вот как вот, когда вот... О, привет, кредитную историю, медведь-шпион, здравствуй. Привет. Ну, как-то вот так вот, да, это говорю. Вот тут есть вот в каждой стране свои плюсы, минусы, свои приколы. Говорю, я вот смотрел как-то несколько лет назад, вникал это в России, смотрел там вот эти кредиты, вот эти проценты, вот эти годовые, и просто, блин, ну вообще у меня аж... У нас вот последний год оно упало прям на ноль. То есть ты взял денег, сколько отдаешь назад, да? А не переплачешь М. там 20%. Ну, как бы это жесть какая-то. И из-за этого вот такой бум сильный пошел, прям рванули, и строек сколько было, да, то есть сейчас все вот это вот, даже пандемия была, вот последний год, Да стройки у нас вообще. тоже упустили кредит. Нет? Как Чего? грибы начали расти с земли дома. А.
Говорю, просто самое страшное не то, что сейчас тебе дали кредит под ноль, пройдет 10 лет, будут пересчитывать историю, и они могут тебе процент накинуть. И получится, ты проплатил 10 лет, и тебе Не, опять накидают. не знаю, вот сколько смотрел на людей, я стараюсь жить без кредитов. Да, очень сложно, очень тяжело, но, по крайней мере, то, что ты заработал, у тебя ты тратишь на себя. Ну, ты по-другому совсем смотришь на этот мир, по-другому решаешь свои финансы, и это совсем у тебя взгляд твой на мир другой, и это намного облегчает эту всю историю. А я говорю, вот которые люди... Я бы не сказал, что облегчает. Ну, да, в Потому плане, в плане том, допустим, если вот смотри, вот у меня квартира как бы в аренду, не в кредит. Мне насчет от этого легче. То есть, если у меня ни сегодня, ни завтра не будет работы, я пойду, мне может государство за аренду платить, и проблем нет. А если бы у меня было купленное, мне бы еще пинка бы отсюда дали, и потом бы пришлось еще бы хуже было, да. У нас, ну, говорю, вот разные страны, разные эти правила, да, и все. Там надо Потому смотреть. что когда ты живешь и приходишь, сидишь в кафешке, ну, например, мне знакомые попросили помониторить в одном из торговых центров, потому что они хотели там взять помещение, торговлю. Да. Я там мониторил где-то месяца 6, по-моему. Мгм. Точно уже не помню. Ну, просто ходил, просто сидел в кафешке, просто общался с хозяевам, предпринимателям, которые там продают. Как, чё, почем, как обстановка, сколько народу приходит. Да-да. Ну, и пришла, типа, дама, я говорю, вот через 3 месяца закроется. Они мне такие спрашивают, почему? Я говорю, ну, цены она поставила неадекватные. Она там поставила куртки, шубы там от 80 тысяч. Хотя у Мгм. нас в районе максимально, ну, средняя максимальная зарплата 35. Ну да. Нереально, да? То есть, если какие-то товары купить нормальному человеку, рабочему, будет тяжело. Нет, это в принципе нереально. Да. Рабочий человек не будет себе покупать дубленку за 80 тысяч. Ну да, это какой-то должен быть или в бюро, и то тебе надо, я не знаю, каким-то менеджером, и то это будет тоже какая-то непонятная вещь. Да, там есть, прям рядом стоит бизнес-центр. Мгм. Ну, сколько я не общался, там все наладом дышит. Ну, тогда это, видишь, такая история, ну, временная, да, я бы сказал, потому что не получится. Люди просто приходят, ставят палатку, ставят туда, ну, вот, аукционная система. Да. Зачем так делать, я не понимаю. Хм. Ты приходишь в деревню, где там получают 3 копейки, ставишь там свою палатку и ставишь туда и устраиваешь аукцион, кто больше заплатит. Да. Ну, то есть это уже как бы, когда вот такие вещи, у нас, допустим, когда вот такая вещь происходит, это уже люди делают от безысходности, чтобы последние какие-то там расходы мелкие погасить, как бы, да. Если ты видишь, что у тебя товар не продается, ты снижаешь цену. Если ты видишь, что, ну, вот как аукцион работает, если ты видишь, что спрос больше, ты повышаешь цену, правильно? Ну, это опять же, этим же ты опять же отпугиваешь клиентов, которые Да, этим же прибежали ты на мелкие цены, правильно? да. Это же никак по-другому не назвать. То есть они этим самым они опять их отпугивают И и все построено по этой модели. да, но оказываются в яме рано или поздно. Сейчас М, у тебя много клиентов, Да. через месяц у тебя вообще не будет клиентов. Да, из-за чего большие вот эти вот фастфудные вот эти вот цепи, сети, вот эти все сделаны, которые построены на вот этой быстрой еде, из-за чего у них столько много народу. Потому что они держат цену. Потому что они держат цену, это большая конкуренция другим мелким ИПшникам и так далее. А у этих получается там какая-то там жареная картошка или какой-то там бургер, там самое, они делают его по минималке ставят, они и все думают, вот, дешево. Он изначально такой уже был дешевый. Просто
это опять же того рода же ихняя бесплатная реклама. Ну, то есть они здесь где-то месяц-два не могут продержать эту цену, они не помрут. Они этим выдерживают, и, соответственно, приходит опять же эта аудитория, остается. А если они там потом на 10 копеек накинут, это как бы не так страшно. Это даже потом никто в глаза бросаться не будет. Это не в 2 раза больше, да? Так Вот оно и... смотри, мы иногда ходим с другом, пьем кофе в Макдак, да? Мгм. За все мы платим 500, 500-600 рублей. Мгм. Ну, нормальная цена. Цена на кофе практически не изменилась. Да. Пойди сейчас в кофейню, штуку отдашь где-нибудь, Starbucks какой-нибудь, да? Пойди куда-нибудь в маленькую в кафешку, там у тебя ты минимум отдашь штуку. Да. Все верно. И Но это опять же, это цены такие, то есть в районе Москвы, в регионе я был, там вообще там, ну, приемлемые цены, и зарплата, конечно, в другая. регионы приезжаешь, там вообще по кайфу. Да, ну, конечно, Там у кого московская большая зарплата, они в регион приезжают, такие короли, да, потому Нет, что почему? смотришь Вот мы такое. с дядей, с мамой иногда ездим к бабушке. М. То, что можно купить и в регионах на 1000, в Москве ты купишь 3 продукта. Мгм. И то ты купишь то, что есть в магазине, а не то, что качественное. Ну да, понятно. Ну, как у нас говорят, за качество надо всегда платить, просто, ну, и если цена вот такая вот, разница от именно того места, где-то она сейчас продается на данный момент, ну, на этом строится. Это да. Но все равно это получается более-менее как уже деревня или просто маленький городишко, да, что там цена-то вот сразу другая, когда ты переезжаешь. Да сразу просто переезжаешь этот Московскую область, и все, цены другие. Сразу же цена, да, Да, меняет. Только вот за да. границу, как граница Москвы закончилась там, типа. Даже уезжаешь где-то за 40 километров от Москвы, Угу, цены уже другие. угу. Ну, то, да, чем ближе к центру, тем дороже, да, соответственно, опять же, по нарастающей. В Да, Москве по большей части нету тех продуктов, нету того мороженого, которое я люблю покупать в деревне, нету того мяса качественного, которое продается. Оно либо здесь стоит от 1500 за килограмм, да. 1500 за килограмм. Ну, это уже серьезно, слушай, даже у нас этот дешевле стал. Это обычное мясо. Да, ну, свинина, да. Это не мраморная никакая, не мраморная говядина. Да-да, ну там еще там цена побольше будет. Вот это да. Это тебе не черная курица, которая там... М. Вроде ничего обычного, а цены прям такие, прям, слушай, я говорю, даже у нас тут на стороне Европы, кто мне тут говорили, вот, тут дорого, дорого. Да где дорого? Ну, посчитайте нормально, ничего не дорого, все нормально. Ну, как бы подгоняют, просто говорю, у нас, ну, больше расходов где-то в другом месте, а опять же, если все нормально Просто взять, то есть... есть идея, я не знаю, как ее воплотить, это создать бизнес-канал и рассказывать людям про Как? Ну, вот про финансы. делаешь второй канал и рассказываешь. Я тебе потом напишу в Дискорде. Это будет проще всего. Это канал, который сейчас есть, нельзя. Мы потом рекламу сделаем. Почему нет? Очень удобно. Единственное, что вот много не понимает, что это важная информация. То есть я вот таких смотрел, которые умные люди финансами, да, там подписчиков не так много, но, по крайней мере, он там удержимость смотрит, полезная информация. Потому что это не такие заразительные какие-то видосы. Ну, если вот такими вот э, несколько сделать такие 10-минутные такие, да, попробовать себя в этом. Надо пробовать. Есть идея, воплоти. Если что надо будет, подскажем, поможем. Вообще без проблем. Просто надо как-то ее пускать в ход, иначе ты никогда не узнаешь.
даст она какие-то плоды или нет, если что-то такое пришло в голову. Да, тут дело не про плоды, а про обучение людей. Потому что, ну, смотреть, как люди бьются об стену, хотя рядом дверь. Ну да, ну вот в этом вся и заключается фишка. То есть сейчас мы уже об этом говорим, это сейчас, С Ютуба максимум, вот у меня знакомый, там у одного 8 тысяч подписчиков, у другого 5 тысяч, они имеют 30 тысяч дохода. Мгм. Но это ни о чем. Мгм. Это не дополнительный заработок, это люди работают на основной работе, потом они приходят, работают еще в Ютубе, ну, делают ролики, стримят. Да, конечно. Это тоже работа. Да, она просто в том-то все и дело. Вот эта вот тонкая грань, она рано или поздно, вот этот хобби какой-то переливается в какую-то обязанность, работу. Я просто, говорю, проверил несколько месяцев, теперь это все притормозил чуть-чуть. Ну, как сказать, притормозил. Я просто, что прям не каждый день все, вот надо это, Надо надо... стримить. Да, нет, такого у меня нет, ты же сам видишь мой канал, да. Просто я все-таки посмотрел это все. Сейчас вот последние дни нашел одного очень хорошего человека тоже на Ютубе. Посмотрел его с них там несколько видосов. И, ну, как бы я это и раньше знал, но мне охота было посмотреть еще опыт других. И один тоже, который сейчас очень-очень много денег получает на Ютубе человек, он сказал простую вещь. Ну, то есть ты пробуй, а там посмотрим, да, ты продержись несколько месяцев подряд, а там будет видно, куда тебе двигаться. То есть из этого у меня видосы мои или стримы постоянно какой-то где-то, знаешь, как бы сказать тебе, в тестовой фазе. То есть чуть-чуть разное направление. И пробуешь, ты смотришь, что из этого зайдет. Ну, то есть твоя тема, она тоже, на нее будут свои подписчики. Я бы, допустим, с удовольствием посмотрел, послушал, или даже поучаствовал. Вот как вот сейчас вот мы поговорили, вот этих вот буквально такие Просто есть еще 30 минут. тема, что у меня есть возможность пригласить карных людей, которые знают, которые могут рассказать. Но Ну вот. пока нет помещения, пока все это ищется. Ну, это же можно делать даже, допустим, на нейтральной территории, не помещение, а, допустим, там. Нет, это я понимаю. Но надо же все, чтобы все это нормально было. Ну да, Это это тебе надо камеру на нормальную, на стульях, в этом. камеру, Ну, микрофон, петлички, как бы, да, чтобы звук. Да-да-да-да-да-да. Картинка Да-да. красивая, когда это хорошо, но если будет плохой звук, я тебе сразу говорю, то есть это уже все. Будет плохая картинка, народ не будет смотреть. Да, но если звук будет не очень, это прям, то есть картинка это хорошо, а когда звук отличный, это еще лучше. Потому что я смотрел других, то есть людей, которые раньше начинали, даже у них была плохая картинка, и у них все равно было удержание, была аудитория, потому что звук уже шли в ту сторону, куда надо, звук должен быть. То есть здесь такая штучка два в одном. Я даже вот делаю вот такие мелкие видосы, начинаю на айфоне, он уже может это. И как бы, Вот ну, именно, что что? ты сразу, ну, как сказать, для Я даже вчера на айфоне записывал видос, там у него петлички просто вот как вот с телефона есть, и он уже может. То есть я начинал со старенького телефона простенького. Сейчас я, если на мотоцикле ездил, у меня камера очень дешевая стоит на каске. Очень. Но да я бы не сказал, что она у тебя плохого качества. она очень дешевая. Но она качество как есть. Я не могу это должны судить зрители. Нет, ну, я как зритель, который периодически смотрит твои видосы, Да. нормально у тебя качество. Но Это она... ты просто купил, соотношение цены и качества. Да, А не но просто на она одна из дешевых, но мне понравилось то, что на ней, когда я покупал, у тебя есть весь набор, то есть всякие примочки, вот эти вот крепления, да, и тебе, если ты купил камеру, тебе не надо больше, кроме как карточки памяти, не надо ничего больше отдельно покупать, да, заморачиваться. Единственное, что я беру отдельно смартфон, беру отдельно петличку и записываю параллельно звук. Когда я говорю, я ставлю петличку себе, да, то есть разговаривать, иначе это никак бы не получилось в таком формате, как я сейчас это делаю. Звук должен быть. Работает. И это я смотрел, ну, то есть первые видосы мы начинал на телефоне, который тоже такой был дешевенький. Я говорю, вот есть такое понятие вот в Америке, в Англии low budget, да, то есть с самыми низкими финансами
сделать что-то, чтобы это кому-то там понравилось. И вот это у меня был такой дешевенький смартфон. Я начинал первые видосы писать на смартфон. Канал Драйвер Гараж. Там все видосы на смартфоне записаны, кроме одного. На Драйвер Гараж, где машина, мотоцикл я записывал, да? Мгм. И они все видосы, кроме одного ролика единственного, они все у меня записаны на телефон. Все. Один единственный там есть, где я взял камеру в руки, и то, ну, как есть. То есть я попробовал себя в этом. У меня еще камера была, она А вроде... GoPro, она же дорогая, да, вроде? Да. Но у меня не GoPro. У Ага. меня как, как бы даже сказать, не метад, аналог. Просто дешевый вариант. У меня такая же маленькая, как у GoPro размером. Да, но дело в том, то, что так это китайская фирма. Факт остается тем, она делает свое дело, она записывает и все, что мне надо. То есть она работает, я включил. И самое главное, если она там где-то у меня с мотоцикла, у меня во время скорости вылетит с каски, ну как бы не так будет жалко, обидно, да. То есть если GoPro улетит, там она сразу там 500-600 евро, да, в мусор. А моя камера там стоит там относительно дешевле в 10 раз, и как бы нормально. То есть не обязательно, это я еще раз доказываю тем людям, которые мне вот тут у нас такое, ну, не дискуссия. Конечно, я увидел в GoPro свои плюсы, да, как качество записывает. Это то же самое, когда сравниваешь ты Samsung какой-нибудь старенький и iPhone старенький. На iPhone камера уже давно шикарная. Вот, стабилизация Она картинки там, есть. На по-моему, iPhone. с 5-го начала нормальная быть. Да, только с 90, это имею в виду, у них стабилизация в камерах есть, в блиндах, и это ты чувствуешь, ты видишь, это как вот в GoPro. А у меня, допустим, такой нету, но я все равно приучился к ней. Конечно, охота была бы, но у меня цель не та совсем. То есть я не могу отдавать 600 камеру для записи контента, именно в этом плане для каску, потому что если что-то пойдет не так, то есть эти 600 евро может быстро уничтожиться. Это будет, то есть не совсем не то. Мне этого хватает. Я вот в iPhone инвестировал, да, и я сейчас смотрю новые камеры, буду в следующий раз, наверное, включу стримчик, буду смотреть камеру, рассматривать и подробнее думать, что скажет. Но я хочу купить себе такую камеру, именно вот, чтобы в руке была такую, которую я буду записывать влоги путешествия, кроме айфона, да. Потому что Ну да, вот iPhone, как бы, эту, он хорошо, что есть, но это эту лопату не всегда удобно держать и Да не, не нормально. с- Я взял себе, у меня просто Pro модель, у меня не Max, потому что Max это вот реально лопата. Нет, ты привыкаешь к этому, просто есть такие вещи, которые именно охота записать только с точки вот этой камеры. То есть я нашел камеру для себя классную, именно для влогов, и там ты можешь, понимаешь, ты можешь объективом прям аккуратненько записать, то есть уже более профессионально, да. И Мгм. на этой камере есть специальная кнопка, ты на нее нажимаешь, когда ты себя будешь записывать, вот так, влог. То есть там нажимаешь кнопку, у тебя сразу же размытый фон, а ты чистенький, да? И это как бы шикарно. Очень даже. Конечно, iPhone это тоже уже может, но когда видят люди, что ты с телефоном идешь или с камерой, это разные вещи, и там качество, конечно, еще такое, но чуть-чуть на ступень выше. Охота. У меня потому что моя маленькая такая ручная камера, она уже все, она сдала. Я говорю, я пару раз попробовал, там вроде бы стоит, что HD качество, но это не то. Ну, я думаю, следующий стримик я включу ее, посмотрим, разберем. А GoPro у меня была мечта, но я тебе еще раз вот показываю то, что не обязательно записывать какие-то влоги изначально сразу же на дорогущей технике. Сперва тебе надо понять Не, ну смысл. если есть возможность. Да-да, если есть, конечно, да, но надо сперва понять смысл вот это всего, азы. Сперва лучше на дешевое, а потом ты будешь уже знать, в какую сторону Если тебе ты двигаться. Потому что, ездишь на мотоцикле, то там надо начинать с маленького бюджета. да, я вот именно с этого и начал, с маленького бюджета, и я сейчас смотрел, Если ты просто какие-то пешие прогулки, то и если есть средства, то ты можешь взять и GoPro. да. Ну вот у меня, говоришь, вот в этом весь, как бы сказать, вот этом вот весь плюсик айфона, что он у тебя всегда с собой. То есть, если ты находишься где-то и ты забыл камеру дома, ты раз достаешь с кармана телефон, камеру, линзу посмотрел, чистенькая, все, раз, полетели, да? Работает. То есть контент можно записывать почти что ежедневно. И я вчера вот так вот записал, приехал домой, сразу же в телефоне же обработал. Это даже материал не был на компьютере. Я прям в телефоне же сам смонтировал, да? Вот это все, весь и плюс мой. То есть я об этом сейчас Илье говорил. Это как раз таки та же самая фишка, когда я буду находиться где-нибудь вдалеке от компьютера, что я
не завишу от моего ПК, от программы, обрабатывающей видео. То есть я могу такие короткие видеопрогулки, путешествия прям записывать сразу в телефоне, монтировать и заливать на YouTube. Вот этот весь плюс большой. Просто шикарно. Да, Картинка. это вот видишь, я говорю, вот вчера я записал, прошло 1,5 часа, я залил на YouTube уже. Я сделал за час, смонтировал ролик. Все. То есть я вообще даже вот эти вот видеофайлы, они даже компьютер мой не видели, да? М. И это как бы не сыграло нигде на качестве. То есть там есть также музыка фоновая, есть также можно текст поставить, ну, переходы какие-то там, да, ну, такие вот дела. И это, в принципе, работает быстренько, и рендеринг делается прям в телефоне быстрее. Ну, конечно, техника идет вперед, она на месте не стоит, это круто. Я прям рад, что вот именно это так прошло. Мне давно уже говорили, попробуй. Ну, то есть у меня когда был до этого Huawei телефон, он бы с этим не справился, я точно знаю. Ему бы было тяжело. Там просто, как сказать, мне кажется, процессор сам не потянул. А новые модели, да, но опять же, новые модели, когда ты смотришь телефон, они все это подогнали под одну планку, стоят очень нереально больших денег, которые прям реально не каждый может себе позволить. Да, и тоже пособирали несколько месяцев там, да, и как-то вот так это все получилось. Я говорю, вот, и вот такие вот несколько видосов я уже сделал в том плане. Будет отпуск, будет лето, но я имею в виду, если просто прям камеры под рукой нету или какой-нибудь там GoPro, там достал iPhone и побежали. Работает все шикарно. Но камеру, говорю, вот типа влогами, и там есть свои большие плюсы, которые я буду потом рассказывать на следующем стриме, все-таки есть. Из-за этого мысль уже полгода в голове крутится. Ну, я думаю, все будет нормально. Может, скоро даже и закажем. Ну, вот тяжело стало, да. Я вот 3-4 интернет-магазина смотрел, ее просто нет как в наличии, да. Ну, то есть настало то время, когда есть деньги, нет вещей. Даже так бывает. Эх, так что будем надеяться на лучшее. Говорю, я еще посмотрю несколько вещей. То есть для влогов сейчас у меня коллеги, я вот смотрел, здесь в Германии записывают видосы. У них есть такие очень-очень-очень маленькие ручные камеры, называются Pocket. Да, Pocket Я Go те я DJI. я те в личку отправил этот, с твоего видоса картинку. С моего видоса. Сейчас посмотрим. Такс. Опа. А, ну да, Просто это вообще шикарно. в начале, да. Но это вчера как раз я сделал, вчера раз-два. Э, Видишь, тоже текст же написал. Там текст можно было делать. Все добавлять. То есть я выбираю размер, формат. И могу выбрать текст. На всю длину будет видео, именно на определенные участки, да, текст какие-то там. Все это делается. Прям в телефоне. Бесплатная оригинальная программка. Такие вот дела. Но я думаю, в следующий раз попробую найти вот эту инфу, хотел показать, посоветоваться, чтобы кто-то посоветовал, может, у кого-то есть какие-то подписчиков, кто будет сидеть в чате онлайн, может, кто-то уже с какой-то камерой сталкивался. Говорю, вот я несколько камер видел, люди пользуются. Очень маленькая Pocket Go, прям удобненькая. Посмотреть хочу про нее еще, конечно, больше инфы. И уже как-то к какому-то этому прийти, к какому-то мнению, да, что-то покупать надо, все-таки двигаться, потому что уже теплые дни не за горами, будет много контента. Такие вот дела. Как-то так. Ну что, благодарю тебя за подключение, поддержал стримчик, забежал. Очень-очень рад был пообщаться. Это всегда приятно. Потому что, говорю, сейчас среди недели много работы и всех, в принципе, не только у меня. Некогда вот так вот сесть, прям спокойно поговорить. Не получается. Как-то так. Тебе спасибо, что подсоединил. Так, всегда, пожалуйста. Я всегда рад каждому, кто захотел, пожалуйста. Мы как-нибудь сделаем такой разговорный, может, чтобы человека 2-3 было, может, посмотрим. Ну, сегодня так. У нас такой, в принципе, уже был очередной. Но как есть. То есть мы не профессионалы, мы только учимся, что-то делаем, пробуем, общаемся, Да, дискутируем. это просто наше хобби. Это да, это хобби, конечно. И пока хобби, ну, оно должно пока еще оставаться хобби, чтобы не перерастало в работу, иначе ты Да. начинаешь потом париться, и потом это... Работать на 6 работах — это очень сложно. Да,
Это чувствуется, а потом это совсем не то уже, когда ты это делаешь уже как бы стараешься, что типа работа тоже не то, совсем другой уровень. Такие вот дела. Ну что, я буду прощаться. Сейчас все оставлю, наверное, чуть-чуть тут на Давай. фоне. Пару минут еще поработает. Благодарю тебя еще раз. Буду, конечно, тебя опять же рад видеть в следующий раз. Ну, вот так вот. У нас как бы прошел сегодня воскресный стрим. Уже опять, мы даже до 4 сегодня часов добрались. Я не ожидал, что именно он будет вот. Но